Цифровизация, в моем понимании, это когда мы делаем жизнь пользователей еще проще, еще удобнее. Для нас участие в таких мероприятиях – это в первую очередь дополнительно продемонстрировать те наработки и тот темп, с которым мы развиваемся. Кибербезопасность, киберриски являются неотъемлемой частью цифровизации, потому что они позволяют думать о том, как зарабатывать деньги, как находить новые источники, как применять новые бизнес-модели, снижая практически в ноль киберриски, которые являются сегодня очень актуальными. В частности, на данном мероприятии вместе с Касперский ОС мы анонсируем ветку наших продуктовых решений. Значение этого форума трудно переоценить, потому что нужна площадка, чтобы со всей России, со всего мира сюда приезжали специалисты и могли обсудить свои вопросы. Оно должно быть комфортно, удобно. Все должны понимать, что уровень специалистов, которые здесь приезжать, будет тоже достаточный. Но это формируется не сразу, это формируется годами. И в итоге все уже знают, что они в следующем году встретятся и смогут обсудить. Если вы хотите работать на рынке, вы должны быть заметны и видны. Да? Участие в таких мероприятиях как раз показывает, что компания развивается, у них есть что предложить. Ну и, соответственно, мы что отсюда получаем? Сверяем часы, разговариваем с бизнесом, с своими коллегами, формируем стратегии, как мы можем помогать лучше промышленности, заводим новые контакты. Это основной бенефит. Наши недруги приложили все усилия, чтобы это все дело расстроить. И, в общем, были и отключения, и внеплановые отключения, и плановые отключения, и атаки. Обычные граждане как пользовались своими услугами информационными в обычной человеческой жизни, так они и продолжили в прозрачном режиме пользоваться. Мы борцы с матрицей. Да, вот чтобы мы остались людьми, как human beings, как человеки, вот для этого нужны мы. Первый кибериммунный тонкий клиент на базе операционной системы Касперский ОС для защищенного подключения к виртуальным рабочим столам. Надежный и отказоустойчивый. Компаниям важно безопасное подключение к корпоративной среде из любой точки.
Активируйте тонкости кибериммунитета. Мегафон построил облако, каким оно должно быть, потому что ты хочешь быть уверен в технологиях, которые используешь. Мы создали распределенную сеть вычислительных ресурсов и доставки контента, чтобы ты и твои клиенты имели стабильный доступ к данным. Мы сертифицировали облако по российским и международным стандартам, потому что тебе выгодно выбирать безопасность. Мы обеспечиваем персональный подход к поддержке клиентов, построению сети и кибербезопасности, чтобы ты имел все условия для внедрения и развития инноваций. Мегафон начинается с тебя.
Раз. Добрый день. Hi, everyone. I'd like to thank all of you that are present here, the speakers and the auditorium. And we are going to discuss a very important topic, the tendency of the modern construction and the smart civil construction and smart houses. Might be quite an acute topic or a regular topic for some of you. And we would like to discuss today the following, including listening to the speakers, what do their companies do, where they have started, and what is their opinion, view towards the future, and what is the attitude of our company. So we are the Vice City company, and for more than 2 years we are dealing with smart house solutions, installed digital systems and various smart solutions for the construction companies of Tatarstan. Currently we have one pilot project which will wind up this year, and I do hope that in the next years there'll be more and more of them. Our main aspect is that we develop software and the interfaces for the managing companies, like a situational center. So we develop mobile apps for the residents. We develop the hardware that utilizes all of the sensors, and we integrate it into our systems. Maybe Anton has something to add. Yeah, hi everyone. I have a little bit to add. My name is Anton. I'm in charge of the IT part in our company, and I would like to add a bit of a context here. So, like, why is it important? Well, I mean, what we do. So the technologies have penetrated our life very densely. So we're used to getting a very rapid taxes or getting the deliveries done the next day or the same day. And this is the new and comfortable experience that we are getting used to, and everything that happens with our day-to-day life at home. And like there's an apartment, like the center of our day-to-day life, and the managing company that services all of our life, and we do our best to propose on the basis of our experience and communications how we can do it, and to share the experience that we have in other spheres, like to transfer it to the sphere of construction and civil construction and utilities. I'd like to present the speakers now. So, my name is Shigurov Alexey. I'm the commercial director of the Vice City Systems company. We have Anton Zuyev here, our co-founder of the company and a lead developer. Volchkova, Lena Vladimirovna, director for the development of the Grань construction company. Balesnikov Vadim, he's running late a bit. He's in charge of the capital construction of Grань company. Abdrakhmanov Timur Nailevich, director of the managing company, Grань Center MK, sorry. And Aynaz Garifulin, Deputy Director General of Territory of Comfort Managing Company. That's the company that services the houses of Unistroy. I'd like to give the floor to Olga Vladimirovna. Well, please put on the presentation. Slide 2, please, with questions. Just show it for a while to the audience.
Хорошо. Да, ставьте тогда вопросы. Leave the questions then. I would like everyone of the speakers, please look at the questions and please prepare your answers. And I would like Olga Vladimirovna to tell us about the company. What do you construct at the moment? What are the plans for the future, etc., etc.? Hello, dear participants of the panel discussion. My name is Olga Vladimirovna, the director on the development of the grind construction company. A couple of words about our company. Well, the company was created in 1998, and for more than 24 years we remain on the market and being stable, and providing comfortable housing to our clients. The main direction is we construct residential housing, so we are a developer, and create the object from the scratch down to the final implementation. And we are the general contractors or contractors on social and industrial objects. The main success of the company is that we are capable to transform to suit the market conditions. And the most important thing is that we are constantly developing. And what helps us today is the use of we are the EPCM company, so we manage all of the processes at all of the levels. So talking about the residential housing, so we purchase the land plot when we have planned and do all of the marketing research. Then this idea is implemented into the project, and then we manage the supplies, to the construction site and construction itself. After that, we give all of the objects to our managing company that runs the final management of our houses and supports the level of comfort and infrastructure that we have created for our residents. So this is the EPCM system, and this is the clear selection that is done by the professionals and our staff members. That are the key areas of success of our company, key factors of success. However, the major troubles are it's to stay within the trend. And the success factor gives us the fact that at any stages we can transform to the conditions of the market. Currently, we are constructing, and since 1998, the company have successfully completed more than 100 projects, more than 100 projects and residential housing of business class and the whole communal areas, industrial construction of social objects, restoration and reconstruction as well. White Mosque in Bulgar, Kolgali Resort and Spa, and here at the Expo we have constructed part of the objects that exist here. So these are multifaceted directions, or this split of portfolio towards the subcontractors and the developers that provides for the success of the company. Currently, we have successfully implemented the Green Park complex. And this complex, starting since 2011, after we have purchased the land plot, we implemented the construction based on the tendency of digitalization, and they were used they were used on the spot. If we are to review now, we are constructing, it's the Novy Gorky City Park, so there are additional tendencies. So
clear is automated control systems, measurements of the energy consumption, and creation of the platform so that we can manage on the metering devices, video surveillance, access to the apartments based on the applications. So it allows us to create comfort for our clients. Our plans are to advance forward and to continue transformation, because there are two big objects where we work on, so it's like 60 hectares worth of land plots. And we do hope that through the implementation of new processes and digitalization, we'll be able to transform them. Talking about the number of square meters, each complex has its own. The one that we have implemented in 2018, the residential complex, there were 11 objects. Total area was 107,000 square meters. Current complex is 155,000 square meters. 2/3 are already sold, and there is a peculiarity, is that we provide finished premises with turnkey solutions. So we do design projects, and the client, so when he's getting the keys, so he moves into like within 3 weeks and starts residing there. Considering the changes in the market, we only take materials that comply with GOST requirements. The suppliers work very well, so they eliminate all of the problems with regards to the bad quality of materials. Another advantage is construction. So we have the manager, we have the project team that very clearly works on the project solutions and eliminates the risks that might arise for the future bad quality execution of the work. Plus, there is a managing company that is supporting the product that we have created and creates a certain microclimate inside. This is the managing company that is a subdivision of our group. So that is the basics. Maybe there are some other questions. Yes, who else wants to add something? I have one question. Can you please tell in more detail how the expectations of the residents, how they change over time? Maybe there are like new requests in the recent 2 to 3 years. How the expectations are being transformed over time. So the client of year 2011 and the client of 2021, well, the clientele has transformed. In 2011, that was so that it is comfortable. Neighbors were important. Planning solution was important. And internal comfort inside the complex. Today, every 2 houses have their own concept. People are requesting and pay attention to how they look on the convenience. So, how convenient it is to live. So we've launched the system of commercial measurement of power consumption, and people want to manage everything correctly, even staying outside of the house. And another important aspect is the equality, the quality that is highly valued by people.
quality of supplies, quality of project documentation, and quality of operation. And it's important for people. Yep, thank you. Then we move to the next speaker. In the world of the modern technologies industry 4.0, we shall not omit the sustainable development aspects. I'd like to listen to Vadim now. What do you use, Vadim? Maybe there are some new, maybe Chinese technologies that you advance. So the program plan radar, we implemented it inside the company in order to control the construction processes that relates to the project team that interacts with the project organization, as well as the construction control that controls this process. In the process of construction of the residential objects, one of the new achievements that were implemented within the company. So we use Directum software that we use. It allows us to control everything with regards to the Chinese programs and software. I'm unaware of them, and there were no proposals. The first proposal came from Incomstroy company. They propose new solutions for commercial measurement of power consumption. And we also plan to implement over time in the process like a more modern doors, access control systems. The elevators are modern, and the rest is implemented already. And I guess, yeah, that's it. Yep, thank you. And maybe from the comfort territory colleagues, they have any questions? Okay. Do you have a strategy? Because we want to understand how Grain company, for such a longer period of time, is a top developer and takes good locations. How do you manage to do that? Do you have a strategy? Maybe an ambition to become a top developer in Russia? Can you tell us more about that? Well, we have ambitious goals set in our company. We have a strategy planning by 2027, already approved. We have 5 years to do that. So, in the upcoming 5 years, we'll build more projects, social and residential buildings, as well as commercial projects. And of course, our goal is to reach top 5 in the Republic of Tatarstan, not yet in the top of Russia. So yeah, that is it, basically. Okay, thank you. Can I add a couple of words? So we think that we are successful. We always told our partners, stay with us because we can achieve a lot. We say the same to our clients. So working on so many things together with our partners allows us to stay on top. Thank you very much. Well, it is not enough just to build a residential building. You have to manage it in a good way to operate it. So we would like to listen to Timur. The floor is yours to tell us more about operational solutions. Good afternoon. It is my pleasure to see all of you here. My name is Abdurrahmanov Timur. I am a managing director of Grain company. So our company operates multi-unit apartment buildings, and at the moment we manage 30 multi-storied buildings and 4 commercial buildings, including the parking. It is Mavlutova Street, Malaya Krasnaya Street, and also Solovyiная Roshcha residential complex and Novy Gorky residential complex. For more than 3 years, we have been using the automatic system of commercial measurement of power consumption, which allows us to measure
the consumption, energy consumption, 100% of all the resources are measured: water, electricity, and heating. All of our buildings, all the yards and all the playgrounds, all the public places, they are all equipped with video surveillance cameras, also intercom systems that are equipped with a face identification. All the parking in our residential buildings are equipped with a modern access control system, which monitors the access to the territory of the parking and also controls the payment procedure. Different messengers are actively used. That's how we communicate, as well as CRM Bittrex, which simplifies a lot the processing of all the requests we get from the residents. That is how we can monitor the statistics and also process all the issues that residents face and decide how we can fix all of that at an early stage. In order to get the feedback directly from the residents, we have developed a project which is a mobile app sending push messages, notifications, which allows us to build communication with the residents. That's all from my side. Thank you. Thank you. It is really a pleasure to see that you implemented your solutions. Timur, what else would you like to introduce in the nearest future? I'm talking about smart solutions. Maybe you don't have them yet, but you've heard of them. They're somewhere on the market, maybe outside Russia, somewhere abroad. Well, I think it is quite interesting to consider alternative energy sources. Solar panels. As far as I understand, as far as I know, it is used in Kazan, but how practical is it? That we still need to find out. But I think in the future it might be used. Another thing, in the future it is possible to install special valves that Pulsar company is manufacturing, special valves that prevent the flooding. So I think it is an interesting product. Thank you. Okay, any other questions? I think I have a question. So if we talk not about an infrastructural part of it, but let's say about communication with the residents, are there any ideas or let's say any plans to provide any extra services to residents? And I'm not talking simply about let's say the repair or a meter replacement, but something more general, you know? Because it seems that this residential complex is a small world within it, and probably it is possible for the managing company to make it perfect. Do you have any ideas or any plans or any ambitions at all to let's say build a 100-storied building and the person can live within this building? On the 10th floor it has a fitness center, then on the 5th floor it has a restaurant. So do you have any plans to make it real, to make it come true? I fully agree with you. I really think that a residential building that consists of several buildings is a complex. It's a mini town. It's a town within itself. It should have its own infrastructure, shops, hospitals, beauty parlors, supermarkets. And that's what we are planning to do. That's what we are doing. We are providing extra services. It does not always mean only plumbing, but apart from that, we are planning to
to offer extra services for our residents, food delivery, to make sure that they're comfortable, they don't have to go anywhere, they don't have to leave their residential complex to get services they want to get. Okay, and another thing, probably just a comment to what you have mentioned. When people live together, they trust each other, because it's not an abstract person that you don't know. It is someone who lives in the neighborhood. Do you have any ideas how this social aspect can be used for the benefit of the residential complex development? Honestly, I don't get it. No, it's just a comment. It's not a question. So people who live there, like together, I think they trust each other, It's just someone who lives nearby, the person next door. Yeah, I agree. It's a space where people use messengers together, they have chats, they talk to each other, they can discuss, their agenda. And also there is this managing company that is always ready to participate, to be a part of this dialogue, and is ready to facilitate this conversation. And also some events are organized, some events are arranged to bring all the people together, some holidays or New Year celebrations. Everything is organized to make sure that people are gathered together, and that they can spend time together to build the space for them to communicate. Thank you. Thank you. Next, I would like to give the floor to our next colleagues. They're experts in actually an application of all these novelties. The company that last year became #1 among managing companies in Russia, Ainas Garifulin. So do you want to turn on the video? No. I would like to first to give an introductory word, and then the video, which is the main presentation. Good afternoon. My name is Ainas Garifulin. I'm the Deputy Director General of the managing company Teritoria Comforta, Comfort Territory. And at the moment, we're managing residential buildings that are built by a Unistroy developer. More than 1,250,000 square meters is the territory of our residential buildings, and our main idea and our main goal is to manage to reach a maximum control and automatization level, so we can scale up, because annually we grow in territory, and to keep staying #1, we understand that we should cease to do things manually. We need to do everything automatically, digitally. So all the novelties that we introduce when it comes to various engineering systems, utilities, together with you, we are working on it. We are striving to improve it. We are installing new equipment. The solutions are made by the project office, and then at the construction stage, so we are, as a managing company, we only operate all the solutions. So I think now we can turn on the video. Good afternoon. We're always introducing new technologies for our residential buildings. So this is a communal machinery for dry and wet sweeping of the territory. A special mopping robot that reduces the time it takes to clean the building by 3 times. Washing vacuum cleaner that also simplifies the cleaning. An accumulating vacuum cleaner. It is very easy to clean even the remote areas. Due to the use of these gadgets, we reduce the time and costs of cleaning. We're building an ecosystem where, apart from meeting the service standards and cleaning standards, a lot of attention is paid to IT infrastructure development. With the help of that, we are covering all the basic household needs of our clients. On a daily basis, we are developing our mobile application, our website of the service company, where we have the single window concept, so the client can apply using any means.
also using the app, our resident, our client can pay the bills, can monitor the applications that were sent before to leave new applications. And also in the app, we have these annual reports with visual aids that everyone can access to have a look at all the work that has been done by the service company. Apart from all the channels that I've mentioned, we are also actively present in different social networks where we inform people and we get feedback from them. For example, we have Maria, a robot based on artificial intelligence. She gets feedback from the residents. I would like to demonstrate how Maria works. Good afternoon, my name is Maria and I'm representing the service company Territory of Comfort. Earlier you complained about the elevator. Please tell us, was it fixed? Yes, it is fixed, but now I want to send a new request. Should I do it via you? Well, I have to ask you a couple of questions about elevator, and then we can come back to talk about your new request. About elevator, can we close that application? Yes, it is fixed. Also about developing IT infrastructure, we're training employees on different topics: emotional intelligence, leadership, systematic thinking. Also, we have different conferences being attended, and fire safety, elevator operation skills, etc. So the company, together with the residents and together with the whole infrastructure, is building one single ecosystem that makes it so comfortable for residents to live in the building. In order not to avoid the cross-financing and also to prepare annual reports, to make it less time-consuming, we've developed an automatic system for document workflow. It is a well-structured portal that is providing all the financial information. Let us have a look at the way it looks. So we should set the timeline. Let's select a facility, and we are building a report. That's the report. Here you can see the revenue, the cost, the expenses for a chosen facility. So this is the total. Then section by section, the total, and again section by section. And at the end, the final result is right there. So this is how you need only 3 clicks to get the financial report for any residential building. In order to improve the bill payment procedure, we have introduced the following automatic solution. First of all, the robot that informs about a delay payment, about overdue payments. So this is the program that automatically informs the residents. Let's have a look at an example. Good afternoon, Maria. As of 27th of April of 2022, your overdue payment is 5,736 rubles, 65 kopeka. We kindly ask you to pay. And also an automatic message is sent to a resident in case the bill is still not paid. For this, we need to set the parameters, and we need to send the message automatically. If it still didn't help, then we can start the legal action against the debtor. For that, we need the register number. And with this registration number, we can prepare an application. It takes between 2 hours, 2 days, depending on the Russian register website. That is how the whole procedure is done automatically. Thank you. That is a very interesting presentation. Mr. Garifulin, I have a similar question to you, the same as I asked Timur before. What is your plan? What do you want to do in the future?
some projects that you really like, maybe not in Russia, but abroad? Well, as for our plans, the same. Automatization, digitalization, remote control. We think that this is all very helpful, very useful. So this is what we are working on and going to work on. We will choose new solutions. We will do this. Okay, thank you. Anton? Yes, I have a question. A similar question, by the way. It's again about digitalization and automatization. Can you please mention some things that are still not done automatically and that cause some inconveniences? Well, not automatic. Well, manual labor. Let's say an electrician or a cleaning personnel. There's still so much to be done automatically, because we are still thinking about using more robots. Some robots were already bought, some things we're still looking at. There is a lot of equipment that is working automatically without any human supervision. Okay, thank you. Interesting. Soon we'll see residential buildings that are going to be served by robots. Yeah, but there is one more thing. Can you give us more details about this transition? Before, you were not using so many automatic technologies. So what happened? Why did you decide to change all this? This is the first part of my question. And the second part of my question, how did you do that? How are you getting, well, let's say not an IT company, but you see an IT and a digital component is an important part to you. Yeah, that's true. It wasn't like that before. So we face a challenge and then we see how we're going to solve it. We saw that human resources, well, it costs a lot, and that is why a decision was made to reach a high level of automatization. Before, we didn't have this automatic measurement of power consumption. We didn't have it, and all this information was collected manually, and it was such an inconvenience because you have to collect this information, you have to process it after that. So this accumulation center, they had to shut down for a week because they had to process all this information with all the readings. So that is why we decided to find a solution. After that, the project was launched together with a construction company to make sure that in all new buildings we have a new system, and also mobile application. Before, people had to call to address the company, and now it is no need to call. You can use your application, just a couple of clicks, and you can solve any issue. You can solve any issues with payment, with readings, and in all the buildings where we don't have this automatic system of commercial measurement of power consumption, but in new buildings it is installed. Also, additional services. There was a question to a previous speaker. We actually have a lot of extra services. For example, a person who can walk your dogs. So using this app, our residents, they can solve all these issues using this app. So we decided to make it as convenient as possible for the residents, and we also wanted to optimize all the manual work. So this is how we decided to switch, by solving all the current issues. Okay, thank you. And you also mentioned these extra services. Let's just think hypothetically. Me as a resident, for me a perfect situation, if something happens, let's say an apartment, and I don't think about it at all. I just delegate it, and it is done by someone else. Is it possible to do so, and is it going to be economically feasible, doable? Well, this is how it happens.
Any issue that this person has, be it laundry or cleaning or to walk a dog or insurance, anything can be solved in the app. A couple of clicks, you send a request, and it is done. And you can pay it right there in the app. And you don't have to call. You don't have to look for anyone in Avita or anywhere else. And before, I think there was a comment made about this trust that is built and this bond that is built between people in one neighborhood. So we're working on that at the moment. These such platforms already exist, platforms that provide some services, but we are organizing it within the community, and we already have some improvements in this respect. So internally, within one residential building, there will be people providing and consuming services. If it's not a secret, well, what are the services that are the most popular among the residents? What worries them and what they wish? Well, electricity, plumbing, installation of aircon systems, especially in the new houses, anti-mosquito nets. The most if it would be required, then there's the most non-popular is walking the dog. So any question you can refer to the managing company. This is very great. This is like a single window solution, and the residents assist in all of that. Really, we accepted for ourselves a term, a claim, being a present. So if they give solutions, they give the way of the development. We just need to hear them, and yeah, we did it, because that's. So they came to you with such problems. In the beginning, you said, well, it's impossible to resolve like that. Well, we had some periods like that, but now any complaint is a possibility to improve something or to provide additional service. And if, like 10 years in advance, what is the management company up to 2030, or management company in 2030? Well, I can say what is a service company. So this is everything. That's it. We are there in your phone, in your handheld. So in terms of robotics and automation, in the parkings we plan, we have cleaning devices, like like cleaning robots, and next year we want to have them fully autonomous, that discharges everything, and they will just go and clean the parking automatically. There are no people, there is no working schedule or something. 24/7, it's always going to be clean. There are grass cutters, automated. So everything that is available on the market will be automated, like cleaning units. And in Innopolis, where they're developing the autonomous systems, AI solutions. We also have the call center. And thanks to AI interface solutions. But, well, we didn't grow as a staff member. So the call center will be as AI without the people. So in the service company, in 10 years, it'll be like unmanned. Everything will be based on big data analysis. And decisions will be made accordingly. And in terms of engineering, there'll be maximum like sensors, a digital twin. We are working with that. So this will be like a live organism, and and on the basis of this data, all of the works will be performed.
So there will be no need in people. Timur Danilovich, maybe something else you would like to add to the service company, management company, 2030. Yeah, of course, we really want it to have in 2030 so that everything is good in the world, in the country, so that we can develop, that there's possibility for the development. And as my colleague have rightfully mentioned, all of our lives, they'll be in gadgets. So all of the payments, everything will be done through the gadgets. And as an experience of the colleague, in terms of usage of robots and cleaning, so if by 2030 it'll be implemented, that'd be really, really cool. So we'll take up on your experience as well and do our best to implement it. Yep, thank you. Thank you, dear colleagues, for a very active discussion. Thanks for sharing with your plans what we shall expect from the future. In the future, we shall expect digitalization. Consequently, there will be more work, and the residents of Tatarstan will have interesting and modern housing facilities. Thanks to everyone. Thanks to the observers. We are within the timing.
уважаемые друзья. Good afternoon, dear friends, dear guests, dear participants of Kazan Digital Week. Today we are starting our roundtable. The topic of this roundtable is development of digital twins. We all know how relevant this topic is, as we know all the challenges and the current situation. So that is why during this roundtable, me and other speakers, we will try to share new information and tell you more about the current trends in Russia, as well as to demonstrate our goals and ambitions that different industries and companies are trying to solve. So I think the timeline is 15 minutes per one presentation, and then we'll have 5 minutes for Q&A. So today we have various speakers present from Moscow. So our guests are going to share with us their experience that has been accumulated in the capital and in different regions. So today we have a chair board of Koreanomic, an academician of Engineering Academy, Karablov Alexei. The floor is yours, Alexei. Good afternoon. So I'm coming from St. Petersburg, and I welcome all of you here. So I will stay seated if you don't mind. We have some technical difficulties with the presentation. The topic of my presentation is digital twins. Digital twins are the means to imitate the industrial modeling. So digital twins are the thing that you'd better see once in your life rather than listen endlessly about them. So in my presentation, I have several videos that will demonstrate what I'm telling you about. So if we have any difficulties with the videos in the presentation, then I will start them from my laptop and you'll be able to have a look later. So before we started our session, somehow we didn't manage to turn on these videos on big screen. So I'm representing St. Petersburg clusters that implement Industry 4.0 solutions, industrial robotization, digitalization, and artificial intelligence. Here we present different competences that we are developing in digital twins. In digital twins, we manufacture new technologies, programming of robotics. We implement calendar and resource planning and production, manufacturing planning. We also develop integrated and optimized management of the production. Our advisors implement scientific organization of labor and optimization using Lean Six Sigma, lean production methods. And based on our digital engineering, we are a systematic integrator of industrial robotics of different brands, of various brands. We use digital twins for programming of robotics, and that is how we manage to implement more complex projects. So the level of digital technologies nowadays is as developed that the most complex technical complexes are being programmed in digital environment. We also have a scientific and educational center where we are conducting various researches and educational programs. So here I would like to tell you a little bit about the way we
work in a digital twin environment. So on my laptop screen, you can see the model, the same that is on the big screen, but it is dynamic and imitational. Unfortunately, not all the industrial plants and factories are equipped with these digital twins of their own production, where you can optimize all the processes and operations. So unfortunately, our engineers could not demonstrate that imitational model on their screen. Our group of companies is actually working on improving the situation with modern industrial plants and helping them to introduce these technologies that can bring a lot of benefit to the production. The model that you can see on the screen that was manufactured for Hamag. Hamag is actually the largest manufacturer of wood processing equipment. So it's a huge wood processing center in Moscow region, and Hamag developed this project and constructed it. So we made this digital twin for them. Actually, this digital twin is not fully developed. I mean, it's semi-ready. I'm just demonstrating it so you can see the way it works. So the floor of this virtual room is where we place a 2D equipment. After that, 3D models of this equipment. And then all the production processes are being programmed. Then we optimize the location, we optimize the planning, and we optimize all the processes that take place. And as soon as it is put into operation, we can start virtual commissioning. So the actual commissioning and installation of equipment is more efficient later, at a later stage. And as soon as the actual equipment is in operation, as soon as the production is in operation, we can do it offline in a digital twin. We can do all the programming for the robots, for all the equipment, for all the machines to do the next order. So that is how we reduce the time to readjust the equipment, we reduce the idle mode of the equipment, and we improve the productivity of this equipment. So that is the main effect that we get as a result of using digital twins. Next, what I'm going to demonstrate is a video again. You can have a look at my laptop if you want to see this video. And on the screen you can see a slide. The video demonstrates several of our projects. These are the projects that have been implemented for our clients. So one of these projects is a shipbuilding complex called Zvezda at the Far East. Probably you've heard that Rosneft is building one large shipbuilding complex. So some of the shops have already been built, and some are still in progress, are being constructed. So they have a huge robotics program. So you see in the left our digital complex, and to the right the actual complex. The whole complex of projects like that was developed for many customers. When in the digital twin we make the project, and after that it is implemented. And after it is implemented, we are training our client, we are teaching our clients so they can do their own programming for the robotics using a digital twin. And we do this for many of our customers. So sometimes we have projects where we develop some lines or cells, but sometimes we create a whole digital twin of the whole production. And it's all done in a digital environment. Here you can see an example of the project made for a leading robot manufacturer. So on one hand, we are KUKA's
partner. We buy the robots and we implement them in the projects of our other customers. But on the other hand, they're not just our partner, they're also our customer for this digital twin. So this is a project for one of the South Korean car makers, a fully unmanned automatic production. So this is an international R&D project. We participated in it, and that's where we learned so much. We got this precious competence. And now we have local projects, local customers that have similar projects, so maybe not so huge, but still similar projects. So basically, as you see on my laptop, you can see that all the digital analytics can be accumulated in one place, in one digital twin. And for a single piece of equipment, you can calculate the idle time, the run-up time, the rhythm, the amount of product, and many other indicators. As a result of our engineering, we can optimize and make it more effective and efficient. So for this type of concept, we can actually demonstrate our customer how exactly it can be introduced, how this human-free production can improve economic indications. And we use this model to prove that, to persuade our customer to build this kind of production. So if we're talking about complex projects, well, again, on the slide, you can read about digital production, or maybe you can have a look at my laptop. It has a dynamic image. So on a production level, at the moment, we can implement modern robotics, modern equipment. Then we have a digital twin being developed where you can have, for example, a virtual programming and virtual commissioning. Then we can implement this calendar planning and management, introducing this control system, and after that we get all the top-level analytics. So projects like that for whole enterprises, for whole companies, we prepare and build and develop. So starting with the analytical level and up to production level in shops themselves. So let me share some success stories that we had in the past. Again, you can see some dynamic models on my laptop, and in the screen you can see screenshots of our project. Unilever, 6 plants that are located in Russia, they all use our digital twin. It is a big program that we did together with this plant. They manufacture some household chemical products, some food products. So this is one of our global international customers. What is really interesting that this kind of technology is implemented. Have a look. You can see the sensors, and you can see the person, an employee, working, wearing these sensors, and his figure is digitalized. So everything he does goes to the digital twin, and this information is used to understand the timeline of all the procedures, to understand the productivity, understand how convenient and comfortable his workspace is. So this is another technology that we introduce with Unilever. What else? For more than 10 years, we have been working together with the Savushkin product. It is a highly diversified food group of companies. They manufacture dairy products, meat, fish, preserves. More than 20 plants of Savushkin product exist at the moment. Later, they also did some takeovers. They went through some mergers, some takeovers.
and all of their factories are supported by our digital twins. So we've helped them to organize digital transformation service within the company that is introduced at many factories with their own resources. So the planning and control system is done from a single control unit. So at that place you can control from the farm and up to the point where their production facility is working. So let's say the place where distributors pick up the product. Everything can be controlled from the single center. You can see it in the photos. And every workplace at this control center has a paper-free assignment program. So all the assignments are given without using any sheets of paper. To construct any new productions, any new facilities, we are using an integrated BIM model and a digital twin. And this kind of integration allows to optimize the construction. And as soon as the building is put into operation, we can use a digital twin not only to program robots and conveyors and all the equipment, but also the smart infrastructure of the building. For example, if it's a food industry, if it's a food production, let's say dairy products, for them it is highly important that in this room they have the right microclimate, the right temperature close to 0 degrees. To manufacture dairy products, it is highly important. So in a digital twin, we can control all the sensors, the temperature control, etc., and other pieces of equipment that are responsible for light, temperature, and microclimate in general. Another project that we are really proud of is a project that has to do with our complex activities together with Mitsubishi Electric. It took us almost 2 years to make sure that we get into Mitsubishi e-Factory Alliance, which is an alliance of contractors providing solutions. We passed some tests, we got some certificates, and now it's one of our largest customers at Mitsubishi Electric. There we are building digital twins. We are developing digital twins, and we are preparing offline programs for robotics, for radio and electronic productions of their own Mitsubishi Electric, for the clients of Mitsubishi Electric to whom they are selling some equipment and robotics, and also for some other companies, branches of Mitsubishi and subsidiaries, Mitsubishi Heavy Industries, etc. Sometimes we don't even know the end user who's going to use our digital twin, so we are just given an assignment, a specification, and we do what we asked to do, and we provide them with this technology, with this digital twin. Sometimes we know that these are companies throughout the world or around the world from different countries. Our group of companies has an educational center. I see in the audience there are so many young people. So mostly our educational center is working as a training center for industrial plants. But we also have master's degrees with several universities. We also have a summer school where we have students from different regions of Russia, and they can practice in our innovative center. As for our innovative center, it is equipped with different robotics and equipment, with smart conveyors, with different industrial safety systems, added and virtual, as well as mixed reality for industrial purposes, different offline programming equipment, both for plants. We are providing a certified list of programs. You can see certified educational programs to train their personnel, and also for students, graduates of various universities. So after our internship, it is possible to get employment. Being in robotics, working and developing digital twins is in high demand.
So we are passing on this knowledge. We are helping to learn more about these techniques, and you are welcome to join. So that is it from my side. Thank you very much. Sorry for technical difficulties. Thanks very much, Alexei. Represent the Center for Technologies of Economies as well as the local developer, national developer of the solutions. And in my report, I will tell you of the solutions that we do develop. Your report is pretty cool, but as an expert, I see a number of problems. Pretty much all of the problems that were presented, they are based on foreign software. Well, it's not the case. Well, in the first place, we are an engineering company, and a digital company on the other hand. When we deliver our projects, and you can see we have the Russian, and the majority of the customers are Russian customers, and we have loads of international customers as well. In our projects, we use various software, both international, and it's clear that for programming of robots, very often we use foreign software. And understanding the current situation, we some time ago we have won the grant for the development of our own proprietary software, offline programming of robots. This is our Russian product developed in St. Petersburg, and we use it especially for those companies that work today in the defense sector. So for them it is critical. Well, our software, it can work openly with various types of equipment, including foreign robots, because the majority of robotics in the industry, it is, they are made abroad, and as well as with Russian robots, so we can do the twin of the Russian-made robot and make it ADAS robots, Russian ones, made in Russia, made in Kazan. They're waving the flag here at the expo with Stroh's Robotics, AGV, trolleys from St. Petersburg. We have experience of programming of those robots as well, and the local software and the local robotics. And the development of the software, it's a complex process, and the development of the national robotics is very complex, but we do work with it. Yeah, that's good, because very often I face problems in developing the national software. There are barriers, there are problems. So we looking towards finding the new customer, replacing their solutions. And unfortunately, in the Center of Digital Economy in Kazan Aviation University, so part of it was based on solutions of Siemens, and Siemens have left Russia. So a number of projects that we have implemented, they were quite successful. We have implemented them. They will be a good experience of ours when implementing such things. But firstly, we work with Rosatom company, and Vitaly in his report will mention that. Plus, we do the import substitution developments. We're talking about the software today, and coming from our own experience, very often we face not only like technical problems, but the organizational problems. So what problems, the most interesting problems that you have faced, and how did you resolve them? We were not implementing the software for our clients, particularly Siemens, but we were aware that on many events, very actively those programs are being used. Dassault systems from the French suppliers, and today the suppliers of the software made a present to the business when leaving the market, and if before we were in the competing field.
So today we have the window of opportunity. So when you speak about problems, of course, the absence of competition, it is a problem, because competition, it is the driver for the progress, and we have to understand it. And while creating our local solutions, national solutions, we have to understand that these are the input substituting solutions, providing sovereignty of ours. Plus, within the paradigm, we think that these are the solutions advancing the imports so that they are competitive and that they could give additional value to our clients. If you're interested, we do cooperate with more than 20 different universities. So yeah, and we'll be happy to interact with Kazan University as well. Well, we were very active here, and the speakers and the moderators, they have interest, and I really would like some of the participants. Please introduce yourself and take the microphone. My name is Vladimir Mokshin, Kazan Aviation Institute. I deal with modeling. The question is as follows. You say that you develop digital twins for various customers. Question is as follows. So every time you utilize the new approach for each customer, or there is a universal measure where you have developed your own program as the set of libraries for any subject, and can we get familiar with the product, and do you plan, you at your study processes, do you maybe side organizations or the study process? Talking about the implementation of the digital twins or managing a separate line, we've developed a special technology. How we do it, starting from the fact that we are studying the process where the digital twin will be implemented. So we take the samples of details or of the products that are produced at this production enterprise. We take the models of the equipment, also supply software, foreign software, and our equipment comes with the libraries of the equipment. If it is an old equipment, outdated equipment, or it's unique equipment, so we create the library of the specific customer, and then the customer can, if he can use those digital twins of the separate machines or lines for other projects of the customer. In our digital twin, we can design all of the technological processes, the routing, setting norms, setting tools, and produce all the set of the technical documents and everything that is related to programming of the operation of the equipment. Well, in order to program it, sometimes the customer requires digital twin for analytics, to gather the analytics data. And so we start and we give him all of the dashboards to evaluate the analytics. Should you require programming, then we calibrate the twin. So everything that we program in the twin so that it works well on the real equipment. So after the calibration, we provide the customer with such warranties. And the programming allows the customer in an offline mode to deliver the offline programming of the next orders. All the processes are formalized. This is the technology that we have. We train our customers in our training center in the methodology of the implementation and programming. So
There are not limited intensity courses divided by each category, and there are also expanded courses. So the clients refer to us, and we provide them with the improvement of qualification, provide educational training. So with more than 20 universities, we do cooperate. There are educational licenses, we provide them. And consequently, and the students and the members of the university can get familiar with such technologies using our software. Do you have any additional questions? There are no questions. My question is as follows, because over here there are participants, and among the participants there are young guys and girls who study at our university, and that might be of interest to them. I mean, like visiting your center in a format of internship. How long does it take? So in the year 2 or year 3 of the university, can they consider it? We have a number of options of operation of our educational center with the students. With some universities, we have signed the agreements, and we can sign similar agreements with your university. And then we, during the process of education, if we're talking about the master's degrees, so we give internships or practice. And speaking about the digital engineering, these practices, they can be done remotely. And during the pandemic, many of our processes, we transferred them into the remote mode, and number of staff is working remotely. So this process is well established, and we are located in St. Petersburg, but we do cooperate with a number of universities from Kemerovo, from Severodvinsk, and the students undergo training and practices. They get the information to write their master's works, and we help them with finding jobs. So the offline programmer profession and the engineer on the creation of the digital twins, analyst of the digital twins, it is highly demanded. It is demanded by our group of companies and by our industrial partners and our customers, because every third project the client requests, where do I find the specialist that would use the digital twins that we implement. So this is the practice that we have. Plus we have a summer school, and the students of the classes, we have very good innovative center. After the first year of the master's degree, between the first and the second one, there is a summer for 1 month, monthly internship. With some universities, we have signed an agreement. University helps with the tickets. With a number of St. Petersburg universities, we do cooperate. So we find them a place to stay over summer, and the university that sends students provides food and provides tickets. And 1 month in summer, they can train on our virtual systems and with our robots. Some of the students come by themselves. So yeah, thank you, Alexei. Data architect, and I am a tutor at Kazan Federal University and Innopolis University. We cooperate with various Kazan plants in terms of digital maturity. There's loads of data.
despite the business domains and the industry, without the data, well, it's just impossible. And we have adopted the team, and we launched the small startups within Kazan. So it's like on the basis of the science lab, data lab at the Kazan Federal University, we were cooperating with the students, inviting young guys to create interesting solutions. The thing here is that there are many products on the market of Russia and abroad. They do contain elements of how to work with data, but these products, either they have some drawbacks or some small faults, or these products, they leave the market and they leave significant niches. And such product that is proposing not only the transformation of the data, but provides data governance when we need to make decisions to set the modes of operation of the data. And based on that, plus considering what we can create, we have organized. We were supported by the state. It has provided us with the grant. And the first stage on the MVP, like the minimum product, we want to demonstrate in October. What is the product? We have taken a number of basic elements of the data and everything that surrounds us. It doesn't matter which industry we speak of. This is raw data. But the data, they are not interested. We have to represent them to get the digital product out of them and to use it in order to establish a strategy of the enterprise, establish marketing targets, or establish the robotics environment. Out of data, we take out the information. And the information is a possibility to materialize certain aspects or to outline certain attributes or taxonomies out of the data, and based on that, do certain stuff. Data in itself can be used as the digital product, and the organizations and the educational facilities, they are at the stage of the data. They're here. There are loads of data and nobody uses, nobody knows how to use them. Next stage is information. So that goes that information is that the company can manage the data and they can transform the data. But the next stage is, but the knowledge and wisdom, this is AI. So we need to transform the data first, and then we have to use them intellectually, but due to the fact that there are loads and loads of data, these are huge meter readings, digital traces of people, of students. We can use it somehow through the acquirement of the data in the storage to do, like to have a thing on top, in addition to over here in this pyramid, we're lagging behind because all of the enterprises, they either sit on the data or they transform them into some sort of product. Artificial intelligence remains an interesting sphere. Everybody's striving to be there, but it's done for the machine learning to find the abnormalities of the data and to provide like the system of recommendations. Other aspect that we have taken, it is the curve, usability of data curve. The blue line and the red line, these are the aggregated data and the detailed data. This is what the enterprise accumulates day to day, year to year. There's a big potential of the data. Well, it shows certain user transactions or meter readings from the Internet of Things. But it becomes useless, and nobody's interested in that. Like the specific person purchases like a bouquet of flowers like 5 years ago. Like a number of people have did the profit of enterprise some years ago in such an amount. Another aspect is that all the methodologies of this curve, it changes. Because over here I did a small clarification. See, there is a curviness of the red curve that goes up.
And it's important that the enterprises like to move from the information level to the knowledge level through AI and the level of training of the AI. They require loads of details so that this hidden function that we try to find, so that it works out at the level of certain analysis and prerequisite data, how the digital twin will behave itself in the future. Consequently, new challenges appear in terms of storage of such data and how to process them. It's not a matter of big data anymore, but it's a matter of huge and drastically huge data. Big data. There is a book, great book from Bill Inman, founder of the data warehouse, as to how to create corporate data storage. He have split there is an understanding of the big data that are repeated and the non-repeated data. And the data they have either some noise like dark data, how to use them, usable and non-usable data. Data is the new oil. Well, it's not the new oil. Data is the new raw material. It's not the oil. Like to create from the foundation of the data and then go to the digital maturity of the enterprises. And where is oil in the data? The question is asked. If there is oil, then we come to you. The question is very just in terms of where to look for the value of the data. The data that is organized in the model, they're not interested. They're not interesting. Data in the database, organized. And initially, they already giving good to the enterprise, giving good to the startup. But the concealed data of the format, of the non-structured data, format of big data, format of data of calls, emails, text messages, big documents, big stacks of documents like technical tasks and targets. That is what can be used for the digital transformation to provide the digital maturity to the company in order to make solutions and take decisions on the basis of the development of the company in order to use the understanding better so that the company will continue its development. We had another hypothesis, and we're still developing this product. So there is a data life cycle, and we cannot ignore the fact that data can get obsolete. But in 90s or 2000s, it seemed that data that was ancient, that already had an overdue retention policy, we somehow had to get rid of it. So people just removed it. And it was a mistake. By clearing this history, we will build no future. When we know the history, we can develop the future by just simply using this older data to train to use it for machine learning. So in our product, we are using it and we are building an ecosystem using this raw data, keeping it, not removing it. But of course, there is a life cycle of a particular domain, of a particular segment that we can discuss, let's say, with an enterprise. And we can discuss, if you don't need this operational data, we can get rid of it. But if you need it, and we'll come back to you by studying data science technology or engineering that has to do with their AI programming, then this data will come back from the storage. Okay, so what can I mention here? What are the trends? Main data managing trend is that there are so many sources of information in any company, basically. Every year, new vendors and new companies, they propose some new solutions, but the companies that integrated these solutions, they didn't know anything about architecture. They didn't have a system analyst or a data architect. And that is why a company had a whole ecosystem, digital ecosystem with different database, Oracle, Lotus Notice, Excel, text documents, 1S, Citrix, everything. It's just a melting pot. And
now we need to extract something from this melting pot to build the puzzle, to understand the product better. So that is why there was an idea to build one corporate source, a data warehouse. It's so-called database that used to be so popular in 90s. So now we're coming back to this DWH and we need to make a step forward with it. So the current solutions that European companies or American companies have, they're all built on building data lakes. You've probably heard about data lakes. It's just a huge data piece that is somehow used in the future. But in most cases, these data lakes, they are later turned into data swamps because nobody needs them. You know, they accumulate everything, a lot of things, then you transform it, you use different programs for that. But for what? So the idea of our project is to build so-called lake house that is going to be the foundation of our product, deductive lake house. What is a lake house? On the one hand, we have a model such as data warehouse from 90s, but on the other hand, we have this data lake. And by combining these two notions like a puzzle, we get a data house. On the one hand, we have a model and we have data stakes, and using this model we can make a request and we can select what we want from this data. Most companies with whom we work together, they cannot do that on their own. For example, a simple case. Let's say we take a mayor's house, city administration, and just ask them to provide you with a list of houses that are in a state of emergency, you know. And they will not be able to provide you with it because you have to build it based on different sources of information, be it an electronic workflow on the one hand, 1S on the other hand, or let's say just an Oracle database. Third source of information. In order to build this list, even though it sounds like a very simple request, you know, if you know how this database works, it's just a 3-line request. In order to write it, you need to combine all this data. You need to make a digital twin for that. You need to make a digital transformation in order to research this data on a product level. So as I mentioned, this data is all coming from different sources. It's not possible to extract it operationally. And it sounds like, yeah, everything is digital. You have all the sources, you have all this information, but how do you extract it? How do you use it? That's the problem. Data processing tools, due to the fact that some foreign companies are leaving Russian market, probably it's a good thing that they're leaving because Informatica company, for example, that providing different solutions. Well, in fact, they're not offering any rocket science. They don't have any development, in my opinion, towards machine engineering that will allow to adjust these models automatically. So an idea behind our project is the following. If you want to combine a new source of data and you want to integrate it into concept, you want to use 1S as a source, and you want to get operational data to build a dashboard. And in this case, this data is coming via CDC. I'm really sorry, I am an engineer, so that's why I'm using all these terminologies. Change data capture, CDC. So when you take a snapshot of the data and in an ongoing process, you get it on a central database level. So in this case, by centralizing this data, it is possible for us to get the product. It's called a data product, or there is another term for that, data as a service. It's a digital product that can be used to integrate together with other plants in order to send this data to a regulatory authority, or just to use this data to look for correlations. It consists of different models. One of them is integration, another one is data transfer, then data collection. The fourth one is accumulating data as a cold layer, then artificial intelligence. And we have a lot of interesting things in here. As we work together in Data Lab with Kazan Federal University, at the moment we are doing a research. So data that is accumulated can be automatically researched, because at the moment there is a data analytic,
and they're doing this manually. Just imagine, it's big data and you have to do it manually. It's really painful. It causes a lot of troubles. So the idea is the following: to make crawlers, data mining spiders that go into data and they study the correlation, the simple correlation. For what? In order to build a data of hypothesis, of H0 hypothesis database that can be confirmed or refused later. In this case, it gives us some flexibility because this hypothesis, they basically build densely, and some of them might be really interesting for plants, for companies. If it increases the sales, for example, then you should buy a particular product. Or let's say you can pay an attention that some data stakes, they correlate. There is a correlation, a particular correlation, which might be a hint on the way you can manage this digital twin, or how you develop your further strategy development for university or industrial complex. Okay, I just need a couple of minutes to finalize my presentation. So this is how it looks. In the left, you have a lot of data sources. We have a data pool. We have data quality. We have data governance. The way we make a communication with the sources, so you can get the product at the end. And it's a dashboard, it's an algorithm. Algorithm is also a product. It's a product that searches data, which gives you some hints how to behave automatically or as notifications, or let's say to a Telegram bot or some internal corporate channels. General scenario looks like that. It's a chain. We have data sources, and the product allows to transform them from one level to another using all these stakes: operational layer, dimensional layer, and we adjust the product for a particular model. What models do we have? Data Vault, Kimball, Illman, Encore model, Index model as well, a hybrid one. So the product takes all that into consideration, and it can build these models very fast. So it extends the opportunities of the digital twin. At the end, we get a huge database, and as a product, it can be used in a centralized way as a corporate solution without data engineers. What else I can mention here? As knowledge is always an asset of a company, you cannot doubt that. So we come to the point where data accumulation is not really relevant anymore. I mean, it is just a part of it. We used to do that in the 90s. How do we use data? That's the question. It is a challenge, and that's how we got this traffic lab. So when you aggregate data to build analytics, but to use this simple lab, it doesn't work like that because there is a probability. Big data brings new challenges. It's not only about accuracy, it's also about probability. And in this case, different plants or institutions, they need to adjust that. So what are the possible consumers for this product? The different departments. It's top management, at marketing, finance, HR, even a particular student, even a particular human being that wants to have a look at their digital path. They want to understand what this university can recommend them based on this automatic digital footprint identification. How did they study? What are the grades? What the attention should be paid to? What should be improved? All this can be solved by a digital twin, by accumulating this information, and by teaching artificial intelligence and providing recommendations, helping to find correlations. What else? What else should be mentioned? As I mentioned, there is a data catalog. There are several companies that are using a data catalog. For example, Tinkoff, they have this data detector. It's even contributed to the open source, so it can be used. But we decided to follow another route, so we chose another path. But we also work with open source, and our solution is also going to be open sourced as a contributor to make sure that these libraries are available, that they can be used
for initial transformations. Another thing, the product is fully built on open source stake. So all this new trendy Apache Foundation group for Pulsar and TBT transformation, Airflow, a Progress Pro company, we communicate with them. They offer a database, but not for big data, but to keep MDM layer, to keep a data catalog, to keep data lineage. So we cooperate with them. There is also a Green Plum data. It's a vertical database that allows to process different models on this relative design. And Hadoop system, HD as keeping huge data. So we use all these products without going into details. Actually, there are so many of them. Docker containers, for example, scaling up with the dynamic identification, Python and other artificial intelligence tools. So we work on that without using Oracle, without buying any expensive license. And I should mention that it works. By using this in open source market, you can build a very good solution. You can build this fork, you can build a copy from open source, and you can develop it. So people who are motivated, guys from Kazan, programmers, who like work on data engineering, data science engineering, we have a lot of work. We are at the MVP stage at the moment. So the single tool, data normalization, a single model, unified model that allows to understand the data better. Okay, and examples of cases, as we are a very young company and we have a lot of students working with us. So the first project is an analytical center for the Russian government. So implementing a DLH component for data warehouse. For that, we used the COVID metrics, and we've collected data using one of the components. The second case was Media Group RIM. We use the data catalog and model optimization. So the model decides itself how it should develop without data engineering. These are two real cases that we are working on at the moment. We are also negotiating with Gazprom Neft to start R&D research. Maybe we get an interesting contract with them as well. This is our team. This is us. And we also have other people who work in a lab, working on NLP, working on continuous databases. As you can see, they're young. So this is what we do. This is how the schedule looks. We really hope that we make it true and this tool works forever and ever. What I'm saying is it doesn't mean that we want to replace other tools. We just want to make a very intellectual big data system. Thank you very much. If you have any questions, I'm ready to answer. Thank you very much, Azat. Dear participants, do you have any questions to our speaker? Yeah, let me ask. Thank you very much. It was very interesting. I have the following question. So any system will be interesting to the customer if it is reliable data. So what I see in my projects that the data that we get to any informational system, they are not reliable. And it's an issue. It is a huge issue. The data we get is not reliable. It mentioned, for example, a residential building. This is my topic. For us, the reliability of the data that gets into the system, you understand, it's a big issue. If we say, oh, there are 3 million bills
printed. If someone sees that there is a 2-ruble mistake, someone will be pissed. So if it's a technical mistake, it's one thing. But if someone have put in unreliable information, then no one will rely on our system. No one will trust and will have to leave the market. So how are you planning to solve this issue? What are the methods to fix it and what can be done? Well, thank you very much for your question. Basically, this is all about data quality. You can achieve data quality with formatization via checking some corridors. How can data behave if there are some abnormal situations? This can be detected by artificial intelligence or by some statistical data. Let's say there was some data in the corridor, and then you can see that somehow the price changed, so it can detect this 2-ruble difference. The experts can check it, and they say, okay, can you please check why in my bill there is a mistake? But there is another aspect. It's not only about data quality, but about the truth. And truth consists of facts, and there are many factors. A company has many factors, different systems that can work with the digital twin, but they can contradict as well. Let's say the phone number in one system can be different from the phone number of the same person in another system. So we are developing a module. We have a first R&D, it's called so-called MDM, when on an automatic level we are trying to understand the gold record, the truth, the balance, and if it is the truth that we can use in our product. For example, in your case, the product bit of data is, let's say, the bill. The bill will be sent to a customer. So this is the product, and it should be not just the feedstock, it should be a verified end result, final product. And it means that it should be reliable. Of course, our customers want to have 100% correct information. For them, 2 rubles might be important. But of course, there is some tolerance, and it has to be checked in every corridor, and it can be done on automatic level. Let's say the simple one is a 6 sigma rule. If it is out of the corridor, then it is abnormal activity. You need to attract some experts to have it checked, to have it adjusted, to contact an operator, and that's how it can be checked. You can find a responsible person who is responsible for this particular data input. Thank you very much. Azad, I have a question. Here we have a lot of young people here, students, and you said that you have a lot of tasks, so some people are welcome to join. So what kind of things do you need to, how can they help you? Well, I'm myself a senior professor at Kazan Federal University. I want to give a presentation at KI myself to motivate students to do engineering, because our project is about data engineering. It's about working with not just SQL, but working with big data, working with huge massives of information, huge clusters, and working with AI as well. So in Kazan Federal University, we have dozens of people who are writing their thesis on that, on programming. They're doing programming itself, not metaphysics, but actual programming. And we also have master's students that are doing their research closer to NLP, artificial systems. How can you get a... And what about bachelor students as well? So if you're interested, you can talk to me. I'll give you my business card, and I think we can discuss, we can find something for you. But anyway, I want to come to KI to give a presentation. We will arrange that. Thank you. Okay. We talked about data. We talked about digital twins. Another thing we would like to discuss as well is creation of digital twins using data. So building change, technological chains of value. So we all know that at the moment, we have a lot of technological chains that are broken. So
what do we do in this case? What are the links that have to be replaced and how? Or maybe we should build new chains, new links have to be added. So we have an online speaker. It's Mikhail Voronov from Federal Institution, Ural Region Federal University, online. Есть у нас связь? Good afternoon, dear colleagues. Can you hear me? Yes, we do hear you. So, good afternoon. My name is Mikhail Voronov. I'm representing Ural State Economic University. So, the presentations of previous speakers were so interesting, so captivating. My research is, I would say, more scientific rather than practical. It is about the analysis of possible ways to manage the efficiency of digital factories through the formation of technological chains. So I'm going to skip a couple of slides. They're just explaining digital factories and digital technologies. I think everyone knows about that already. So let us have a look at key elements of this digital factory. Okay, so there is a preliminary product design, and as a result of this, we get a drawing of a particular product. And after that, we apply an automatic engineering technology to this product. As a result, we get a digital model. Next step is using various technologies and that's how we get a digital twin, which is a combination of tools. It is possible to get a hard copy as well. As you can see here, we have a list of technologies in here, quite a big one. And this technologies content define the capacity of this digital factory and also its efficiency. So, the most important requirements to the formation of the link of technologies that are outlined in this is high automation grade of the processing of the results of calculations can be absolutely different for different organizations, but not all the functions that it fulfills. This is like not the highest level of the automation. If the organization is quite small, then the expensive solutions won't be effective for it. Then the efficiency indicator number 2. It's clear that if this is a link of technologies,
and software codes must be cross-integrated so that they can be used as the entry data. And the third indicator is the cost of the use of technologies to increase the consequently later down the line the efficiency of all of the digital fabric is calculated on the basis of these three indicators. And due to the fact that it is identified by the components of the digital plant, consequently the composition of the digital links identify the efficiency of all of the digital plants. So what are the measures to form such links that can be proposed? Well, the first method, well, in this case, we move from the formation of the personnel of every subsystems to from each automated system of monitoring. So we move from those functional requirements that are provided to the organization of the future digital plant. That is the first stage. Then for the industry where this organization is working, we form the list of possible components of the technological chain that must be in line with the functional requirements at the stage 1, and that it is suitable for all of the products in the state X. Then at stage 3, starting since each very first component, we assemble the system that will function well but have less cost. And the fourth one is so the price of each following component. If it has an adequate cost plus its integration with the next link, we formed the list which was formed on the basis of that. Then the next method is, well, we can go from like the reverse integration. In that case, we form the list of all systems for each component with the cost of it. Stage 2, we create all possible links of technologies based on integration ability of the nearby components. So yeah, we generate a number of links or number of chains, technological chains, and then we evaluate each one separately in terms of cost of each one. And then we describe the functional capabilities of each of the solutions received, identify the limits of the usability of each one. So we get, as a result of it, we get the whole list. And we form the recommendations in which cases which chains, technological chains must be used, the criteria taking into account the managerial tasks, the size of the organization. And method number 3
Что-то здесь. Так, здесь, видимо, у меня. I must have something in here. The thing is that, yeah, I'll comment. So it's not well displayed, this slide. So it's proposed here. We need to implement the efficiency index for each of the technological components. And the efficiency index is made of the sum of two parts. So this is the change of the functional and change in the cost. So stage 1, it is the same as the first aspect. So the list is drawn up of possible technological components with the indication of the cost. Then we start the selection of the components, and when reviewing all the possibilities, we calculate two main parameters. That's the measurement of the functional, and such as the change of the functional is, well, how we do find it. There is the basic functional, like registration of the product, for instance, and it must be as a relation of functional characteristics in comparison to the list of all of the things that are present in all of the products of this component. Changes in the pricing, consequently the difference between the initial component and the component that might be reviewed. Then the efficiency index, we find it as the multiplication effect after the first one multiplied by the second one. When opening the PowerPoint, there are all possible cases being reviewed. The possible indicators of the efficiency index when it's below 0, when it's above 0, and when we get different parameters. Each one of these cases is described. Then, as a result, we, after reviewing all of the possible cases, we create a model to get optimum and the most effective chain, where the efficiency index as the main criteria, it goes to minimum, because based on the efficiency index, the less it is, then the more effective is the link. When changing the functionality, when there are such amendments as change of functionality, it has to be equal or greater than 1, and the changes of the cost. So please accept my apologies for the presentation. I propose to get familiar with its recent pages so that to have the detailed monitoring and to detail check everything. Yeah. Thank you, Michael. Come again, come to us physically. Unfortunately, I really love your city, but I was unable to make it because of the job.
Just a very brief question to you. So you have reviewed all three types of formation of the technological chains. Did you implement somehow, maybe like a software product, so in order to form those things automatically, in order to form the chain automatically thanks to the technology, well, everything is quite raw here. So I did this small program on the C++, but to have it as the final application, like to install it and to calculate it, there's no such a solution, not yet. Dear participants, do you have any questions outstanding? Maybe index of efficiency must be renamed into the index of inefficiency. Like the lower, the better. Have you heard the question, Michael? К сожалению, совсем не слышал. Если можно, повторите. Даже не понял, что это вопрос был. I just would like to make a remark. Maybe your index out of the index of efficiency, we'll make it index inefficiency. That would be quite logical to present it. Вот, к сожалению, не видно здесь формулы, Unfortunately, we но cannot see the смысл тут в formula. чем? В том, что But the point here is в принципе, конечно, можно that, подвергнуть yeah, we неэффективности. can Вот. make it as an В принципе, inefficiency index. It doesn't matter how we call it. Значит, вот, с чем связано это? And Изменение the thing is that the change in the functional towards the decrease, well, it's change of the functional in terms of the decrease, so like coming to the negative. This is a positive aspect. Я поясню. Это означает, That что means that получаемая пропорциональность при выборе альтернативы the functional analysis, when selecting the alternative component, превышает it exceeds функциональность the предыдущего functional of the previous Если component. при этом стоимость If его the остается cost of it неизменной, то есть remains unchanged, вот эти два показателя, да, то это вообще просто then идеальный случай. it is like a perfect Вот. scenario. Если же стоимость при этом увеличивается, If да, the то значит, cost goes up, это then случай как раз нежелательный, да. that is the Вот. undesired Получается, case. что отрицательная So величина the при negative определенных условиях, да, the она negative приведет к повышению value эффективности under certain случая. conditions that will increase, or Вот. that will decrease the И, efficiency ну, соответственно, of the whole link. ну, Consequently, жалко, что не видно формулу. На формулу бы well, it's a следовало pity that the включить formulas are еще not один visible. элемент. Please accept my apologies Проблемы очень, for очень the. просто выразить в последнем слайде моей презентации, которую организаторы ПОГа должны были выложить. Thank you, Mikhail. Everybody will. On the design of the digital twins, it is required so that is related to the situation, the existing situation, and the limitations, so the practical usage of those digital twins. In some cases, will be demonstrated by Nikolai Lunyov, and the director of the Department of the Project Management, LC, Aton Center. Yes, Nikolai? Yeah, hello. I would like to respond to the efficiency index or inefficiency index. If it is a scientific work, then this must be the index of the efficiency. When reaching the index of inefficiency, it's not logical, really. Question to the auditorium: do we have the representatives of the industrial enterprises, or is it just a matter of interest to the digital twins? Yeah, that's great. I'll tell you more about
about the industry, and we will. So yeah, the presentation, please. Yep, thank you. So a little bit about our center of the digital economy. Well, we work for about we work with industrial enterprises. We have implemented loads of practical projects at the industrial enterprises, which were targeting not only the digitalization but the solution of the to increase the efficiency of the production, and in the forming the methods are the organizational methods to be formed in various digital technologies applied today. Without the PC to manage such things, well, it's almost impossible. If you've seen my report last year, so the main problem to implement digital twins and to run digital transformation on the enterprises, we need the presence of the person at those enterprises. So the person is the main reason why all of our technology is not available. So there are loads of data systems, big data management, AR, VR, etc. So the person is not, and the enterprise is not ready for the digital twins. And talking about the digital transformation, we need to speak about the fact that we need to implement the digital technologies in all of the business processes of the enterprise, industrial enterprise, and to use the software and the devices, but to change the structure of attitude of person, relation of the person to data and to the activities that they do, and give him the tools at his workspace so that when he works, so he's not like putting into something, but he would do his job at the same time. This data will appear in the system efficiently. After that, all the digital twins start working. And the second thing is to not to use human presence at all, just to maybe sometimes to monitor the digital twin system. So, I mean, if the system is doing something wrong, the human being can identify that and somehow change that. But apart from that, it should be completely autonomous, not monitored, just monitored, but working in general without any human presence. And it might also issue some recommendations from a human being recommending something, and it should be autonomous. Okay. So the goal of all our activities is to improve efficiency. Because for plants, the presence of any informational system is not a problem. Moreover, they have a lot of different systems, SAP, 1S, a lot of things were purchased. You know, even our colleagues from KAMAZ, for example, they bought more than 100 of different informational systems that they tested or had some pilots or used in the Team Center have been implemented for 20 years, and now they left the market together with Siemens, so they're going to introduce something new. But apart from that, we can say that we see these digital twins advertised and a part of different methodology. Well, but apart from KAMAZ or other leaders of the industry, they're not so popular because digital twins is not always clear what it is. Some people just imagine that it's a Skynet or a Terminator that can do anything, calculate anything. And it's not the case. But at the same time, what we already have, what there is in modern information and digital systems, they can be called a digital twin sometimes, and even Excel can be called a digital twin. There are numbers in there, and there is a digital component to it. So
if it allows to calculate and imitate and model a process, what happens if, then can be called a digital twin to some extent. You know, a minimum one, but still a digital twin. And that is why, as let's say the company is using Excel, but also using some extra tools on top of that, by improving this technology, somehow we can reach the point of where it solves all the issues. So on the slide, you can see all the problems that this digital twin solves. You can call it differently, and to the left, you can see it's not simply enough to do things. The result should be more products. So a better planning, a better accounting, better evaluation, better traceability, real time work, real time operations. So all these results are the expected results, expected effects. And a qualified specialist is always in demand, probably less in the military industry, because that's where we're going to work now. So the system will allow to reduce the labor costs, the payroll due to automatization and robotization, and improve quality of decision made by people. Moreover, the systems that already exist, Excel or 1S or SAP, they are not accurate enough. But once again, we should remember about the data accuracy at the inlet. So the decisions that we develop, that Azat is developing and Alexei is using at his projects, they understand to evaluate the data quality at the input stage and improve their quality as well. So the production itself. The production system is supposed to be built from the value building, from the value center. In the digital center, the working center should be present. And the digital twin should not only model, not only imitate this operation, but also accumulate real-time data. And the source for this type of data, well, basically two of them. It's either a human being that inputs or some sensors that collects data and accumulate it. If you're interested, we can discuss this later, especially with you, because I know that you're well aware of the production, and we can discuss it if you're interested later. So, the production. For any production, it is really important to have a very well calculated schedule. So our production has a very accurately calculated schedule, minute by minute. So we know what's going to happen now, what's happening now, and what's going to happen in the next 3 or 4 shifts. We're using Siemens system, and also there are some locally developed systems. In our group of companies, we work with different systems, Adaptic, 1S, and other systems that we can introduce, that we can improve, that we can develop even further. But what's important, not the system itself, but the schedule that it's built. It should be built based on accurate data, reliable data, and it imitates the production for some hours ahead. So this is the practical example, a case from one of the plants. So we've included data for 1 month and the whole infrastructure of the shop, of the facility, and that's how this plan was prepared. As you can see here, it's every minute, every single plan. It's very accurate. Another thing that is important, we're planning not only the activities, but also the load of the equipment. When this equipment, let's say, can be turned off, or when it should be put into operation. What happens if you add some pieces of equipment? What if you need to manufacture more? This is another example from my company, from the group of companies. And for them, traceability is very important. In our system, we can track
it on the production. But of course, there are some technical restrictions because the spares they turn into, like when you take the feedstock and you get the final product, the tags might get destroyed, or they can be destroyed somehow, distorted. So that is why the markup is put on the packaging of some sorts, or there is some documentation following the product. But the main principle is the following: we know what material this detail is made of, what batch is it taken from, who was actually doing all these activities and when. And all this traceability allows us, let's say, to identify a counterfeit product, a fake product, even if it is within the final distributor. It can also be used in cooperation. Let's say we have some plants that manufacture spares. We also have companies that already make product, final product, and we have companies that operate. And we understand at each particular step what happened to this unit or what happened to this component. Especially it is important when it is an expensive piece of equipment. It happens very often with some companies when instead of a very good components, some fake, cheap fake is brought, and then an accident happens, and there is an investigation, and then it turns out that the plant is, you know, is using some component from a garage. So we've introduced this system into Rail Alliance, a company that supplies components for wagons, and it's a part of Transmash Holding. Okay, here is another digital transformation example. We're all human beings, and there are not so many ways for us to get information. Only 6 of them. We can see, we can touch, we can perceive. So these are the ways to deliver this information. It's an interactive enterprise map. So from all the information that the plant has, which is a huge stream of information, we take only things that we need to make a decision about. So it works like a traffic light. It has several colors. Red is an issue. Green is an area that you don't need to pay any attention to. Yellow is in the middle, so this way you can have a look at the whole shop, at the whole plant, and we know where the problem is coming from. And as this map is interactive, we can clearly understand what the problem is, to see the numbers, and to make a decision quickly, which is very important, which is also a ton group of companies' product. At the very beginning, I was talking about efficient and inefficient indicators. It is another way to deliver information quickly. We can see, we can understand how this information has been changing, has been transforming, how dynamically it has been changing, what is the current trend. We're using modern analysis and predictive analytics, and we can imagine what happens if. We develop it ourselves, but there are other options to use products from other developers. So what I've mentioned before, at any modern plant, if they still have a human being, an operator involved, and at most of our plants it's still the case, there is an operator, it is important that the operator is not out of the loop. As soon as the operator does know what's going on, and we don't use the information he is capable of providing, then the data is distorted, and the system is based on data that is taken with a delay, which does not allow us to make quick, prompt decisions. So that is why, in some of the points, we believe tablets or terminals or kiosks have to be installed. Technically it can look
in a different way. And then by any technical means, including Bluetooth, Wi-Fi, or a video camera, the information is put into it. So it has sensor screen, no keyboard. Why is it not a mobile? A mobile unit won't work at a production site because an operator has to work with two devices, and to carry this device is not really convenient. Usually it is he doesn't want to, to drop it or break it or lose it. So it means he will put it in a locker and won't use it. That is why it's not mobile. This system allows to integrate all the information that an operator has and all the equipment that there is. So that's how this information goes into any informational system or to some kind of a digital twin. And what Alexei was demonstrating, basically we also have these tools. We use informational systems. So before we used to use Siemens plant simulation, now we use InnoLogic, locally manufactured digital twins. Now we have a huge plan to develop local systems, and as a developer that is working at an open stake, working for government and commercial customers. We also have a lot of projects to develop these digital twins, mostly for oil and gas companies in this industry or this sector. So we already have some solutions of digital twins for oil and gas reservoirs, and the system works. Just last week, we got an award as the best solution for big data for oil and gas companies. And we believe that this is another step that our system made. We believe that in some time it will really develop into digital twin. At the moment it's a digital reservoir, and we really hope that as soon as it's connected to all the wells of our customer, it will measure and get information in real time, or it will give assignments to, or some recommendations to operators. At that point it will turn into an actual digital twin. Okay. I decided to show you only part of the projects, and then that's it. Another thing that I wanted to add. All of our projects, including Digital Economy Center and Eton, you can have a look at the expo. There are two stands in there. So our KI students brought a students unit, and it is accumulating real-time data from the unit. So you can have a look, you can push some buttons, you can talk to our guys, what exactly they're developing. You can learn what features does it have, what issues do they have. Usually the problem is not with development, with implementation. And also there is an Eton stand. If you're interested, you can have a look. They have oil and gas solutions, traceability solutions for governmental sector. Most of the systems are in real time, so you can connect and you can have a look and you can see it with your own eyes and live in touch. Thank you very much. I hope it was interesting to you. Thank you very much, Nikolai. Do you have any questions to him? Speakers, I have a question. Thank you very much for your presentation. It was really interesting. I just wanted to comment. As far as I understand, this is a feedback system, so it's not just a digital twin to read, but you can get feedback, which is closer to Meta Universe. Well, not really. Basically, there is this digital footprint. Let's say you turn on your mobile phone, you left some footprint, Yandex and Google looked at what you did, and let's say they understood that Azat likes gray, so that's why they offer him something that is gray. So this is digital footprint. And then there is also this digital shade.
Digital shade means they accumulated some data in this digital shade. Let's say Azad, they know he's male, he's around 40 years old, he probably drives a car, probably he has a family. So this is a digital shade. It's not a digital twin, but it's an image of sorts that somehow can be processed. Digital twin, though, is different from it because it can be synchronized with an item, and in a real time, we can get data from it. So to call it a metaverse, well, I think metaverse is something bigger. Is when you have a group of digital twins that you can work with. You can study them, and you can study interaction that they have. Yes, but metaverse also means that you can influence it. Let's say a digital lab of sorts, a chemical lab in a digital world means that a human being working in a lab or an assistant or a professor, they can mix some chemicals in a digital world and they can get a result. You know, in a digital world, let's say an explosion. Thank you very much for your answer. I have another question, by the way. You mentioned that you can follow the path of the product. You trace the product in each state. So if we talk about import substitution, software that we are trying to substitute is one thing. But what about feedstock? Is it possible to trace how close this particular feedstock is to another one so it can be easily replaced? Well, I think it is not a question to an informational system, but to equipment that's going to accumulate this data, to get this data, to get these readings. It can be any source for our assistance. It can be a graphite mark, a tag, let's say a solution that usually used in inventories and warehouses, even though they're huge, it can be done quickly. Or it's a QR code that is put somewhere and can be scanned. So if it is about a chemical identification, if it's about the composition of a material, I think it is more about equipment. It's an academical question, I would say. It's a question to our universities and institutions. For now, I have never met any solutions like that. I mean, you can get a visual image of an item, and you can track it. But in order to understand the composition, I've never heard of that. And on top of what I mentioned before, we didn't call it a metaverse, we called it a system of an industrial plant. Basically, we have a group of companies, and we are not planning to replace SAP or 1S on the market. They're quite old, and you cannot catch up with them. But what we are ready to do is to provide the product that is around it, you know, around this core. Let's say in 1S, they have nomenclature, warehouses, some information that you can get. And what we are ready to do, we are ready to visualize, to trace, we are ready to make it interactive for operators. We are ready to use different blockchain technologies. So all this can be built around the plant and can be used right now. Despite having an automatic 1S integrated in different processes and in real time you can check the stock in the warehouse, most likely 1S maybe it can give you some graphics even, some figures, or maybe a report of sorts. But in order to have a BI, you still need to work more on the system, and not always working on 1S will be cheaper than integrating another product from the site. Okay, thank you. Good afternoon. My name is Rail. I'm a student of KI. I have a question. It is clear that digital twin, there is an interest, though limited, from the public. Are there any simple ways to digitalize the plant? Well, if we talk about digital aspect of production, I wouldn't say there is a simple way to do that. There is a certain set of actions that we use in our digital economy center.
and it has already been tested and introduced. I wouldn't say it's simple, but at least it is available. At least we checked it already. For example, Alexei has something similar. So how to introduce a digital twin at a production quickly, I wouldn't tell you that, but I think we can talk about that if you want. Another question, please? So you said that you're working with Neogicsoft and others. So what are the others? Unfortunately, Vladimir left the room, but he knows. He is doing the engineering for the road, for roads, and model it. And also in KAMAZ, we want to sign a contract with Belfon Group, if I'm not mistaken. They allow to imitate the production. And another case in our group of companies, as part of our plans, we are going to develop some imitation and modeling systems. Let's not talk about the exact topic. We are going to apply for a grant, and it is about imitation modeling of a certain production systems that can be optimized. It can check the what-if scenarios, and there are local developers. We have them even in Kazan, so you can contact, and it is possible. Okay, about software. What I think it was interesting in your presentation, interesting to discuss, you said the following: Excel is also a digital twin of sorts. To some extent, you can simplify and say yes, but let's say the products that were mentioned here, local, New Logic, for example, and BFG, it's an informational modeling means. But the modeling that we do at a production site, on the production level, none of these programs can do that. It is very generalized, and they can make an imitation, but without connecting to a particular equipment. But if we talk about a digital twin of a production, then it is a digital twin that can accurately program everything, all the operations in a digital environment that the actual equipment can perform in real life. So using a USB drive or using IoT, you can upload it to the equipment managing a platform to perform the function. We have a client in St. Petersburg. We are doing the programming in St. Petersburg, and using IoT, we send our client the program. This is a digital twin of a production site that is actually working. Of course, Siemens and Dassault, they have similar programs, similar products, exist also in USA, in Korea. I think it is of high importance that in modern Russia there are governmental standards for a digital twin of a product, for an engine, airplane, motor. The standard is approved. It is already in operation, and there is also this preliminary standard for digital twins of a production. So it's a very particular definition, and Excel cannot meet all the standards of the governmental standards. So for us, as the representatives of business that actually sign contracts, referring to the standard makes it easier for us, for our clients, because we refer to the standard, to the requirements that it has, and for digital twins, the standards are only preliminary, but it is very important that it will become permanent, that it will be improved. By the way, our Siemens colleagues influenced a lot this governmental standard.
So from our point of view, the standard is meeting all the standards of the government. But this is the first step anyway. It is a positive one. It is a very important one. The standardization system should be developed further, should be improved further, to make sure that we cannot call anything a digital twin. Because at the moment, there is a misunderstanding when it comes to this definition, and we should all be on the same page. Yeah, I'll try to be very brief when answering. I fully agree. Well, like any informational system, depends on the requirements that we set onto it. Myself, I know Alexei Boryevkov very well. And once again, everything will depend on the requirements that will be set towards the digital twin. If they'll be standardized, that'd be absolutely great, and we'll be able to understand what we call a digital twin and how shall we deal with it. Well, I didn't have any projects myself and something that I can call a digital twin. But with Kalashnikov uses the production planning system. And this system, they have all the module of calculations is done. They do it in Excel. It's clear that around it they wrote loads of software, but as a whole, Excel can be reviewed as the, a synonym of a digital twin, depending on the standards that are implied in the organization. Thank you, Nikolai. Well, the participants, the speakers, we're out of time. I'll be very brief in summing up, because we all do understand that the digital twin of the human under our presentation, especially the one related to the Center of Digital Economy, its reorganization, and the areas of application, because those who were present at the previous roundtables yesterday, they could get acquainted with it, and these materials, they will be available. And today our colleagues were speaking about the data, about the technological links, about the digital twins of the production, robotics systems, digital twins. And I'd like to also mention that all of the software programs that are used when designing the digital twins at various stages of the life cycle, the digital twins of the products, of the service, or the person. I know the National Center of Physics and Mathematics in the city of Sarov, they will run it. And consequently, talking about Sarov, at the university, we have two centers of digital economy, and there are some the things system related to the this is one of the stages in the full life cycle of the unit. Consequently, the solutions that are present there are subsequent developments. A number of significant projects was implemented with the industrial partners, such as KAMAZ and other enterprises. Well, we made virtual tests, which is important today. Of course, here we need to consider loads of requirements, internal and external factors, etc. So all of those works, they are performed currently at the university, and we are planning to, in terms of the digital twin,
and the productivity. Some they're being implemented at the pressing and framing factory of PGC Kamaz. We are planning to finalize the project, to sum it up, and then we'll do our best to scale up the results that we have received. This is a full life, complete life cycle system. There's none of them like that existing in the world, and they were integrated, and my colleagues have mentioned it. So there is no task to create a single system which would include all of the modules that close all of the types of the life cycle. Attempts were made by Siemens trying to unite with SAP, but none of them were successful. So they made it. So it's pointless. They made the decision that it's pointless because at that time on the market there was not only SAP company but the analogs as well. So they had to adapt to the products existing on the market. So it is clear that the selection of tools that is available on the market, they do not come to the specific producer. Sometimes they are purchased and then they're sold on the market under the brand of the company. There's more than 3,000 products modules, and it doesn't mean that all of them were created by Siemens. They were purchasing the products on the market and then reselling them under the trademark. Within the so-called portfolio solutions. The topic on designing of the digital twins, undoubtedly, it is important, and it will continue in its development. We see it. Well, it's impossible to do something today without the digital twins. And the expo and the exhibits that are being demonstrated, they're pretty much everywhere there are digital twins. You have visited the exhibition, I guess. Well, you can get familiar with the digital twin solutions. And I'd like to finalize our roundtable now. Serious reports were provided. I would like to wish success to all of you, and I wish the participants to have a great activity. The students will have the activity, and those that were present. So thanks everyone for your attention. Come to Kazan Aviation Institute. We'll be more than happy to welcome you there. Тем более приезжайте на пары.
вас, вашу аудиторию и прочее, ну, открылось все. Начнем, а то у нас очень большой перечень выступающих, записавшихся. С одной стороны, это нас очень радует, что такой интерес и востребуемость к нашей теме сегодняшнего обсуждения. С другой стороны, извините, вот если будут какие-то организационные накладки, несколько списков, я пока точно не знаю, кто подключится, кому это не удастся, технические вопросы. Ну, я думаю, что, наверное, на правах, вот, которые мне тут предоставили, все мы модераторы в равных условиях оказались вот с таким большим списком выступающих. 104 человека выступать записано было, и 255 человек слушателей у нас. То есть довольно большая аудитория, это очень приятно. Ну, я, с вашего разрешения, представлю модераторов. Ковалева Наталья Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Саратовского государственной юридической академии, город Саратов. У Натальи Николаевны. Пономарева Карина Александровна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации, Москва. Минбалиев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени Кутафина, тоже Москва. Ну, я уж, наверное, скажу, что я представляю Институт государства и права. Сегодня тут много уже выступало моих коллег из института. Институт государства и права Российской академии наук, тоже Москва, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором информационного права и международной информационной безопасности. То есть, в общем, мы все этой темой плотно занимаемся в своих научных исследованиях, и тем более нам будет очень приятно сегодня, вот, учитывая такое еще многоаспектное пленарное заседание, которое мы с вами, в котором мы принимали участие, вот продолжить эту тему. Она у нас называется «Цифровые технологии в системе публично-правовых
государственно-правовых отношений, наверное, это тоже закономерно, потому что сегодня с учетом изменений в научных специальностях вот эта тематика в значительной степени относится к публично-правовым наукам, и конституционная, и административная, и финансовая, и информационная, которую вот мы тут втроем представляем, так чисто информационные отношения, и финансист Карина Александровна. И в этом смысле еще и экологические вопросы. У нас, кстати, такие выступления тоже были запланированы. Ну, я, наверное, не буду повторяться, об актуальности всем все понятно. Учитывая вот такой плотный наш график, наверное, мы начнем, и я с удовольствием хотела бы предоставить слово Лазареву Валерию Васильевичу. Мне сказали, что он подключился, но я не вижу пока. Есть? Да. Валерий Васильевич, добрый день. Мы вас здесь приветствуем в Казани. Вы, я так понимаю, в Москве. Доктор юридических наук, главный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, известнейший ученый, глубоко уважаемый нами. Ну и мне очень приятно, что тема ваша касается сегодня тоже цифровизации, юридическая наука в свете перспектив. Но мы с удовольствием начинаем работу нашей секции с вашего выступления. Сразу скажу, что регламент, конечно, у нас, мы вынуждены будем как-то его ограничивать. Но великому ученому мы, наверное, предоставим возможность побольше сказать. Пожалуйста, Валерий Васильевич. Спасибо большое. Прежде всего, я приветствую всех участников конференции, приветствую вас, уважаемые модераторы. И, конечно же, вы правильно говорите о регламенте, и с этой точки зрения, наверное, я попрошу извинения, что буду где-то обращаться к тексту именно с этой точки зрения. Я так думаю, мировой опыт показывает, что время от времени надо пользоваться заготовленными текстами. Мои сверстники в Соединенных Штатах Америки очень часто пользуются этой возможностью. Поэтому вот я, обращаясь к тексту, сразу же скажу, что все те вопросы, которые поставлены, их действительно очень много. И в этой связи организаторов можно похвалить. И они вправе похвастать тем, что привлекли такое большое число именитых авторов, большое число тем, которые нуждаются в разработке, актуальность их не вызывает сомнения, и руководству института в данном случае, или, может быть, какому-то организационному комитету остается только пожелать, чтобы это мероприятие вылилось в соответствующие рекомендации, чтобы имело место освоение предлагаемых идей. Это первое. Второе. Вместе с признанием новизны и полезности многих предлагаемых выводов считаю односторонне категоричным вывод о том, а этот вывод звучит, и я практически процитирую, вывод о том, что процессы глобализации, процессы научно-технического развития, в частности появление сетевых цифровых технологий, стали якобы разрушать традиционные представления о государстве и праве, об обществе, политике и экономике. Нет, я с этим решительно не согласен. Государственно-правовые идеи великих мыслителей прошлого нуждаются в осмыслении в свете этих новых цифровых реальностей. И в соответствии с законом отрицания очень часто стали забывать об этом действительно серьезном и глубоком законе, на котором многие гегелевские позиции основывались. Так вот, в силу этого закона все то, что великими мыслителями в области государственного права было сказано, должно сегодня входить в ткань современной юридической науки.
вне зависимости от того, что ее содержание во многом в свете вот этих новых процессов меняется. Это второе. Третье. Разумеется, необходимо заметить и констатировать появление новых процессов и новых явлений общественной жизни. Информационный век дает нам многое новое. Но, конечно же, это войдет в предмет юридической науки. И, конечно же, это порождает в юридической науке вопросы и ответы, соответственно, способные привнести новизну в решение теоретических и практических проблем классической наукой. Конечно же, вот все то, что привносит наш информационный век, и эти процессы, новые процессы, они должны открывать новые научные направления. И мы видим новые докторские диссертации, не так уж много, но видим, они заметны. И они претендуют вполне основательно на то, чтобы претендовать не просто на новизну, а претендовать на новое научное направление в соответствующей сфере. Сегодня ВАК перестал концентрировать внимание на этом моменте, а раньше новое научное направление надо было каким-то образом, если не открыть, но во всяком случае обосновать с тем, чтобы быть доктором наук. Третье. Разумеется, необходимо заметить и констатировать появление новых процессов и явлений общественной жизни информационного века. И в этой связи необходимо и то четвертое, которое с этим связано, а именно необходимость вовлечения в юридическую науку новых методов, нового способа осмыслить новизну в предмете юридической науки. Я, например, считаю большое будущее за принципом дополнительности. Юристами он не часто вспоминается, а мне представляется, что рациональное и иррациональное, материалистическое и идеалистическое в свете принципа дополнительности оказываются сопрягаемыми в поиске, в том числе и виртуальных ценностей. Противоположные позиции могут быть сегодня интегрированы на почве здорового консерватизма и в парадигмах сотрудничества, исключения конфликтов и социальных потрясений. Это приходится подчеркивать, поскольку надо искать компромиссы, согласия с тем, чтобы избежать этих самых социальных потрясений. И в науке, естественно, в первую очередь. На мой взгляд, конвергентные подходы не утрачивают своей роли. А из специальных методов приобретают значение, конечно же, математические. Но для юридической науки и практики ценность представляет не само исчисление, хотя бы и очень точное, а его понимание в плане развития гуманитарных ценностей. К сожалению, как мне представляется, сегодня не все, кто касается сфер цифровизации, новых технологий, не все учитывают специфику гуманитарной науки. Ведь она, гуманитарная наука, в отличие от естественных наук, озабочена скорее не поиском истины, она озабочена поиском ценности соответствующей. Гуманитарная наука – это совокупность, система ценностей. И с этой точки зрения она, естественно, весьма своеобразна. И с этой точки зрения она требует своей методологии. Пятое.
Современные машины сориентированы на предоставление информации. Согласитесь, все-таки не на творчество. Даже аналитику они чаще исключают. Однако перспективы таковы, что юристы должны продумывать пределы, в которых искусственному интеллекту будет позволено самостоятельно мыслить и самостоятельно разбираться в эмоциональных переживаниях личности. Юридическая наука имеет дело с человеком, а точнее с личностями, и личности ведут себя не всегда рационально, но всегда эмоционально. И если роботизация в какой-то перспективе будет проводиться на биологической основе, то, наверное, в какой-то перспективе человек войдет туда в качестве автономной, своеобразной автономной конструкции. Но когда это будет, мы понимаем, что, наверное, не завтра, хотя сегодня время течет быстро, слишком быстро, пожалуй. Шестое. Искусственный интеллект авторитарен. Против авторитаризма государства история выработала какие-то демократические формы. Но, как вы понимаете, в мире автократии машин эти формы бессильны. Они выработаны против автократии правящих, против автократии отдельных личностей, против автократии человеческой. А в мире машин демократические методы имеют, во всяком случае, если совсем не бессильны, то имеют свои пределы. Имеет демократия вообще, демократия имеет слабость, имеет отрицательные свои свойства. Это сегодня вдруг стало актуальным и очень часто подчеркивается. На то и дело мы видим крушение демократии, неэффективность демократических форм. То есть вообще с этой точки зрения, есть специальные исследования, которые подчеркивают относительную лишь ценность демократии. Я всегда этот момент со ссылками на Сократа или со ссылками на того автора давнего, который исследовал демократию в Америке. Так. Много отрицательного в демократических формах. Повторяю, против авторитаризма машин они не работают, наверное, вообще. Во всяком случае, не терпит наука демократии. Научные вопросы, как мы все понимаем, не решаются большинством голосов, и здесь голос за специалистами, и надо надеяться, вот как раз по многим вопросам, которые вынесены на настоящем форуме, они требуют очень точных выводов специалистов. Седьмое. Рассматривая государство и право в качестве виртуальных целостностей, констатируя эмержентность общих понятий, в интересах содержательной характеристики этих понятий, в интересах определения перспектив развития и понятий, и, соответственно, того, что за этими понятиями скрывается, юридической науке следует сосредоточиться, как мне представляется, на построении некой виртуальной
фрактальный, вот слово, понятие едва ли не впервые сам употребляю, на некой фрактальной модели, той модели, в которой представление о целостности давали бы отрезки этой целостности, просчитанные, в том числе математически, просчитанные отрезки этой целостности. Ну, наверное, это звучит абстрактно, но в качестве вот таковых отрезков я бы предложил анализ источников права. Анализ источников права позволяет видеть правовую карту мира. И, возможно, на этой основе создавать цифровую правовую карту с перспективой, разумеется, использования этой карты в международном правовом общении. Ну, правовая карта мира нашими исследователями, тех, кто занимается сравнительным правом и правовыми системами, ну, в данном случае, вот я сейчас имею в виду Саидова, профессора, известного в России очень хорошо, но эту правовую карту каким-то образом, боюсь сейчас, если бы спросили, я бы не сказал, каким образом, но оцифровать можно. Это требует определять путь юриспруденции. А путь этот неоднозначный. Мне кажется, путь юриспруденции можно прочертить и от общего к частному, и наоборот от частного, особенного и индивидуального к общему. Научно-технологические цифровые решения столь предметны, и следствие этих решений, технологических цифровых, я имею в виду решений, столь многообразны, что эти решения, как мне представляется, сложно выразить в общих нормах закона. И предпочтительней придавать юридическую окраску этим технологиям, многообразным и многочисленным, подчеркиваю. Так вот, юридическую окраску предпочтительней придавать им в ходе рассмотрения соответствующих дел в суде. В перспективе возможно построить, опять же, такую виртуальную фрактальную модель, в которой множество, имея в виду законодательство, повторяет себя в судебных решениях, и наоборот, большие цифры прецедентных судебных решений дают нам законодательство. Безоговорочно образует законодательство. Мне пришлось тут какое-то время заниматься, был отдел в институте создан, который легитимацию важных судебных решений осуществлял через введение в соответствующие нормативные акты законодательства. Вот те мои основные, может быть, выводы. Признаться, я имею какой-то большой текст, но с учетом вот этого регламента вынужден он по пунктам изложить некоторое общее видение той проблематики, которая является предметом нашего форума. Но в заключении, наконец, я посетую на то, что современная юридическая наука не избежала влияния потребительства.
с сожалением констатирую принадлежность ее к этому миру потребительства, сопринадлежность миру изобретательных потребительских лейблов, под которыми производятся и воспроизводятся угодные и выгодные для производителей симулякры. Симулякров в нашей науке сколько угодно, начиная с теоретической, и я думаю, здесь мне сложнее разбираться, но думаю и в отраслевой, и думаю в тех науках, которые занимаются вот новыми технологиями, те, которые занимаются цифровизацией. Сословие ученых здесь проявляет не лучшие человеческие качества. Ученые должны следовать другим, не потребительским ценностям и не потребительским линиям. Увы, приходится констатировать, это давно замечено. Великий Руссо не случайно клеймил сословие ученых, называя вот самые разные свойства, которые связаны отнюдь не с поиском истины. Но нам с вами остается надеяться, что мы будем стараться, мы поправимся и истинам изменять в угоду потребительских интересов не будем. Спасибо. Ну, Валерий Васильевич, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время и такие вот, ну, в значительной степени просто новые мысли для осмысления не только юристам, а всем, кто занимается сегодня цифровыми технологиями, информационным правом, финансовым и всеми практически отраслями. Я думаю, что нам есть над чем подумать. Пока мы вопросы вам задавать не будем, мы перейдем, наверное, к следующим выступлениям, а то у нас очень большое количество заявившихся выступать, которые тем более спешат еще и на самолеты, и на поезда, поэтому очень понимаю, вам признательна. Спасибо. Все понимаю, спасибо за внимание еще раз. Спасибо, Валерий Васильевич. Уважаемые коллеги, ну, у нас очень большой список, и слушателей, выступающих, я буду это повторять, чтобы вы понимали, почему мы вынуждены где-то поторопиться. Но тут никак невозможно было торопиться, это надо серьезно послушать, осмыслить. Это взгляд известного ученого теоретика права, и вы, наверное, почувствовали, я думаю, ту связь, которая с сегодняшними проблемами и цифровизацией, и проблемами правовыми, она вот просто с болью прям так пронизано все это выступление, и мне это очень, и мне кажется, вам всем это должно быть особенно ценно. Значит, вот мы переходим к следующим выступлениям, и я хотела бы предложить, мы тут вынуждены были подкорректировать тут большую программу, она так немножко была составлена для нас, может быть, не очень органично с точки зрения последовательности, логики какой-то. И я все-таки очень хочу предоставить слово Наумову Виктору Борисовичу, доктору юридических наук, главному научному сотруднику сектора тоже информационного права и международной информационной безопасности, основателю и руководителю проекта «Сохраненная культура». Виктор Борисович из Санкт-Петербурга, известный и практик, и, если вы вспомните, в этом году, кстати, исполняется 20 лет книги «Право и интернет». Вот Виктор Борисович ее автор и защитил у нас год назад практически диссертацию докторскую, Институт идентификации в информационном праве. Эта работа была признана одной из лучших научных работ ВАКом. Так что вот вашему вниманию, Виктор Борисович, тема его выступления «Вызовы и пределы изменений права в цифровую эпоху». Пожалуйста, Виктор Борисович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Благодарю, дорогая Татьяна Анатольевна, уважаемый президиум. Мне лестно снова выступать в Казани. Замечательный город, прекрасное гостеприимство и средоточие научной и практической мысли. При этом отмечу, что, сказать,
Выступая в начале секции, я чувствую себя вдвойне, так сказать, необходимо обратить внимание на то, что, следуя тем замечательным и глубоким мыслям, которые высказаны глубоко уважаемым Валерием Васильевичем, мне объективно тоже придется следовать некому телеграфному стилю изложения в сложившихся обстоятельствах, и поэтому какие-то тезисы прошу воспринимать, условно говоря, по номерам, а далее, если будут какие-либо вопросы, но очевидно в кулуарах, буду рад ответить и прокомментировать. Я бы хотел обратить внимание, уважаемые коллеги, на несколько обстоятельств, как связанные непосредственно с юридической наукой, так и определяемые существом нашей профессии юридической и связанные с личностью юриста и ответственностью юриста в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Юриста в широком смысле этого слова, от практика до ученого. При этом мы все осознаем, даже глядя на, так сказать, замечательную, мощную программу, которая была сформирована организаторами нашей конференции, что тематика, которая сейчас генерируется за счет того, что цифровые технологии нас начинают окружать практически повсюду, применительно к регулированию данных технологий становится чрезвычайно широкой. И мы точно видим, мы можем, так сказать, даже, наверное, без особой дискуссии согласиться с тем, что имеет место целый комплексный процесс, связанный с возникновением новых объектов. И тому посвящено много выступлений на секциях, на пленарном заседании. У нас возникают новые права субъектов отношений. Также здесь эта категория, на мой взгляд, не вызывает необходимости в доказывании. Новая система принципов. Здесь все посложнее, здесь можно поспорить. Например, категории, связанные с доверием к тем цифровым коммуникациям, которым находятся, это очень сложная материя, как, собственно, и доверие ко всему тому, что у нас сейчас происходит в мире. Возникают новые институты. Нужно отметить, что часть из этих новых институтов, они носят явно выраженный межотраслевой характер, к чему, собственно, традиционное отраслевое деление права было до недавнего времени не очень готово. Почему это все происходит? Мы понимаем, что у нас категорическим образом меняются общественные отношения. За счет массового, подчеркну, именно массового внедрения и использования информационных технологий природа коммуникаций становится совершенно другой. При этом, несомненно, сказать, из недавнего сказать, прошлого, сказать, отталкиваясь от событий последних лет, можем сделать промежуточный вывод о том, что, находясь 2 года в системе удаленки в рамках сказать, того информационного ужаса, который был связан с пандемией у нас во всем мире, человечество, по крайней мере развитая часть человечества, привыкла к использованию информационных технологий. Это очень важный психологический фактор. Раньше была ситуация пряника, когда технологии демонстрировали удобство их использования и, получив определенное количество, так сказать, процент пользователей, на самом деле остановились в своем развитии с позиции распространения. Но как только возник кнут, сочетание удобства и, так сказать, необходимости где-то наведенной, где-то реальной находиться на расстоянии, породило повсеместное вовлечение процессов цифровизации в те сферы, где цифровизация, даже если была заявлена, но не являлась массовой. И теперь в современных реалиях, привыкнув к цифровым технологиям, мы постепенно выходим на новый уровень развития цивилизации в рассматриваемой сфере. При всем при этом, если мы смотрим на ту цифровую трансформацию, которая происходит, мы в системе юридической науки, юридических знаний оказываемся, наверное, в самой сложной, если рассматривать всю систему гуманитарных наук, позиции. У нас те базовые константы, от которых мы отталкивались, которые связаны с категориями, естественно, научными, категориями материального мира, они категорически изменились или меняются в современной действительности. Например, пространство, вокруг чего было построено административно-территориальное отделение, иные факторы, в том числе определяющие категории, скажем, суверенитета государств. У нас пространство интернета уже несколько десятилетий сказать, с проблемой юрисдикции явно не дружит. И в этой связи, не имея возможности расставлять пограничные столбики в этом информационном пространстве, соответственно, государства и корпорации занимаются блокировками и иными попытками каким-либо образом приземлить те или иные правоотношения в систему своей собственной юрисдикции.
у нас меняется пропорция материальная и нематериальная в том, сказать, массиве правоотношений, с которым мы привыкли ранее иметь дело. Сказать, как только появилось пространство интернета, сказать, стал возникать электронный документооборот, удобство распространения сайтов, сказать, все это повлекло появление большого количества информации в электронной форме. Но этот документооборот на тот момент существенно отличался от тех категорий, к которым человечество в системе распространения знаний привыкло. Очень сложно было понять, когда, кто, при каких обстоятельствах и неизменна ли эта информация была. Соответственно, пережив вот эту ситуацию, внедрив новые технологии, в том числе технологии распределенных реестров, по сути, в системе виткообразного развития по спирали в этой сфере, мы получаем иные правоотношения, где действительно можно, сказать, как вот что написано пером не вырубить топором, можно реализовывать похожие схемы, в том числе, которые определяют уровень доверия технологий в пространстве, сказать, цифровых технологий. При всем при этом, когда мы смотрим на ту же технологию блокчейна, распределенных реестров, у нас начинает возникать очень много вопросов, а в каком объеме и, сказать, в каком уровне, сказать, восплощения и реализации мы должны продолжать использовать те классические системы управления и организации коммуникаций, которые были ранее. Например, когда у нас есть всем известная пирамида сверху вниз реализации тех или иных властных полномочий, в условиях распределенных реестров пирамиды не нужны. У нас горизонтальная система, и памятая, как давным-давно, сказать, привожу пример, сказать, одной из высоких выступлений представителей органов власти системы МВД, которые рассказывали о том, как они внедряют блокчейн в систему регистрации транспортных средств, сказать, задаюсь вопросом, а осознает ли в таких условиях и государственный аппарат, не только в России, а во всем мире, и все те лица, которые привыкли к управлению, основанным на объективном подчинении, как существует везде, во все времена в системе публичной власти, осознают ли, что эта система не впишется в то массовое распространение технологий, которое становится крайне-крайне для всех привлекательным. И лозунг, например, блокчейн, государственное управление, нужно, принимая во внимание сложные геополитические обстоятельства, иные вещи, так сказать, деление свой-чужой и прочее, нужно всячески под лупой рассмотреть, потому что это получается, что в этой ситуации государство благополучно отпилит тот сук, на котором сидит. Правильно это, хорошо, нужно, не нужно, это вопрос, естественно, за рамками нашей с вами сегодняшней встречи. Если мы посмотрим на человека, на личность и на систему прав, которые связаны с ним, что получается? Когда он взаимодействует с кем-либо в информационном пространстве, он уже сейчас до конца не уверен, что он взаимодействует с обычными субъектами, как он был бы уверен в обычном материальном мире. Вот этот процесс узнавания, который сопровождает обычные коммуникации в мире материальном, совершенно иным образом сказать, организован в ситуации использования цифровых технологий, где задача идентификации и субъектов, и объектов становится краеугольной. Плюс в условиях развития технологий, когда у нас повсеместным образом распространяются и уже совершенно легко доступны, скажем, сказать, технологии дипфейков, мы точно столкнемся с той самой проблемой кризиса доверия, который и так, как сказать, у нас является проблемой для всего мира, так тем более в мире материальном. Это, сказать, обычная, сказать, технологическая ситуация соревнований броня и снаряд, когда снаряд то пробивает броню, потом броню, так сказать, каким-то образом видоизменяют, и снаряд отскакивает. Там много-много в истории тому подобных было примеров. И что делать здесь, и в каком объеме, какие коммуникации, на каком уровне доверия должны быть организованы, это вопрос стратегический, не только вопрос права. Возвращаясь к человеку, когда таковой осуществляет те или иные взаимодействия с информационными ресурсами, осуществляет покупки, вот было прекрасное выступление на пленарном заседании в этой связи, мы уже точно не уверены, что он свободен в выборе. То есть его воля не ограничена теми возможностями технологий, которые благополучно эксплуатируются сильной стороной, в первую очередь площадками, сервисами и иными, так сказать, программно-аппаратными решениями. Когда сказать, мы все прекрасно, так сказать, видим и сталкиваемся с ситуацией, сказать, когда системы, с которыми мы взаимодействуем, запоминают наш выбор, почему-то дают нам те товары, которые соответствуют в данный момент нашей платежеспособности, и в этих условиях
как бы сказать, работая с информационным пространством, взаимодействуя, отдыхая, осуществляя те или иные, сказать, коммерческие, сказать, сделки, мы точно уже, сказать, начинаем осознавать, что, может быть, нам, может быть, проще пойти в обычный магазин и, осознав, что нам нужно, выбрать то, что необходимо, а не оказаться в условиях вроде бы, сказать, красивой картинки выбора, но где по факту этот выбор отсутствует в принципе. Вообще много человеческого сейчас подвергается, если не, сказать, угрозе, сказать, тотальной трансформации, но, сказать, необходимости переосмысления. Берем категорию творчества, как напрямую связано с человечеством на протяжении веков. Так, в настоящий момент за счет массового развития пока примитивных, узкоспециализированных технологий искусственного интеллекта мы можем генерировать большое количество информационных объектов, музыкальных, даже стихотворных, сказать, которые создают всевозможные произведения. Произведения с позиции обывательской, там нету автора, соответственно, можно усомниться в том, можно ли принять этот термин к данной категории, но для потребителя, это, дорогие коллеги, в общем-то, все равно потребителю нужна картинка, текстик, музыка, написана она машиной или, сказать, генерирована человеком, либо написана гениальным программистом, но все равно это машина, потребителю безразлично. И в этих условиях категории творчества и, в принципе, весь процесс, связанный с всем тем, что на протяжении, так сказать, тысячелетий создавалось человечество, и чем мы гордимся, это в цифровом мире окажется совершенно в другой плоскости использования. Это, соответственно, породит свои собственные проблемы и задачи для права. Примеры, связанные с вот этой трансформацией отношений за счет внедрения, массового внедрения технологий, можно продолжать и далее. Там вспоминаем все, что относится к человеку. Пока это все некое развлечение, условный хайп. Где-то это обусловлено исключительно медицинскими вещами, но все равно это единичные случаи внедрения в человеческую материю, сказать, всевозможных полупроводниковых устройств. Но как только и если это станет, во-первых, модным, а во-вторых, дешевым, тогда мы точно получим иного человека. И вот эти киборги будут совершенно по-другому взаимодействовать и друг с другом, и с той оставшейся частью человечества, которая по каким-то причинам, сказать, не будет использовать эти устройства. Это отдельная там мечта трансгуманизма и касающаяся развития, сказать, вида, сказать, доминирующего на планете, сказать, до вопросов торжества искусственного интеллекта. Это тоже очень крайне интересная тема для дискуссий. Но отсюда, возвращаясь к непосредственно нашим правовым горизонтам, мы точно видим, что нам нужно заниматься жестким переосмыслением объектно-субъектного состава для всех отраслей права, в том числе для публичных, с которыми мы взаимодействуем. Завершая свое выступление в, сказать, заявленном телеграфном стиле, еще хочу обратить ваше внимание на несколько аспектов, ну, по сути, которые можно условно назвать выводами. С моей точки зрения, необходимо в срочном порядке сформировать терминологические основы для тех цифровых правоотношений, с которыми мы взаимодействуем. Низкое качество, юридико-техническое качество всех нормативных актов в Российской Федерации, в других странах мира просто, сказать, порождает полную дезорганизацию в правоприменении. И то, что раньше было возможно, сказать, в исключительных случаях, сейчас является данностью. У нас в одном законе определение моей любимой идентификации одним образом организовано, а в каких-то специальных по-другому. И при этом и первое, и второе, и третье не отвечают тому техническому содержанию отношений, сказать, и систем, которые используются. Здесь же нужно отметить, что помимо терминологии нам нужно категорическим образом более серьезно относиться к другим видам регулирования. Нам нужно, наверное, пересмотреть пределы взаимодействия регулирования правового, технического и этического. В этих обстоятельствах нам необходимо также очень критически посмотреть на ту современную систему отраслей права, институтов и подинститутов, которые мы имеем в наличии. Не с позиции, так сказать, защиты ВАКа, так сказать, и советов, так сказать, уполномоченных, а в принципе с позиции того, где у нас, так сказать, сфера, предметы, объект, в каком объеме пересекаются и что является общим, а что является частным. Ну, моя личная точка зрения заключается в том, что здесь в этих условиях информационное право, как бы это ни нравилось другим глубоко уважаемым мною лично отраслям права, наверное, будет иметь все большее и большее значение. Ну, можно информационное право называть по-другому, но когда во главе угла у нас везде становится информационное правоотношение, ну, наверное, информационное право, так сказать,
эта категория так, с этим названием, наверное, будет самым адекватным. Хотя можно и придумать и цифровое право с определенными допущениями, понятно, сейчас оно не существует, но переназвать можно, так сказать, все, что угодно и как нужно. Также очень важный аспект, связанный с качеством законодательства, относится к тому, что, с моей точки зрения, назрело, по крайней мере, в отношении серьезного объема правоотношений, систематизация законодательства, возможно, даже в качестве кодификации, поскольку то, что мы видим применительно к основам правоотношений информационных, принципам доступа к информации, распространения информационных систем и так далее, это базовые общие категории, которые, естественно, мерным слоем сейчас по всем специальным, сказать, отраслям законодательства. В этой связи кодификация, может быть, даже спасет, по крайней мере, доверие к праву, которое сейчас в силу низкой юридической техники таковое теряет все быстрее и быстрее. Еще одно важное обстоятельство, завершая выступление, касается того, как технологии могут и должны использоваться при развитии и, сказать, научно-юридической мысли, и в повседневной юридической деятельности. С моей точки зрения, сказать, мы точно абсолютно сейчас находимся на, сказать, рубеже неких кардинальных изменений. Когда ранее мы довольствовались только информационными системами, откуда мы получали правовую информацию, а сейчас этой информации накопилось очень-очень много, но пока пользоваться ей адекватно мы не можем. Мы можем условные большие данные как-то анализировать, но все то, что связано с тем поиском информации, который есть, это обычный контекстный, морфологический и же с ним подобный поиск. Как только, а это произойдет, я думаю, очень скоро, поиск станет семантическим, и информационные системы смогут вылавливать смыслы из того объема документов, которые есть, тогда роль юриста может стать, сказать, ну, где-то крайне вспомогательной, совершенно иной. И там известная поговорка «два юриста, три мнения» уже будут, сказать, может будет меняться там 3 машины, 1 юрист, соответственно, там 4 мнения будет получаться. И вот только из этих 4 мнений только одно человеческое. И мы должны быть готовы к тому, что в том числе в сфере автоматизированной обработки большого количества юридических текстов нам, сказать, нужно будет переучиваться применительно к сфере аналитики юридической информации. Здесь также однозначно возникают категории совмещения юридических знаний и моделей с иными отраслями, сказать, знаний, когда у нас межотраслевой подход должен становиться во главе угла всех отношений. У нас здесь и рискоориентированные модели, у нас здесь категории в целом управления знаниями и бизнес-процессов. Если право сможет подружиться с теми отраслями знаний и профессий, с которыми, в общем, раньше совершенно дружить не хотела, тогда действительно наша профессия сможет удачно вписаться в те обстоятельства. Но, конечно, коллеги, сказать, может быть, это относится в первую очередь к юристам, только начинающим свою карьеру. Такое количество людей, которые у нас есть в юридической профессии, не нужно никому. Спасибо большое. Буду рад подискутировать. Спасибо. Ну, замечательное выступление. Спасибо большое, Виктор Борисович. Я должна сказать, что вот разные совершенно пласты и правовых, и экономических проблем, и технологических, они все пересекаются. И вот мы когда обсуждали, как нам из этого большого количества заявок на выступление выбрать, мы все-таки вот какой-то своей логикой руководствовались. И я хочу предоставить слово Гатиетуллиной Эльмире Маратовне. Есть, да? Нет? А что же мне написали? Нет? Так, ну тогда, извините, тут, наверное, еще одна. А Андрей Александрович Базелев есть? Это все представители научно-исследовательского института «Восход». Мы бы, конечно, очень хотели их послушать в плане перспектив и развития правового обеспечения. Там практические вопросы есть и терминологические. Тоже сегодня вот говорили как раз о том, что техническое регулирование, оно в значительной степени сегодня содержит те понятия, которыми мы пользуемся. А вот с точки зрения права, та тема, которую Виктор Борисович прямо вот, на которой акцентировал внимание, она, конечно, заслуживает дальнейших своих. Так, и тоже дальше тогда по списку. Так, тогда Дана Утыгеновна здесь, Мухамеджанова. Вот. Подключилась она, да, там дистанционно, из Казахстана. Заместитель директора Высшей школы права по академическим вопросам и трудоустройства Университета Казанского
гуманитарного юридического университета. Если есть проблемы, давайте мы попозже. Ну, кто дальше-то? Вот дальше. Ну, тогда я, насколько знаю, точно вот сидит передо мной Миронова Светлана Михайловна, поэтому мы с удовольствием вам предоставляем слово. Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры финансового и предпринимательского права из Волгоградского института управления, филиала Российской академии наук, город Волгоград. И тема «Правовая природа и роль цифровых платформ в условиях развития гиг-экономики». Да, теперь включен. Ждем презентацию. Будет? Тема, которую я заявила, это о цифровых платформах. Я представитель финансово-правовой науки, но буду говорить в более широком аспекте про цифровые платформы. И сегодня уже и на пленарном заседании у нас был отдельный доклад по маркетплейсам, которые как раз представляют собой тоже цифровые платформы. И в рамках других докладов обсуждалось, например, были вопросы, связанные с изменением трансформации трудовых отношений, и как раз затрагивались вопросы платформенной занятости. И в рамках Digital Week, которая проходит сейчас здесь же, да, мы частью являемся, наша конференция частью Digital Week, вчера была тоже секция по цифровым платформам, достаточно много вопросов актуальных обсуждалось именно как с точки зрения цифровых платформах в рамках тех бизнес-моделей, которые создаются, и с точки зрения государства. И у меня вопрос, можно ли я возьму кликер? Да, и если мы с вами говорим о цифровых платформах, да, то есть само слово «платформа» нам достаточно в последнее время, наверное, хорошо, мы его часто слышим, оно употребляется в различных значениях, и, конечно, мы не всегда понимаем, а что вообще понимается под платформой и цифровой платформой как разновидности платформ, да, потому что словосочетание «цифровая платформа», оно, конечно, в последнее время встречается время все чаще и чаще. И здесь достаточно много расхождений как с точки зрения тех нормативных понятий, которые даются в различных нормативных источниках, так и с точки зрения того, что представляет собой исследования в литературе. И мы можем говорить о цифровых платформах. Вот в аспекте, например, вы могли слышать такое понимание, как такую фразу, как государство, цифровая платформа, которая у нас была представлена в одной из государственных концепций. И употребление, такого частого употребления этого термина, да, даже привело к тому, что в литературе обсуждаются необходимость, вот мы сегодня говорили, должно ли быть цифровое право, да, о том, нужно ли платформенное право как отдельное право. Точки зрения расходятся, потому что кто-то говорит, что да, уже вот даже какие-то концепции предлагает, кто-то, конечно, говорит, нет, не нужно, да, в рамках текущего регулирования все это можно сделать. И мы можем говорить о цифровых платформах как тех, которые формируются государством, и их достаточно много на сегодняшний момент, так и те, которые, соответственно, представлены, да, в виде различных бизнес-моделей. И вот как раз сегодня, когда упоминали на пленарном заседании, конечно, в первую очередь говорили о таких платформах. И еще один термин, который у нас есть, это платформенная экономика, платформенная занятость. Да, это то, что влияет на какие-то отношения, и экономические отношения, и правоотношения, да, вот использование платформ в различном виде. И если мы с вами говорим о таком явлении, как государство, как цифровая платформа, которая была заявлена, это те как раз, опять же, информационные технологии, использование цифровых платформ различных для того, чтобы государству было легче взаимодействовать с гражданами и бизнесом в различных сферах. Но, конечно, такого рода цифровые платформы, они представляют собой не только форму взаимодействия. Вот я просто для примера вывела на слайд несколько цифровых платформ, которые сейчас у нас фигурируют в различных источниках, в различных нормативных актах. Это и цифровая платформа «Работа в России», которая сейчас активно развивается, да, в рамках трудовых правоотношений. Это и различные цифровые платформы в разных там, отраслевых каких-то сферах. Там, сейчас у нас, да, идет в пилотном режиме отдельная цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства. И исходя вот уже из названия этих платформ, вы можете увидеть, что многие из них в названии уже говорят о том, что это государственная информационная система.
Не все, но если мы говорим о государственных информационных системах, то мы, соответственно, да, можем посмотреть, что определяет собой государственная информационная система в законе об информации. И там очень интересно, да, по поводу того, что это либо реализация полномочий органов государственной власти, либо для других целей, которые установлены федеральным законом. И вот представляется, что те платформы, которые сейчас государство организует, да, для того, чтобы им было удобнее взаимодействовать с гражданами и иными лицами по различным вопросам, то они как раз преследуют не просто реализацию полномочий, но какие-то иные цели, которые могут быть уже обозначены, вот если мы говорим там, о законе о занятости, да, то есть, который обозначает необходимость создания этой платформы работы в России. Либо если мы говорим о улучшении бизнес-климата и взаимодействия с предпринимателями, да, то есть там свои будут цели, которые будут ставиться для создания этой платформы. Но в любом случае, да, пока вот это регулирование, оно достаточно разрознено. Мы можем с вами говорить еще об одних платформах, которые представляют собой интерес. Я их отдельно выделила в такую группу, как цифровые платформы в сфере оказания финансовых услуг. И в чем интерес именно вот этих цифровых платформ? С одной стороны, это цифровые платформы, которые тоже строятся на бизнес-моделях, и они создаются частными субъектами, не государством. С другой стороны, та сфера, в которой они у нас создаются, это сфера финансовая, сфера финансовых услуг, банковская сфера, страховая, финансовый рынок, она предполагает, что создание таких цифровых платформ, оно регулируется отдельными федеральными законами. И на сегодняшний момент вот мы видим 3 таких, можно обозначить, основных федеральных закона. Это закон 2020 года о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы. Это, то есть, соответственно, создание финансовых платформ. Это создание инвестиционных платформ на основании тоже федерального закона о привлечении инвестиций с использованием инвестиционной платформы. И отдельно в законе о национальной платежной системе выделены электронные платформы, которые также у нас используются, через которые осуществляется, соответственно, реализация продуктов цифровых финансовых активов, которые действуют на основании отдельного федерального закона. И вот если мы с вами говорим о таких платформах, то, как я уже сказала, особенность, да, что они не просто обозначены, необходимость их создания федеральным законом, они достаточно подробно регламентируются на уровне федеральных законов, имеют обширное подзаконное нормативное регулирование. И плюс еще есть особенности правового регулирования, связанных с правоотношениями с участниками таких платформ. То есть все они у нас с вами, да, то есть есть какой-то механизм взаимодействия, то есть когда у нас с вами через платформу идет взаимодействие между несколькими субъектами. То есть финансовые платформы, например, да, это покупка-продажа финансовых услуг. То есть вот такой своеобразный сейчас Центральный банк это называет маркетплейсом. Вы можете зайти на сайт Центрального банка, и там есть отдельная страничка, которая называется так и называется Marketplace, которая как раз описывает, да, взаимодействие вот на таких платформах, финансовых платформах по купле-продаже финансовых услуг. Почему здесь более жесткое правовое регулирование у нас с вами получается? Потому что сама сфера финансовых услуг, она предполагает достаточно жесткое нормативное регулирование на федеральном уровне, и, соответственно, дальше у нас нормативный регулятор Центральный банк, который подзаконное нормативное регулирование осуществляет. Особенности продажи этих финансовых услуг вне рамок цифровых платформ, то есть в обычной жизни. Да? То есть, например, если вы покупаете банковские продукты, открываете банковский вклад, то у вас подключаются такие механизмы, как страхование вкладов физических лиц в банках. И поэтому, например, особое правовое регулирование осуществляется, что если вы открываете такой банковский вклад через Marketplace, через финансовый через финансовую платформу, то в этом случае нормативно регламентируется, как будет осуществляться страхование вкладов, как будет, соответственно, то есть, например, это будет уже вот это возмещение по страхованию вкладов осуществляться через оператора, через финансовую платформу, да, то есть это нормативно все регламентируется. То есть сама сфера, она предполагает более жесткое нормативное регулирование. И вот как сегодня было сказано на пленарном заседании, да, к вопросу, а нужно ли регламентировать, да, деятельность цифровых платформ, достаточно жестко, да, прозвучало, что не нужно ее зарегламентировать, иначе бизнес потеряет интерес, это будет коммерчески невыгодно. То есть это тот сектор, да, где это требуется все-таки в силу самих особенностей финансовых правоотношений более жесткая нормативная регламентация. На сегодняшний момент, то есть, опять же, да, то есть, в чем еще особенность? Да? То есть, смотрите, если, например, обычные цифровые платформы маркетплейсов, которых достаточно много, они никак, то есть здесь нет какого-то специального
специального входа, да, жесткого, что сейчас вы можете встретить в интернете, просто набрать «создать маркетплейс», и предлагаются очень много услуг по созданию маркетплейсов. Это не только те Озон, Wildberries, о которых мы слышали, да, это может быть какой-то небольшой маркетплейс. Вот вчера, опять же, тоже в рамках Digital Week была секция по ЖКХ, и там рассказывали о таком приложении, как Локала, которое создала Республика Татарстан для общения между соседями в сфере ЖКХ. И в том числе они рассказывали, что в рамках этого приложения у них есть маркетплейс, который помогает бизнесу вот на определенной территории в районе, да, то есть предлагать свои услуги через это приложение. То есть вот такой вот интересный вариант может быть. То есть маркетплейсов может быть достаточно много. Здесь, например, если мы в финансовой сфере говорим, то обязательным входом для того, чтобы быть участником таких платформ и вообще работы платформ, нужно, чтобы оператор этой финансовой платформы был включен в реестр Центрального банка, иначе просто он свою деятельность осуществлять не сможет. Да? То есть здесь более жесткие требования, но пока это только развивается, то есть если вы посмотрите, да, то есть не так много субъектов финансовой сферы, которые предлагают свои услуги на таких маркетплейсах. Ну и, соответственно, как бы та категория, да, которая больше обсуждается, это те цифровые платформы, которые создаются на основе различных бизнес-моделей, и о которых вот сегодня много уже говорилось, и которые меняют, собственно говоря, наши правоотношения. Почему? Потому что, например, если эти платформы, на которых меняется, которые используют занятость граждан, то есть так называемая платформенная занятость, да, то возникает необходимость изменения трудовых отношений, регулирования, на каких условиях такие граждане работают на этих платформах, трудовых отношений, гражданско-правовых, или что-то, скажем так, смежное между ними, да, что-то посередине. И на сегодняшний момент, вот я вам хотела такой интересный слайд показать, уже есть попытка, соответственно, учитывать вот эти цифровые платформы, маркетплейсы статистически, то есть вот у нас летом вышел такой приказ Росстата, в августе 2022 года, в соответствии с которым, да, предполагается статистическое наблюдение всех цифровых платформ, которые действуют на территории Российской Федерации. Там есть понятие цифровой платформы, виды цифровых платформ, взаимодействие, то есть какие, скажем так, условия взаимодействия, там, например, машина-машина или машина-человек. И в том числе вот интерес представляет вот это приложение, в котором обозначены те цифровые платформы, по которым должна предоставляться отчетность. Обратите внимание, да, что там 65, потом написано «иное». То есть как бы перечень открыт, то есть вообще перечень юридических лиц, которые должны предоставлять такую информацию, должен определяться Минэкономразвития. Но вот на сегодняшний момент я пока этой информации не увидела, возможно, она появится чуть позже. И в принципе вы можете увидеть, да, те цифровые платформы, которые сейчас, вот, по мнению государства, да, являются, условно говоря, цифровыми платформами, находящимися на территории Российской Федерации, но это не единственные. Вы можете увидеть, какими вы пользуетесь, какими вы нет, да, и, конечно, дальше уже необходима разработка вот вопросов, может быть, их классификации с точки зрения, например, опять же, вот есть отдельно выделяют цифровые трудовые платформы, у которых, как я сказала, есть сложность с определением, на каких условиях работают лица на таких платформах, трудовые отношения или гражданско-правовые отношения. И дальше уже выстраивается необходимость, да, то есть уже есть, например, разработки в законопроекте о занятости населения, которые предполагают более социальную гарантии большего социального обеспечения для лиц, которые работают вот на условиях платформенной занятости. Ну, в общем-то, это все, что я примерно хотела сказать. Да, то есть я хотела просто как вывод такой сделать, да, что на сегодняшний момент, да, то есть у нас с вами нет единого понятия цифровой платформы, поскольку мы с вами можем увидеть, что их достаточно большое количество как в рамках тех, которые формируются в рамках государственной системы, так и те, которые формируются на условиях различных бизнес-моделей. И отношения, которые между возникают, они очень многогранные и многоплановые. Какая-то часть отношений, она предполагает уже необходимость правового регулирования, там, например, путем внесения изменений в закон о занятости, в закон о защите прав потребителей, как вот произошло, да, по поводу операторов-агрегаторов платформ. Да, я заканчиваю. А какие-то вопросы, они еще требуют своего правового решения, и я думаю, что это то, что будет развиваться в ближайшее время. Спасибо. Да, пожалуйста. А можно вопрос? А вот подскажите все-таки, вот с точки зрения природы, как вы сами считаете, вот цифровые платформы, как необходимо рассматривать?
Ну, вообще они практически все рассматриваются как информационные системы. То есть здесь, наверное, да, ну, вы здесь, спасибо за вопрос. Я бы сказала так, что я не сделала на этом акцент, потому что я пыталась сократить время доклада, потому что вот с точки зрения информационного права, конечно, это информационная система, и там дальше уже какие-то аспекты возникают. А для меня это было больше интересно с точки зрения вот как раз возможного взаимодействия между субъектами, которые действуют через цифровую платформу, и какие в связи с этим возникают необходимость регулирования правовым образом тех вопросов, которые возникают вот в сфере антимонопольной сферы, в сфере защиты прав потребителей, налоговые аспекты могут возникать, трудовые аспекты. То есть там очень много вопросов, которые требуют своего решения дальнейшего. Да, а вот как вы думаете, просто-напросто я-то вот пишу о цифровых платформах всегда как о сложных объектах информационных, комплексных, которые включают в себя не только информационная система, да, но и другие информационные технологии, поскольку все-таки здесь взаимодействие с информационными сетями происходит и достаточно много различного рода методов и способов обработки информации происходит. Вот мне кажется, все-таки надо дать четкое определение цифровым платформам для того, чтобы, может быть, было более удобно это с позиции и правоприменителя, и с позиции, может быть, перспектив регулирования, с точки зрения именно законодательного закрепления. Вы как думаете? Да, тогда того, что в приказе Росстата дано. Безусловно. Смотрите, я бы сказала, конечно, что приказ Росстата, он направлен, опять же, на цифровые платформы, те, которые представляют бизнес. Да? А вот здесь прозвучал вопрос по поводу создания цифрового кодекса. Вот если, наверное, это будет какой-то единый нормативный акт, который бы действительно закрепил бы такое понятие, потому что все-таки цифровая платформа, да, это и то, что государственно представлено, то, что бизнесом представлено, и сейчас они настолько разноплановые, иногда вот в разных, даже вот я говорю, вот эти понятия финансовая инвестиционная платформа, если они вроде бы примерно в единой сфере, но в законе они по-разному определяются. Даже marketplace, то есть вы зайдете на сайт Центрального банка, там одно определение, а в положении развития финансового рынка на 2020 год там другое определение маркетплейса. Даже Центральный банк расходится в своих позициях. Конечно, нужно это все унифицировать. Ну, спасибо, что вы все-таки обратили внимание на кодекс. Кодекс, конечно, нужен. Несколько попыток уже предпринималось. Мы еще в 2006 году писали информационный кодекс. Сейчас, потом были еще многочисленные попытки. В 2006 году он не возник или не состоялся, потому что был принят закон 149 об информации и информационных технологиях, о защите информации, и совершенно новое восприятие всего возникло. Сегодня эти процессы зреют, и я согласна и с Виктором Борисовичем, и с тем, что вы сказали, видимо, там многие понятия, но их разработка-то, она не сразу же, это понятие будет туда включено в информационный кодекс, даже если он, ну не знаю, трудно прогнозировать, через сколько времени он появится. Но разрабатывать это понятие, безусловно, надо. Я хотела бы продолжить сейчас наш стол. Меня тут просил очень Дмитрий Александрович Казанцев. Спешит, и мы, наверное, немножко нарушим, может быть, логику от одного к другому, но, может, это и легче будет восприниматься, потому что проблематика такая. Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, руководитель департамента нормативно-правового регулирования электронной торговой площадки Б2Б «Центр», Центр развития экономики, Москва. Вопросы правосубъектности искусственного интеллекта на примере автоматизации закупок B2B2 и B2G. Пожалуйста. Спасибо большое. Так тема, я правильно? Или вы ее немножко, с учетом того, что у нас... Давайте это попроще. Может ли робот быть субъектом сделки? Вот один вопрос, Вот это очень важный вопрос, и на это я вам даю 7 минут. Давайте будем время регламентировать, а то мы уже чуть-чуть превысили. Само собой, постараюсь из темы не выбиваться. Спасибо. Вопрос этот я изложу на примере той сферы, для которой он уже сегодня актуален. Пока это еще экзотика. Но рассмотреть его важно уже сегодня, потому что завтра он наверняка будет актуален для все большего и большего количества сфер. Как мы пришли в сфере B2B и B2G, то есть закупок для бизнеса и госзакупок, к жизни такой, что у нас робот становится
подменяет собой человека в некоторых отношениях. Здесь неплохо бы проследить 5 базовых цифровых трансформаций, связанных с практикой и с регулированием, неразрывно с практикой, тех самых конкурентных закупках, обобщенно называют. Первое, когда люди научились заключать сделки не только на бумаге, когда появилась сначала электронная цифровая подпись, потом просто понятие электронной подписи в 3 лицах, и люди поняли, что оригинал договора может быть в цифровой среде, а на бумаге будет копия. Люди к этому привыкли, кто до сих пор привыкает, и это сделало возможным следующий шаг. Когда мы не просто заключаем договор в цифровой среде, но и те действия, которые ведут к заключению этого договора в рамках конкурентной и закупочной процедуры, тоже проходят в электронной форме на пресловутых электронных торговых площадках. В свое время рынок их в России был очень сильно развит, мы были передовой страной по электронным площадкам. Сейчас этот рынок сужается и упрощается, но суть не в этом. Закупка в электронной форме 10 лет назад, я об этом всем рассказывал на лекциях, это по сути та же закупка, но просто в электронной форме. Так вот, это определение устарело. Люди, бизнес прежде всего, который понял выгоды от проведения каких-то отдельных бизнес-процессов в цифровой среде, выгоды финансовые, выгоды организационные, выгоды временные, логично решила. Если мы можем выбрать поставщика в электронной форме, то почему мы не можем в той же электронной среде вообще все процессы проводить? От планирования до приемки. И вот это день сегодняшний. Даже в рамках государственных закупок по всем известному закону номер 44 ФЗ фактически в цифровую среду переведены все бизнес-процессы от составления плана графика до электронного актирования теперь уже. Казалось бы, согласно алгоритму, проходит вся последовательность действий. Но и это еще не автоматизация. Это всего лишь перевод в цифру, более-менее того самого, что мы делали в бумаге. Просто теперь мы это не рукой пишем, а забиваем с помощью клавиатуры. Однако эта третья трансформация подвела нас к подлинной автоматизации в сфере закупок. В госзакупках пока это еще теория, в коммерческих закупках это уже практика. А программно-аппаратный комплекс служит не просто для того, чтобы человек в нем исполнял некие бизнес-процессы. Программно-аппаратный комплекс сам исполняет отдельные бизнес-процессы. И вот в обиходе слово marketplace коллегами употреблялось совершенно правильно, в профессиональном смысле. Иногда marketplace в обиходе, в том числе в обиходе госзаказа, используют для обозначения той системы, которая в международной практике, прежде всего в Итальянской республике, есть итальянцы у нас впереди планеты всей, именуются динамическими закупками. Я думаю, более-менее понятно, что это такое, когда с помощью алгоритма проводится подборка предложений, заранее опубликованных поставщиками, эти предложения ранжируются, и де-факто заказчику предлагается готовый кандидат, победители конкурентной закупки. В чем здесь принципиальная качественная разница? А в том, что раньше, даже при проведении электронной закупки, на эти действия уходили недели и недели. Это был чуть ли не центральный вопрос закупочного процесса при проведении любой конкурентной закупки, неважно, аукцион, конкурс, многоэтапный запрос предложений, все что угодно. А сейчас алгоритм делает это за секунду. Алгоритм выполняет бизнес-процесс за человека. И вот здесь мы стоим на пороге следующего качественного перехода, когда бизнес-процессы не просто выполняются алгоритмом и предлагаются человеку в качестве некой готовой схемы, некого проекта решения, когда бизнес-процессы выполняются алгоритмом самостоятельно, без участия человека. И это в закупках сегодняшний день, в том числе в одной из тех, а может быть даже не в одной из тех информационных систем, которые мы видели в предыдущем докладе, в финальной табличке. Как это делается на практике?
алгоритм на основании, то, что мы условно называем Big Data, анализирует складские запасы. Это самый первый шаг закупочной работы в любой закупочной системе. И не спрашивая человека на основании потребительского поведения, тут речь идет о сервисе по изготовлению домашней еды, его рассылки по жилым микрорайонам мегаполисов. Вот этот программно-аппаратный комплекс сам принимает решение, чего ему сегодня заказать. Востребована ли будет рыба сырая, или мясо, или сыр, или что-нибудь еще. И у кого это заказать? Поставщик сможет мне принести сегодня к вечеру, или он несколько раз просрочил поставку, поэтому я у него заказывать не буду. И да, справедливо совершенно владельцы этого сервиса говорят, что благодаря этому мы оптимизировали свою работу, уменьшили складские запасы, снизили издержки, и вообще все очень здорово. Это действительно здорово. Но сегодня это более или менее укладывается в рамки, пардон за тавтологию, рамочного договора. Вот сеть заключила с некоторым количеством поставщиков рамочные соглашения, в исполнении которых алгоритм автоматически дает им заявки на поставку определенной порции еды, но де-факто по точно такой же модели искусственный интеллект завтра, возможно, уже и сегодня, выступает в качестве субъекта сделки, когда оно инициирует объем закупки, предмет закупки. Цена закупки может быть согласована заранее, а может тоже инициироваться искусственным интеллектом на основании, допустим, биржевых курсов, иных курсов, какой угодно, может быть прогноза изменения цен в будущем. И таким образом искусственный интеллект предлагает человеку не просто проект договора, а факт заключения договора. И вот как нам реагировать на это сегодня, как урегулировать все те элементы, которые связаны с договорными правоотношениями, на этот вопрос придется ответить юристам, потому что кроме юристов на это ответить некому. Со своей стороны, не претендуя на исчерпывающий ответ, я в качестве, если угодно, приглашения к дискуссии предложу буквально пару вариантов решения. Первый вариант решения классический. Искусственный интеллект не может заключать сделки. Если там нет подписи, хотя бы электронной подписи уполномоченного физического лица, уполномоченного как представитель юрлица, как поверенный в собственном праве, то сделка ничтожна. Подход понятный, подход нормальный, но не отвечает современным цифровым, а теперь уже и бизнесовым реальностям. Пусть и пока еще в очень узкой сфере. Второй вариант. Сделки искусственного интеллекта оспоримы, потому что они не удостоверены уполномоченным субъектом. Однако факт заключения сделки роботом не означает ее автоматической ничтожность. На мой взгляд, позиция спорная, поскольку представляет собой очень странный компромисс, однако дискутируем. Ну и третий вариант. За сделки робота отвечает хозяин. Вариант, разработанный классическими римскими юристами, совсем по другому поводу. Я думаю, не нужно никому напоминать, по поводу права собственности на рабов. По прямому назначению, хочется верить, это никогда использоваться не будет, а вот пойди ж ты в цифровой среде может очень даже пригодиться. Робот заключает сделку там, на основании своих вот этих самых кремниевых измышлений в голове по определенному алгоритму, но за эту сделку отвечает человек. И абсолютно верно было сказано еще на пленарном заседании, по большому счету на сегодня искусственный интеллект в собственном смысле этого слова не существует. Робот не обладает полноценной потенцией для творчества, а значит он продукт деятельности программиста, а значит за его деятельность в конечном итоге может и должен отвечать человек. Существуют другие варианты ответа на этот вопрос, к которым я вас приглашаю. Все, о чем вам предлагаю подумать, это то, что робот, который претендует на право субъектность, это вовсе не тот киборг, которым представлял себе 10 лет назад. Это там не Т-100. Робот, который претендует на право субъектность, это бестелесный программный комплекс, с которым нам всем придется иметь дело. Спасибо. Спасибо. Можно вопрос?
Да, с удовольствием. Да, а вы в вашем докладе заявили, что вы смотрите сектор B2B и B2G. Да. А с потребителями, с индивидуальными, что нам делать? С ними Ой, может такое вы знаете, быть? я умышленно... Или вы просто не хотели закапываться в эту огромную тему, потому что это бездонная история? Абсолютно верно. Хорошо. И невозможно перенести правила B2B автоматом на Конечно, B2C, конечно. потому что там гораздо многообразнее рынок. И по практике я работаю вот 12-й год с B2B и B2G, а с B2C я как бы соприкасался, но экспертом себя не считаю. Абсолютно верно. Это отдельно, очень специально и гораздо более многогранное регулирование. Это то, о чем сегодня на пленарке говорил представитель Озона, по сути. Да, совершенно верно, совершенно верно. Внешне похоже, по сути не идентично. Ну, на самом деле, вы понимаете, что сегодня вот даже и на пленарном заседании у нас уже многократно вот одних и тех же тем касаемся, да, с подходом с разной стороны, что называется, вид в профиль, там, вид в анфас, да, и тема-то интересная, и, безусловно, извините, насчет правосубъектности искусственного интеллекта уже давно речь идет, и Виктор Борисович, вот, кстати, выступавший один из авторов был того проекта, который уже был, ну, дискуссии пока продолжаются, я думаю, ну, найдет будет какой-то, наверное, в будущем ответ. Будем надеяться. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Уважаемые коллеги, продолжим наше общение. И у нас сейчас на связи Лескина Элеонора Игоревна. Подключилась? Элеонора Игоревна. Здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии с темой применения технологий Big Data в деятельности правоохранительных органов. А следующим у нас... Хорошо, Путинцев. Есть? Есть. Отлично. Да, приготовьтесь. Потом смотрим. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Подскажите, у меня работает демонстрация экрана? Да, работает. И Леонора Игоревна, тема моей лекции – регламент. это, спасибо, применение технологии Big Data в деятельности правоохранительных органов. Под большими данными понимают систематизированную и несистематизированную, структурированную, неструктурированную, содержащуюся в большом количестве разнообразных источников информацию, объемы которой не позволяют обрабатывать ее вручную в разумное время. Технологии Big Data используются в совершенно разнообразных сферах. Я хотела затронуть сферу их применения в правоохранительных органах. В зарубежных странах применение правоохранительными органами технологии больших данных используется в различных направлениях. Это такие возможности, как идентификация лиц, идентификация транспортных средств, прогнозирование места, времени совершения преступлений. Так, например, в Соединенных Штатах Америки с 2017 года действует специальная платформа, которая на основе анализа Big Data рекомендует правоохранительным органам совершать или не совершать определенные действия в зависимости от анализируемой информации. Например, если зафиксировано, что взрослый ведет сопротивляющегося ребенка. Такие государства, как Бразилия, Великобритания, используют большие данные для мониторинга борьбы с преступностью, выявления налоговых преступлений, мошенничества. С помощью больших данных возможно более глубокое понимание произошедших кибератак, производство непрерывного анализа рисков безопасности. Но необходимо, конечно же, знать определенные основы работы этих технологий для квалификации различных деяний в качестве преступных. Из недавних примеров этого года можно привести следующий. Вспомним инцидент с алгоритмами Google переводчика, предложившим известную автозамену, произведенную на слайде. Скорее всего, это результат скоординированной акции, когда много человек предложили такую замену, то есть совокупность определенных данных, набора данных может привести к такой работе алгоритмов, когда существует много предложений улучшить перевод. И квалификация таких деяний должна строиться с учетом знаний и технологий больших данных.
В своем докладе я хотела бы особое внимание обратить на такую сферу применения технологий Big Data, как противодействие терроризму. Терроризм продолжает представлять угрозы для международных и национального правопорядка. Так, в 2019 году зафиксировано около 1800 преступлений террористического характера. Уже в 2020 году этот показатель увеличился на 500 таких преступлений. В 2021 году он составил около 2200 преступлений. В связи с этим важно исследование тех способов, которые могут предотвратить преступления террористической направленности. Это всегда является актуальной задачей. Здесь я обращу внимание на использование технологий Big Data для предотвращения преступлений террористической направленности. Террористические атаки оставляют цифровые следы, исследуя которых возможно оптимизировать деятельность правоохранительных органов. И в настоящее время мы можем наблюдать совсем иной объем данных, которые аккумулируются посредством распространения интернета, умных устройств, социальных сетей и так далее. Правоохранительные органы посредством больших данных могут выявлять террористические сети, например, в интернет-сообществах, информацию о планируемых атаках, а также признаки вербовки и радикализации интернет-сообществ. В результате становится возможным остановить террористическое и экстремистское развитие в информационном пространстве. Указанные возможности показывают новые направления в сфере борьбы с терроризмом. Здесь следует сказать о возможностях, которые предоставляет Big Data для предотвращения терроризма. Во-первых, это прогнозирование места и времени совершения преступлений террористической направленности. Во-вторых, это прогнозирование рисков совершения преступлений террористической направленности определенным лицом. Однако здесь следует учитывать этические факторы профилирования. Допустим, выявлен несовершеннолетний, который по результатам профилирования с большой вероятностью совершит преступление террористического характера. Его в целях профилактики может посещать социальный педагог или психолог, однако указанное вмешательство может расцениваться как наказание за то деяние, которое лицо еще не совершило. Третья возможность – это выявление совершаемых преступлений террористической направленности в медиапространстве. На основе аналитики массовых публикаций, комментариев, реакций в социальных сетях или поисковых запросов возможно отслеживание связи между людьми. Выявим основные направления аналитики Big Data для предотвращения терроризма. Первое направление состоит в том, чтобы выявить образцы данной террористической деятельности, подготовки к ней, то есть выявить ту информацию, которая будет свидетельствовать о подготовке к совершению преступлений террористического характера. Здесь сложность заключается в недостатке информации различного рода, например, знаний биографии террористов, уверенность в тех данных, которые у нас уже есть и которые отфильтрованы в качестве таковых, которые свидетельствуют о терроризме. И различие в том, что вообще составляет понятие терроризма, исходя из различных источников. Таким образом, прогностическая модель на основе больших данных о террористической деятельности признается не совсем эффективным. Второе направление состоит в том, чтобы результаты аналитики обращать на поведение, в котором потенциально прослеживается террористическая направленность. Здесь, как уже было сказано, нужно обращать внимание на этическую составляющую вопроса. Хотелось бы обратить внимание на сложности внедрения Big Data в целях противодействия терроризму. Во-первых, это технологическая сложность. Эта проблема выражается в отсутствии необходимых хранилищ в целом в технологическом состоянии обеспечения правоохранительных органов. Во-вторых, это недостатках кадров со специальными навыками в области IT. Прежде всего, это касается навыков и умений самих сотрудников правоохранительных органов. В-третьих, это доступность данных как с организационной, так и с правовой точки зрения. Аккумулируемые данные могут быть персональными, они могут носить трансграничный характер, подпадать под юрисдикции других государств, могут присутствовать иные проблемы правовых режимов таких данных. И в-четвертых, это специфика данных в области терроризма. Говоря о последней сложности, здесь ученые выделяют следующую триаду проблем такой уникальности данных в области борьбы с терроризмом. Во-первых, это так называемое проклятие соразмерности. Оно заключается в том, что для обучения необходимо многообразие данных, которые мы получаем из террористических атак. Но чем более многообразный и массивный набор данных, тем менее точные в результате вот эти данные аналитики.
Вторая проблема – это дисбаланс классов. Он заключается в неоднородности и разнообразии входных данных, на основе которых проводится обучение. Машинное обучение должно исходить из равных долей правомерного и террористического характера, однако террористических данных не так много, а уменьшая блок нетеррористических данных, больших объемов очень сложно достичь. Что касается ложности корреляции, то это возникает из многомерности данных, которые аккумулируются в сфере национальной безопасности. В результате формируются такие корреляции, которые не всегда обладают причинно-следственной связью, они лишь засоряют алгоритм. Например, была выявлена связь склонности к совершению преступлений террористической направленности с желтым цветом обуви у человека. Многие из вышеуказанных проблем носят технологический характер, и их решение видится в содействии разработке информационных технологий в государстве, в стимулировании лиц обучаться в сфере IT, создавать новые продукты и совершенствовать имеющиеся. Это могут быть как экономические, так и социальные меры, например, льготы, гарантии, а также образовательные меры. Так, например, представляется необходимым увеличить количество бюджетных мест в каждом регионе для получения высшего образования в сфере IT с возможной обязанностью в таком случае по распределению отработать определенный срок в пределах территории того субъекта, который профинансировал обучение данного лица. Итак, подведем итог. Правоохранительные органы, особенно зарубежных стран, в настоящее время используют общедоступную информацию, открытые данные, информацию социальных сетей, интернет-сообществ, в том числе для борьбы с терроризмом, а также с другими преступлениями. Применение технологий Big Data в настоящее время сопровождается многими проблемами правового, организационного, экономического, кадрового и других характеров. Однако постепенное решение данных проблем позволит, на наш взгляд, противостоять различным угрозам безопасности. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Элеонора Игоревна. Если нет вопросов... Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Ну, пока нет вопросов. Если что, позже можете задать или нам написать. Мы продолжим тогда дискуссию. И слово предоставляется Путинцеву Андрею Владимировичу. Это кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Казанского Приволжского федерального университета. Тема тоже чрезвычайно интересная. Публичные мероприятия виртуальной реальности, прогнозирование проблем правового регулирования. И подготовиться Смирновой. Включить микрофон. Так, добрый день, уважаемые участники конференции. Есть презентация, да, спасибо большое. Проблема на самом деле довольно интересная. Можно, пожалуйста, следующий? У меня есть кликер, прекрасно. Так, куда его? Видимо, куда-то в другую сторону, да, по всей видимости. Почему-то не получается ее листать. Или сюда ее? Так или... Так, ну ладно, я думаю, мы можем начать, да, чтобы не задерживать время. Очевидно, что... Да, отлично. Публичные мероприятия – это очень важное демократическое право, да, свободу на эти мероприятия, поскольку в общем-то, государство должно всячески содействовать реализации различных форм демократии. Это является наиболее понятной формой. Да. Позволю напомнить вот легальное определение из данного нормативного акта. Публичное мероприятие – это открытое, мирное, доступное каждое, проводимое в определенной форме акция, осуществляемая в том числе с использованием транспортных средств. Да. И цель этой акции – некая публичная коммуникация, да, которая направлена на формирование тех или иных мнений о тех или иных важных актуальных проблемах. Так вот, если мы посмотрим на легальное определение, здесь вынес определение собрания, митинга, демонстрации, да, соответственно, на следующем слайде представлены шествия и пикетирования, мы увидим, что практически все эти формы связаны с определенным параметрами физического пространства. То есть мы здесь видим либо совместное присутствие, да, как определенный признак, либо совместное прохождение. Да, если мы говорим о шествии, это движение, и пикетирование – это форма без движения. Выражение «цифровое пространство» является прекрасной метафорой. Да, вот мы там часто
часто в учебниках находим правовое пространство, да, но мы знаем, что это метафора. Проблема цифрового пространства в том, что там можно воспроизвести пространство, в общем-то, реальное, да, и это делает правомерную постановку вопроса, можно ли говорить о симуляции публичных мероприятий в виртуальной реальности. Причем не в плане наличия информации, да, то есть у нас в социологии, да, в политологии считается, что митинг имеет как бы два измерения. Одно измерение – это событие, то есть что, нечто, что имеет место в реальной действительности. Второе – это некое сообщение о том, что вот в результате этого события было выражено определенное мнение, некий факт, который распространяется по социальным сетям, да, соответственно. Так вот, все какие-то события в интернете, распространение информации в интернете регулируется исключительно как некое сообщение, да, соответственно. И игнорировались моменты, связанные с тем, что это может представлять собой события. Так вот, цифровое пространство позволяет действительно воспроизвести митинг в социальных сетях, да, либо на каких-то платформах именно как событие. В реальной действительности, да, в нашей физическом пространстве ограничение митингов как события сводилось, по сути дела, к двум основаниям. Первое – это если мы мешаем кому-то реализовывать другие права, да, в физическом пространстве. Второе – если мы создаем угрозу безопасности участникам митинга, тоже физической, ну, там слишком мало места, например, да, либо мешаем кому-то пройти к какому-то дому. Поэтому митинги и другие публичные мероприятия могли быть ограничены. В виртуальной реальности таких оснований для ограничения в принципе отсутствуют. Да. Остается ограничение для качества распространения какой-то запрещенной законом информации, да, но это некое вот универсальное требование. Да. В принципе, закона. Да? Поэтому перевод митингов и других публичных мероприятий в онлайн-форму позволит, в принципе, добиться большей инклюзивности, большей вовлеченности людей. Но возникает вопрос, вот эти вот конструкции, насколько они применимы, можно ли их изменить? Это как раз те самые проблемы, о которых я говорю. То есть вот постановка вопроса, возможно ли эти мероприятия в публичном пространстве и насколько применимы эти конструкции к регулированию. Соответственно, вот есть некие критерии этих акций, да, то есть, например, открытость и доступность каждому, да, минус. Ну, смотрите, у нас все платформы тем или иным образом кому-то недоступны, да, у человека может быть не быть интернета, у него может быть определенные финансовые, да, издержки. Одновременно митинг открыт вообще каждому, в том числе иностранным гражданам, да, для организации, ботам, искусственному интеллекту. Это вызовет массу проблем, да. Плюс отсутствуют географические барьеры. Я могу, находясь где-то в Майами, поучаствовать в митинге применительно к проблеме Казани. Но с другой стороны, является ли это моей проблемой? Может быть, суть митинга в физическом пространстве именно в том и состоит, что приходить должны те люди, которые вовлечены. Вот этот вопрос. Мирный характер, он в виртуальном пространстве позволяет, в общем-то, соблюдаться, да, за счет того, что мы физически не можем причинить никому вред, но вот психическое насилие мы использовать тоже можем. Да. Вопрос, насколько виртуальная платформа позволяет гарантировать мирность характера. Способна ли привлекать внимание событий в виртуальном пространстве? Тоже вопрос открытый. С одной стороны, видим картинку с публичным мероприятием, сотни тысяч людей, прекрасно создается ощущение силы вовлеченности. Если мы видим некое количество таких же цифровых аватаров или там количество просмотров и лайков, есть ли этот самый эффект, да, или нет, тоже вопрос открытый, да, соответственно. Как это соотносится с традиционными публичными мероприятиями? Ну и очевидно, что использование наглядной агитации в онлайн-форме намного более упрощено, чем в онлайновом режиме. Да. Вот те проблемы, которые здесь я выношу, они тоже, в общем-то, вынесены. Известная проблема анонимности, да, идентификации участника тоже, она продолжает существовать в рамках цифрового пространства. Кроме того, здесь правила платформ тоже создадут определенное конкурирующее правовое регулирование, да, то есть некие уточнения. Что из этого можно сделать? Да, какие выводы? Буду, в общем-то, наверное, завершать, да, в интересах всех участников, всех здесь присутствующих. Но, вероятно, это потребует абсолютно специфического регулирования. Определенно требуем положения про физическое пространство. Аналогия уместна, но она без адаптации скорее принесет больше вреда, чем пользы. И возможное решение – это создание определенного виртуального гайд-парка, да, то есть некой платформы государственной, вот как раз говоря о платформах, которая позволит бы обеспечить доступ, обеспечить контроль, да, предоставить права модераторов организаторам, да, мероприятия, каким-то образом распространить информацию об этом мероприятии для потенциальных участников. То есть здесь тоже есть куда работать. По сути дела, этот доклад представляет собой такой вариант правовой футурологии с постановкой проблем, но как минимум вот та небольшая литература, которая сейчас
сейчас есть на этот счет, да, в научной нашей, в общем-то, в науке, да, она позволяет говорить о том, что эти проблемы есть и они требуют решения. Надеюсь, эти решения будут найдены. Вот такой коротенький, но тем не менее, на мой взгляд, актуальный доклад. Спасибо за внимание, которое вы ему уделили. Спасибо за краткость. И вы один из немногих докладчиков, кто вложился в регламент. Спасибо. А вопросы, пожалуйста, есть? Ну, пожалуйста. Вот я как раз и говорил о том, что смысл согласования в том, что это может помешать кому-то, да, реализовывать свои права. Наше мероприятие, если мы ее проводим в онлайне, да, как таковой смысл согласования теряется. Да. Есть вопрос целей противоправных, да, законодательства. Вот в этом плане, да, его нужно поднимать. Мы должны урегулировать это как некое сообщение. Поэтому, ну, наверное, возможно, но еще есть вариант согласования с кем? С государством или с администраторами платформы, например, если мы в какой-нибудь онлайн-игре в виртуальном мире это проводим. У меня голоса хватает вроде. Нет, просто вас тогда дистант не слышит, если без микрофона. Хорошо. Я повторю для тех, кто нас по сети слушает. Возможно ли, вот с точки зрения той футурологии, которую вы рассказали, чтобы у нас были отдельно согласованные мероприятия виртуальные, например, где мы через госуслуги будем заходить и там митинговать? Или у нас, может быть, будут какие-то нелегальные площадки, где мы, ну вот, неким нелегальным образом будем митинговать, что-то экстремистское рассказывать, и если это будет происходить, то что с этим делать? Ну, как вот в физическом пространстве, да, есть условно легальные и нелегальные площадки, есть определенные места, где публичные мероприятия запрещены, да, ну, наверное, там, возможно, именно такая история. Что с этим делать? Ну, как всегда, либо регулировать на уровне кода, да, то есть уничтожать эти как-то площадки, блокировать к ним доступ, либо регулировать по типу разработчиков, то есть воздействовать на администрацию, да, этих нелегальных площадок. Но вообще, мне кажется, интереснее постановка вопроса, вот митинг, да, нелегальный, он плох тем, что может выплеснуться на улице, да, соответственно, и помешать многим людям реализовывать свои права. Вот я бы видел большую угрозу, если вот эти вот вопросы выплескивались бы за пределы этого условного гайд-парка, да, про который я сказал, условно говоря, в какие-нибудь общие социальные сети, в поисковики и так далее. То есть вы открываете ваш поисковик, да, а вам там хакер предлагает трансляцию на вот это некое нелегальное мероприятие, которое вы не хотели видеть, и при этом блокирует доступ к той информации, которую вы запрашивали у поисковика. Разрешите мне немножко по этому поводу сказать? Просто 19 сентября, в понедельник, у нас в Совете Федерации проходил круглый стол «Правовое регулирование метавселенных». Как раз про виртуальное пространство. Ваш покорный слуга там принимал участие, и сегодняшний вот наш пленарный, один из наших пленарных докладчиков, Незнамов, он был модератором этого круглого стола совместно с сенатором. Да. И как раз мы там говорили, как бы пришли к общему знаменателю в том плане, что необходимо создание государственной метавселенной, где будет государство иметь возможность выстраивать в код сразу какие-то ограничения нужные, и как раз про вопросы идентификации в метавселенной, ну, то есть в виртуальном VR-пространстве и так далее. Ну, а мы, в свою очередь, научное мероприятие 16 сентября форсайт-сессию проводили в метавселенной у нас в Саратове. В VR-шлемах были уважаемые профессора, и, кстати, и в Туле, и в Москве, и было достаточно любопытное мероприятие. Пользуясь, извините, случаем, приглашаю всех присутствующих на 24-25 мая. Мы опять будем проводить конференцию 4-ю, и там тоже дадим возможность, ну, то есть одно из мероприятий конференции будет в VR-пространстве. Спасибо. Спасибо. Так, мы продолжаем. Да. Если можно, уж тогда тоже реплику. Вот в вашей дискуссии звучали неоднократно легитимные, нелегитимные.
Ну, то, что запрещено, понятно, это распространяется и на эту сферу, наверное, призывы, терроризм там или иные призывы противоправные или негативное воздействие. Это все публичная сфера. Честно говоря, мы-то, когда предоставляли слово вот последнему выступающему, мы имели в виду немножко другое. Когда речь идет о публичных мероприятиях, все-таки мы думали, на каких платформах, с какими технологиями будут работать эти вот возникающие сообщества. Нас интересовала больше эта тема. А такой вот немножко другой дискурс возник, хотя эти вопросы и не урегулированы, но на самом деле, я думаю, понятно, что легитимно, нелегитимно, в чем содержатся призывы противоправные. Мы тут эту тему как бы не планировали немножко обсуждать, поэтому вот немножко другой ракурс. Но, тем не менее, спасибо за то, что вы этот вопрос подняли. Хотя, мне кажется, там на сегодняшний день все, что не урегулировано, должно быть урегулировано. Это однозначно. Спасибо. Ну, у нас пока вообще все, что не запрещено, все разрешено. Зачем ты это сказал? Зачем? Ну, вот так. Да. Так, ну хорошо. Следующему слову предоставляем Смирновой Елене Евгеньевне, кандидату экономических наук, доценту Департамента налогов, налогового администрирования, факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Российской Федерации, правовое регулирование, применение цифровых технологий при осуществлении налогового контроля. Подготовиться попросим Чеботарева Владимира Евгеньевича. Вы будете выступать, нет? Следующий. Можно попросить презентацию? Да, спасибо. Итак, что же у нас происходит в налоговом контроле и почему этот вопрос очень важный на сегодняшний день? Более 80% всех доходов бюджетов собираются именно Федеральной налоговой службой, и поэтому проблема, она в настоящее время очень серьезная, как собрать эти доходы в полной мере. Два направления: или побудить налогоплательщика добровольно исполнять свои налоговые обязательства, что сейчас является таким очень принципиальным направлением работы налоговых органов, или, с другой стороны, традиционно осуществлять налоговый контроль, проводя налоговые проверки. И в чем же возникают проблемы? Вот вы видите, что проблемы больше всего, где увидят налогоплательщики, там, где с них будут собирать больше всего, то есть в выездных налоговых проверках. Что интересно, что не в Москве наиболее высокие показатели. Последние данные говорят о том, что это Санкт-Петербург. В среднем по России менее 60 миллионов рублей на одну проверку. Каким образом обеспечиваются эти поступления и где там работают технологии? Это и работа с Big Data, в первую очередь, это та система АИС-налог 3, которая осуществляет все администрирование в сфере налогов. И вопросы огромного объема данных, информации, достоверности, это все, чему соответствует данная система. Что же наиболее проблемное, где мы видим действительно те формулировки, о которых все знают, но каждый понимает по-своему? Это, безусловно, предпроверочный анализ, это работа с необоснованной налоговой выгодой и контрольно-аналитическая работа. Также это АСК НДС-2, которая всегда очень волнует налогоплательщиков. Что здесь нужно сказать? Что мы не видим отражения в налоговом законодательстве, в первую очередь в налоговом кодексе, всех этих формулировок, хотя на самом деле, если вы посмотрите публикации, это очень часто обсуждается как достаточно известный момент, но тем не менее два направления. Одно направление — мы пользуемся письмами ФНС. Как вы понимаете, это не может для налогоплательщиков быть последней инстанцией. Или второй вариант — мы пользуемся судебной практикой, выводами, которые там содержатся, но это тоже не является конечной во многом инстанцией. И что мы поэтому видим? Мы видим, что предпроверочный анализ предполагает определенный
алгоритм доначисления, который нигде не прописан, но тем не менее он работает, и налоговые органы работают именно с этим алгоритмом. Я не буду подробно останавливаться на расчетах. Почему? Потому что, как вы знаете, мы делали статьи, и как раз в этих статьях все написано достаточно подробно, как это рассчитывается и что здесь мы видим на выходе. Еще очень большое направление – это контрольно-аналитическая работа. Опять-таки мы не видим в законодательстве тех формулировок, которые на самом деле встречаются. То есть это и работа с контрагентами, это и работа с банковскими документами. И опять-таки возникает проблема, что формулировка налоговые риски, налоговая выгода – это то, что каждый трактует немного по-разному. Также самые сложные вопросы, как оценивать дробление, как оценивать понятие однодневок, как оценивать понятие убыточных организаций, потому что на самом деле вопросы заключаются в том, что очень часто одни и те же дела решаются абсолютно по-разному, и вы прекрасно знаете, что мы можем смотреть разную судебную практику, где фигурируют одни и те же формулировки, но решения противоположные. И что еще тоже возникает на практике, я могу сказать, как независимый эксперт, который очень много в налоговых органах бывает и работает, это понятие персонифицированных доходов, это понятие добросовестного налогоплательщика, это понятие осмотрительности. Да, сейчас есть письмо ФНС, в котором очень подробно прописано, как проявлять осмотрительность, но опять-таки официальная позиция и судебная позиция по этому поводу, она очень дискуссионна. Поэтому на сегодняшний день, конечно, наиболее оптимальный вариант – это все-таки привести некие трактовки в налоговом кодексе для того, чтобы возникало меньше судебных и, соответственно, налоговых споров, и чтобы налоговые плательщики не, скажем так, не испытывали определенных затруднений. Ну, вкратце это все. Если есть какие-то вопросы, потом буду готова ответить. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Спасибо. Да, спасибо большое за доклад. У меня вопрос. А как вы считаете, а чем обусловлено то, что соответствующие изменения не вносятся в налоговый кодекс? Например, если мы возьмем налоговую выгоду, которую так и не внесли, несмотря на то, что долгий период времени она применялась. И тот же самый допроверочный анализ и многие категории, которые вы сегодня озвучивали, да, до сих пор не получили. Да, это вопрос очень интересный. И еще буквально лет 15 назад мы были в Госдуме, когда обсуждали некоторые такие позиции с Макаровым, всем известным, да, и он как раз сказал о том, что никто никогда не сможет сформулировать это конкретно, настолько однозначно, чтобы потом не возникало каких-то дискуссий. Ну, видимо, это до сегодняшнего момента такая же ситуация остается в плане проблем к однозначности трактовок. Но будем надеяться, что-то изменится. Спасибо. Да. Спасибо большое. Следующий Чеботарев Владимир Евгеньевич. Предлагаем слово кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой, очень интересное название, морское право и международное право Российского университета транспорта. С докладом «Вопросы правового обеспечения избирательной информационной кампании в современной ИКТ-среде». И подготовиться прошу Курякову Венеру Феридиновну. Есть, да? Все. Ну да, избирательное право, да, то есть мы, да, мы немножко подкорректируем, ну, начнем об избирательном законодательстве, да. На сегодняшний день, если мы берем ту часть избирательного законодательства существующего, которая связана с информационными, значит, процессами, да, то она, конечно, на сегодняшний день выглядит так, как будто законодатель ну, относится к настоящему времени, как будто бы оно существует 20-25 лет назад. Да? Это в части и перечисления средств массовой информации, да, и в описании субъектов, которые действуют в этой среде. Это, конечно, приводит к выводам, что нужно, конечно, очень серьезно, как минимум, реформировать, да, может быть, это в виде кодифицированного акта избирательного, да, кодекса, например, да, который будет включать комплекс
статей, связанных именно с информированием, с информационным воздействием на аудиторию. Да. На сегодняшний день это, с моей точки зрения, большая проблема. И ну, понятно, что избирательное законодательство в этом смысле не является уникальным. Да, такие же проблемы и в других сферах. Да. И вот я изучал этот вопрос и не только нашей страны, но мы понимаем, что это, по сути дела, ну, вызов и угроза суверенитету, да, государства, суверенитету, процессу, да, формирования органов государственной власти и местного самоуправления. Это ну, такой сегодня момент краеугольный. Да? И в этой связи можно, опять же, такой вопрос поставить о том, насколько право должно быть, ну, быстро реагировать на разные, на изменяющиеся внешние условия. Да? Вот на сегодняшний день мы свидетели, да, там, ну, годичной давности, да, начала составления реестра социальных сетей Роскомнадзором. Да? Значит, у нас появляется, надеюсь, в каком-то ближайшем будущем появится регистр населения, да, который упростит многие процессы, да, и автоматизирует. Но, конечно, может быть, это надо было сделать еще 10 лет назад, да, тогда бы мы бы, может быть, избежали вот тех проблем, которые сегодня существуют. Дальше. Ну, законодатель, ну, как бы традиционно, да, очень пренебрежительно относится на сегодняшний день ко многим сферам. Да, вот 10 лет назад законодатель говорил, что вот здесь вот у нас реальная жизнь, а здесь социальные сети. Да? И вдруг оказалось, что социальные сети и вообще современная информационная среда, она, собственно, заключает львиную долю, большую часть вот всех наших взаимоотношений, правоотношений, которые возникают. Да, и сегодня, ну, этот процесс, он продолжается. Да? Мы сегодня тоже можем отметить, что ну, есть некая недоработка, да, такие правовые лакуны, пустые места, да, в ряде сфер, и не только избирательного законодательства. Да. Вот у нас о цифровой валюте сегодня очень много говорили. Да. Ну, понятно, что что-то появилось у нас по поводу криптовалюты. Да. Центробанк проанонсировал цифровой рубль. Да. Есть еще другие виды валют, да, которые, вот, например, присутствуют уже сегодня в жизни людей, да, это, например, валюта виртуальных миров, игровых миров, да, они сегодня уже имеют котировки и торгуются на ряде крупных бирж, да, но у нас пока они как будто бы не существуют, да, в правом поле, мы как бы их где-то привязываем ну, к некой традиционной цифровой валюте, но специального вот, регулирования, да, эта сфера не имеет. Вот что касается непосредственно информационных процессов в избирательном процессе, да, то, ну, конечно, на сегодняшний день формирование убеждений, предпочтений, да, оно происходит именно в цифровой среде, в социальных сетях, в мессенджерах, на разных форумах. Да. У нас у каждого, ну, потребителя информации есть определенный пул источников информации. Да. Не все, может быть, грамотно могут, да, ну, определить этот пул для себя. Это тоже одна из проблем, да, вот информационной безопасности личности, да, когда, ну, люди, потребители не могут, так сказать, верифицировать, не могут, ну, что называется, определить, да, насколько доверенная зона, да, информационная присутствует в их среде и насколько, так сказать, им можно доверять. Да, и поэтому мы здесь, ну, видим очень большой простор для манипуляции. Ну, а совсем, так сказать, последний, да, то, о чем как раз коллеги предыдущие говорили, это появление объектов, да, со свойствами субъекта в информационной среде, да, виртуальные личности, так называемые, да, которые уже и запатентованы, и в том числе и на нашем российском русскоязычном сегменте информационных интернета, да, они присутствуют, да, и действительно очень сложно идентифицировать, да, с кем мы имеем дело. Да, ну, эти личности, они, опять же, эволюционируют очень быстро, да, и с появлением все больше, более сложных таких личностей, которые могут, например, выглядеть в виде, ну, или значит,
обладать такими антропоморфными свойствами, да, причем они могут нам напоминать или быть некой цифровой копией какого-нибудь известного политика, в том числе там умершего или существующего ныне, да, обладать его харизмой, если при этом достаточно в цифровой среде его как бы отпечатков, да, его голоса, его манеры, коммуникации, да, ведения диалога, там, речи и так далее. То есть можно, в принципе, создать такую цифровую копию, да, которая уже будет совершенно существовать вне связи, да, со своим прототипом и может служить целью, соответственно, воздействия на аудиторию. Будет это эффективно. Но я думаю, что вот такие виртуальные личности, они найдут свою аудиторию, да, и будут на нее влиять без всяких сомнений, судя по тому, как это все происходит. Да, а здесь мы говорим, и возникают сразу же проблемы права на эти образы, да, в том числе умерших там, или живущих политиков, вообще известных личностей. Но это может быть и образ, скажем, несуществующего, да, мифологического образа, или вообще уникальный образ, созданный искусственным интеллектом, да, который будет на основе там, своего развития что-то формировать. И здесь тоже нужно разграничить, потому что коллеги очень много говорят о том, что искусственный интеллект, правосубъектность, здесь возникает вопрос об ответственности, да, и вопрос о том, какой искусственный интеллект. Да. То есть принято делить там, сильный и слабый искусственный интеллект. Сильного искусственного интеллекта, то есть того, за которым нет слова алгоритм, написанный программистом, да, сегодня пока не существует. Поэтому как бы мы ни говорили о том, что искусственный интеллект может самостоятельно что-то там делать, да, в любом случае он это делает только исключительно по написанному алгоритму, который прописал программист. То есть есть там некое ощущение рандомности, случайности, да, некое ощущение какого-то выбора и естественности, но это наше психологическое восприятие образа вот такой виртуальной личности. Да, а тот искусственный интеллект, который появится в ближайшем будущем, я с этим согласен, может быть, это будет связано и, скорее всего, связано с появлением квантовых уже компьютерных систем, да, и их возможностей, то, конечно, формирование вот такой личности, оно уже будет не связано с тем, что написал программист. Да. Искусственный интеллект получает информацию извне, на основе этого сам себя перепрограммирует, и то, что мы получаем, еще неизвестно, что это будет, да, и как это будет существовать, влиять на окружающие умы, что называется. И в этой связи, когда тоже дискуссионный, очень понравился мне вопрос предыдущей коллеги, да, когда спросили, а что касается творчества искусственного интеллекта. Да? Но мы тогда должны базовые вещи сразу определить, чтобы вообще на эти темы разговаривать. А творчество – это что? Это атрибут личности человека. Тогда нужно сразу же определиться единым образом, что такое человек и личность, да, соответственно. Но мы, опять же, с вами, возможно, имеем разные, да, видения. Кто-то скажет, это набор химических, там, физических процессов, да, и, соответственно, на выходе что-то мы имеем. Тогда, да, искусственный интеллект, наверное, который будет создан, который будет там, повторять какие-то процессы, да, он будет сопоставим с человеком. А если человек – это нечто большее, да, что-то трансцендентное, то, соответственно, этот вопрос он уходит вообще за плоскость, в том числе и этики, наверное. Да? То есть несколько тезисов, которые я хотел предложить со своей стороны для размышления, может быть, дискуссии, чтобы много времени не занимать, на этом закончу. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Тревожное такое сообщение, да? Когда они себя все перепрограммировать будут, и вообще все это неожиданно совершенно. Вы нас повергли прям. Цифровые аватары свои. Алармизм такой у нас теперь. Будем беспокоиться. Да, пожалуйста. Спасибо. Курикова Венера Фердинандовна, да, советник юстиции, преподаватель кафедры земельного, градостроительного и экологического права Уральского государственного юридического университета имени Яковлева. Тема к вопросам правового регулирования пользования информацией об объектах культурного наследия. Пожалуйста. Да, там сейчас хочет. Так, подготовиться Осипову Михаилу Юрьевичу. Уважаемые коллеги, бережное и рациональное отношение к объектам культурного наследия – это, наверное, уже неоспоримый тезис, но хотелось бы вместе с тем отметить, что
Точнее, приходится констатировать тот факт, что действующее нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся именно объектов культурного наследия, некоторые его правила были установлены 20 лет назад, и они отстают от требований современности. В 2021 году, по информации Всероссийского общества охраны памятников ВАУ-ПИКа, был создан перечень, где вошло более 700 объектов, которые нуждаются в научно-реставрационных работах в первоочередном порядке. Туда вошло более 55 субъектов страны. И эти сведения были сформированы на основании предложений региональных ВАУ-ПИК, также представителей местных органов самоуправления и консультаций экспертов. Количество. Вот эта самая статистика, она позволяет нам судить о ситуации, о наследии как в отдельных регионах, так и в целом в России. Среди лидеров по количеству объектов это Севастополь, Свердловская область. Правовое регулирование пользования информацией об объекте культурного наследия напрямую связано с соответствующим правовым режимом. По моему мнению, в содержание правового режима информации об объектах культурного наследия можно включить следующие элементы. Это категория историко-культурного значения объекта, права и обязанности владельца или пользователя информации, технологические особенности материального носителя информации и статус самого памятника. То есть если мы будем говорить именно о стадиях выявления таких объектов. В связи с этим сформулируем ряд спорных вопросов, касающихся оборота информации об объектах культурного наследия. Это легальное определение информации об объектах культурного наследия, разграничение собственности на информацию об объектах культурного наследия, предоставление исчерпывающей информации и стадии появления и преобразования информации об ОКН. Очевидна необходимость исследования указанных кейсов. Необходимо отметить, что общепринятые межотраслевое понятие вообще под информацией понимаются сведения, независимо от формы их представления. Отраслевым законом 73-м определяется именно через перечисление сведений объектов культурного наследия информации, содержащихся в специальном государственном реестре. Это наименование объекта, местонахождение, категория, фотографии, паспорт, границы территории объекта культурного наследия, зоны охраны, защитные зоны и сам паспорт объекта культурного наследия. Обращает внимание на себя тот факт, что в перечень не вошли такие важные сведения об участке, на котором расположен сам объект. Это функциональная зона, территориальная зона, категория земли, вид разрешенного использования земельного участка. Хотя приведенные правовые инструменты, они являются самостоятельными способами охраны исторических памятников и прилегающих территорий. С учетом широкого развития законодательства о памятниках, понятие информации об ОКН, оно было существенно расширено на региональном и муниципальных уровнях. Хотелось бы отметить, что законодательно закреплено, то есть является самостоятельным способом охраны, например, отдельные земли историко-культурного назначения, в том числе земли объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации. Там деятельность может быть вообще запрещена категорически. В России действует классификатор видов использования участков, который включает в себя историко-культурную деятельность. Это тоже у нас является самостоятельным способом охраны, и он же будет являться дополнительной информацией об объектах культурного наследия. Такой пример. В правилах землепользования и застройки города Екатеринбурга, именно в территориальной зоне ЦС-2 предусмотрен один из видов разрешенного использования – это историко-культурная деятельность с характерным для него градостроительным регламентом. Становится очевидно, что приведенные сведения о земле, о градостроительных параметрах, месте размещения объектов культурного наследия должны относиться именно к понятию информации об объектах культурного наследия и включаться в единый государственный реестр. Ну, в отраслевом, например, пример Санкт-Петербурга, также одно из информации дополнительной об объектах культурного наследия, это можно отнести и особенности историко и современной структуры землепользования, о существующих зданиях, сооружениях, объектах капитального строительства и межевой план.
Подобное расширение понятия информации об ОКН является следствием объективных процессов развития общества, разворота публичных и общественных институтов именно к памятникам культуры, к деятельным результатам их жизни и запрос на сохранение таких объектов. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что исчерпывающее понятие информации об объектах культурного наследия в нормативно-правовых актах не сформировано. Вместе с тем, исходя из развития юридических инструментов, можно трактовать, что сведения о недвижимых объектах историко-культурного назначения, содержащиеся именно в реестрах органов государственной власти, а также иные источники, они обладают качественной, количественной, историко-культурной, историко-архитектурной, научной и той ценностью, которая может придать значение для истории и культуры России, равно она влияет на градостроительную деятельность и землепользование. Хотелось бы отметить, что информация признана самостоятельным объектом гражданских прав именно в 1994 году частью 1 Гражданского кодекса. Однако по мере развития гражданского законодательства почти через 10 лет эта информация была исключена из перечня, но вместе с тем мы ее увидели в результатах интеллектуальной деятельности. Неоднозначная юридическая природа информации нашла отражение именно в работах ученых-правоведах. Так автор Новицкий, он указывал, что в римском частном праве к сведениям, фактам, зафиксированным на материальном носителе, будут относиться так же, как к вещам оборотоспособным. По мнению Уральской школы, представителя Уральской, это Пучкова, информация не обладает качеством самостоятельного объекта гражданских прав, но вместе с тем он делает вывод, что видом экономических благ не вписывается в законодательную классификацию, которая предусмотрена 128 статьей Гражданского кодекса. Вместе с тем считает, что это результаты интеллектуальной деятельности. С этим, естественно, мы склонны с этим согласиться. Информация об объекте культурного наследия выступает частным случаем общего понятия информации. Она обладает всеми свойствами родового понятия, а также рядом свойств, которые характерны только для нее. Содержание информации зависит от особенностей ее получения, обладает ограниченной оборотоспособностью, так как может подпадать под режим конфиденциальности и доступа ограниченного. Информация предоставляется как публичная услуга и имеет такую возможность получения беспрепятственно. На информацию об объектах культурного назначения в равной степени можно распространить и регуляторные механизмы части 4 Гражданского кодекса. То есть право на получение информации об ОКН не зависит от права собственности и иных вечных прав на материальный носитель, в котором отражены соответствующие сведения. Переход права собственности на источник исторических данных не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на информацию об ОКН. К обороту информации об объектах культурного наследия не применяются положения закона о праве собственности и других вечных правах. И кроме того, владелец может распорядиться принадлежащим ему правом информации об ОКН или материальный носитель, в том числе путем передачи по договору. Приведенные правомочия не в полной мере соответствуют действующей редакции закона об ОКН в той части, поскольку там упоминается лишь право пользования. Соответствующая информация в установленном порядке. Иные права и обязанности неопределенного круга лиц не определены. По моему мнению, объем правомочий, связанных с доступом и оборотом информации об ОКН, как видом результатов интеллектуальной деятельности, следует обозначить в отраслевом федеральном законе. С учетом множества источников о культурном наследии информацию об ОКН возможно классифицировать по различным основаниям. По стадии выявления памятника, по категории историко-культурного значения, по форме владения, содержанию, по категории материального носителя, по возможности доступа. Хорошо. Не, это еще так. Ну, я свожу к тому, что вообще правовой режим, который оказывает влияние на порядок выявления ОКН, когда у нас не урегулированы права и обязанности субъектов, которые имеют этот доступ, как они передают эту информацию в государственные органы власти, то есть право пользования. Как только эта информация
передается государству, государство становится собственником. Эти все моменты не урегулированы, и вот эти стадии, они не отражены у нас и нормативно не закреплены в 73-м законе. Поэтому на всех стадиях необходимо, безусловно, еще имеет значение, то есть когда признается объект культурного наследия, и он уже становится в реестр, там все по-другому. То есть приобретается объект статуса и выявлено, потом в реестре уже объект культурного наследия. То есть все эти моменты сводятся к тому, что необходима цифровая трансформация правового статуса объекта культурного наследия и регулирование на федеральном и региональном уровне. То есть данный кейс необходимо заложить в нормативно-правовое регулирование, внести изменения в отраслевой закон об объектах культурного наследия и ряд нормативно-правовых актов именно с определением правового режима информации об ОКН. Все, можно я буквально два слова? Да, потому что уже надо вас останавливать давно, но мы с интересом слушаем, уж очень актуальная, интересная тема. Хотя единственное, вот мы тут все занимаемся информационным правом, вы-то нас уводите то в гражданское, то там немножко еще в целый ряд, да, земельное, во все. Только вы даже не говорите об информационном праве, которое базовое для всей этой сферы. Потому что вы путаетесь в сведениях и в данных, что-то там сведения, которые распространяются, а на самом деле эта информация немножко иного рода. Ну, да. Поэтому, а у вас на Урале, в вашем университете, есть замечательная школа информационного права, которую возглавляет Петр Уварович Кузнецов. Знаете такую фамилию? Нет? Нет. Вот познакомьтесь, пожалуйста, просто передайте от нас Хорошо. большой привет, скажите, Полякова Татьяна Анатольевна велела мне к вам прийти на консультацию и посоветоваться. Вот вы диссертацию, да, вероятно, пишете, я так понимаю, да? Ну вот это чувствуется, потому что проблематика как бы такая острая с одной стороны, а с другой стороны, вот это еще раз подтверждает, как сегодня важны междисциплинарные вопросы. Там, с одной стороны, сведения, а базовой все-таки является для всего этого закон 149 об информации и информационных технологиях, да, о защите информации. Поэтому я вас просто призываю вот с Петром Уваровичем обязательно проконсультироваться, если что, мы там даже можем вам оппонировать, потому что тема, она в большей степени в области информационного права. У нас один молодой человек был в Институте государства и права, я не могу два слова не сказать, его, к сожалению, нет, он очень рано ушел, там 40 лет, да, Максим Кудрявцев, который делал замечательный доклад у нас на бачеловских чтениях и сказал, у многих это звучало сегодня, но он сказал главные слова, что информационное право должно стать дирижером в оркестре всей правовой системы. И мы вот это сегодня необыкновенно чувствуем. Вот когда люди начинают про финансовое, про налоговое, про банковское, ну, я, собственно, с этого и начала, что вот сейчас реформа научных специальностей будет, и в этом смысле применение цифровых технологий, конечно, вот это особенно ощутимая такая проблема. Все об этом говорят, но где-то должны мы договориться об общих понятиях, о терминологии. Будет ли это кодекс, будет ли еще что-то, будет ли какой-то вот расширяться. А он уже разросся и так. Вот в 2006 году был принят закон, он уже стал огромный. Ну, пожалуйста, Венера Федоровна, очень интересное ваше выступление, но вот это не забывайте. Все, ладно? Просто тема очень хотелось Потому что это не да. гражданско-правовые проблемы, это публичная сфера, это мы говорим о сохранении нашей культуры и объектов культурного наследия. Это государственная политика, по большому счету. Спасибо вам большое, вот просто эмоции вызвали. Можно вопрос к выступающей, пожалуйста? Да. Можно, да? Извините, что вы уже почти сели. По поводу тематики, вот вы сказали, всего 774 объекта, да, на России у нас, ну, выявленных. Это поставленные в реестр на реконструкцию в 2021 году. Ага. Ну, я к чему объектов-то говорю? больше, конечно. Объектов больше, да. И вот к вопросу, опять-таки, выявления, вы эту проблему тоже затронули, и затронули цифровизацию, что действительно это очень тесно взаимосвязано. И вот я бы, наверное, даже не как юрист, а как гражданка, которая
которое я бы хотела заявить о культурных объектах, да, о которых понятно, что неизвестно тем, кто эти реестры пишет. Вот как вы видите, допустим, гражданское заявление в упрощенном порядке именно вот для включения объектов в реестр? Как это можно инициировать и упорядочить? Вот, понимаете, здесь и получается, что некоторые граждане, субъекты могут злоупотреблять, неурегулированно субъекты могут злоупотреблять, и они могут передать эту информацию, могут не передать. Вот об этом. А если... Так подождите, это хорошо, если мы с вами порядочные граждане, и мы отдаем информацию. А есть те, которые эту информацию сохранят и продадут потом, понимаете, кому-то. Вот и все. И она не дойдет. А это уже информационная безопасность еще пошла, кроме всего прочего. Все, о стадиях выявления имеет значение, о субъектном состоянии. Венера Фердинандовна, спасибо вам огромное. Присаживайтесь. Да, слово мы предоставляем Осипову Михаилу Юрьевичу, это у нас на связи, да, ВКС, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Международной полицейской академии ВПА, город Тула. К вопросу о классификации цифровых технологий в публично-правовой сфере. О классификации цифровых технологий в публично-правовой сфере. Что же такое цифровые технологии в публично-правовой сфере? На наш взгляд, существуют различные определения этого. Но на наш взгляд, цифровые технологии в публично-правовой сфере — это прежде всего некие программные комплексы, которые позволяют достичь субъекту права определенных целей в сфере публичного права. Ну, наверное, мы технически сейчас не можем, вот там пытались наши коллеги наладить связь, выступать сейчас. Наверное, мы попробуем еще, но сейчас в таком попозже, потому что ни звука, ни изображения нормального у нас нет, к сожалению. Ладно, мы сейчас попробуем еще технически порешать эти вопросы, а пока слово предоставим следующему выступающему. Хорошо? Да. Спасибо. Я хотела уточнить. Муратаев Серикбек, вот как раз вас и хотели пригласить, Алпам Исович, и Файзрахманова Лейсан здесь присутствует, нет? Минуровна. Нет, не присутствует? Нет. Тогда... Давай слово дадим, да, пожалуйста. Да, Муратаев. Да, Серикбек, спасибо большое. Алпам Исович, да. Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые. Да, конечно. Я просто там, со временем я тоже там модерирую, поэтому очень спешу, там ждут, да. Спасибо огромное. У меня тема посвящается вопросам роль цифровизации в правовом регулировании, оценки эффективности деятельности госорганов. На самом деле моя тема косвенно относится к цифровым технологиям, потому что именно публичная власть, их деятельность, существующие эти все министерства, госкомитеты, агентства и так далее, их деятельность, эффективность, как измерять, эффективно ли они вообще действуют. Вот этот вопрос предметом является моего изучения. И насколько мы полагаем, что раз уж цифровые технологии развиваются, можно будет воспользоваться этим благом, да, можно так сказать, хотя сегодня на пленарном заседании мой такой промежуточный вывод, что достаточно угроз от цифровых технологий тоже возможно. Ну ладно, от этого уже человечество не может избегать, раз уж нам надо, значит, как-то это приспосабливать, чтобы на благо это действовало, цифровые технологии. Значит, госорганы, их деятельность можно будет измерять с помощью цифровых технологий, мы так считаем. Вот это. Просто тут очень много, я не хочу опять-таки время ваше занимать, у меня тоже там обязательства поставили, поэтому хочу лишь сказать, что этот вопрос уже изучается на самом деле, как измерять эффективность деятельности органов государственного управления. Это не новая тема на самом деле, хотя для Узбекистана, хочу признаться, для Узбекистана, я из Узбекистана, для нас это новая тема. Сейчас у нас власть на самом деле старается каким-то образом то образование, то здравоохранение, то другое, так, по отдельности регулировать, то есть измерять эффективность. Но это на самом деле требует, я думаю, комплексного подхода.
не снизу, а наоборот сверху, как бы установить общие критерии. И поэтому в этом вопросе требуется научные исследования на самом деле. Нам известно, что в России этот вопрос уже изучается. Я не буду останавливаться, как я уже говорил, очень долго, потому что и в рамках электронного правительства, то есть создавать соответствующие критерии, индикаторы эффективности и обеспечивать их доступность для общего населения. Кто хочет узнать, насколько эффективно действуют те или иные органы государственного управления, просто зайти в сайт, либо создать специальную платформу. Кстати, сегодня на пленарном заседании лектор докладчик из Казахстана отметил, что, оказывается, в Казахстане уже есть. То есть оценка эффективности цифровых технологий внедрения. Можно такого рода платформу создать. И на сегодняшний день, уважаемые коллеги, на наш взгляд, Узбекистан на самом деле еще не полностью реализовал свой потенциал, потому что вот электронное правительство, по данным 2012 года, находится Узбекистан, прошу прощения, данным 2020 года на 87-м месте. И в основном это такой средний показатель. Впереди нас Кыргызстан, Казахстан и многие другие страны СНГ. Хотя в Узбекистане тоже есть огромный потенциал населения. То есть это означает не только просто население, 35 миллионов, а это очень много талантов можно найти оттуда. Поэтому пока что электронное правительство, не то что внедрение эффективности в цифровом порядке, пока что это вот идет на, скажем так, удовлетворительном уровне. Не могу сказать на хорошем или на высоком уровне. И нами предлагаются, предпринимаются, я уже сказал, подзаконные акты принимаются по выработке рейтингов и так далее, деятельности регионов. Даже недавно, в прошлом году, если не ошибаюсь, был принят не закон, а подзаконный акт о том, что измерять эффективность заместителей министерств. То есть возникает вопрос, почему заместители министерств? Вообще в целом надо смотреть на это. На деятельность министерства должны отвечать министры. И потом один приходит, другой приходит, уходит один, второй приходит. А в какую сторону изменяется система в целом, образование и так далее, все сферы. Значит, это необходимо измерять. Почему это надо измерять? Чтобы удовлетворять потребности граждан. Потому что уже 21 век, вот цифровую технологию мы говорим, развивается. Уже так не пойдет, как раньше, в основном удовлетворять интересы определенных групп, скажем так. Это уже невозможно. Народ все видит, народ все от социальных сетей, от всевозможных информационных, опять-таки, технологий, они получают информацию. Поэтому нужно создать такую систему, чтобы измерялась периодически эффективность деятельности тех или иных органов. Таким образом, обеспечить прозрачность органов государственного управления. С помощью такого подхода можно будет поднять, во-первых, экономику, потому что на эффективность они будут работать. В целом, про систему. И они завоевывают больше доверия населения, а это очень важно в современных условиях. И мы предлагаем принять, вот в этих странах, уважаемые коллеги, давно уже существует вот такой подход, то есть измерение эффективности госорганов. И они все, как мы уже сказали, прозрачные, доступные для любого гражданина, кто интересуется, чтобы проконтролировать, да, скажем так, правительство или госорганов и так далее. И мы считаем, что нужно принять закон об эффективности деятельности, об индикаторах эффективности, прошу прощения, об индикаторах эффективности деятельности госорганов. И там уже на основании научного подхода, скажем так, подразделять их, потому что есть социальные сферы в госорганах, социальные госорганы, такие как Министерство здравоохранения, культуры и так далее. Есть экономические госорганы, Министерство экономики, внешней экономики и так далее. Может быть, ихние параметры друг друга не будут подходить. Да? Вот все это надо учитывать. Есть органы административного
управления, такие как Минюст, Министерство обороны и так далее. То есть для них особый подход. Но надо создать такой единый общий закон, который во главе всего этого, то есть принципом всех деятельности всех этих органов является удовлетворение, проявление вообще интересов населения. Исходя из этого, например, Минздрав. Главной целью у Минздрава должна быть защита здоровья населения, предотвратить, то есть, снизить уровень смертности, ну и так далее, допустим. То есть направлено на человекоцентричность, как было сказано. Поэтому, уважаемые коллеги, я на этом буду завершать мое выступление. Считаем, что принятие такого закона, конечно, полностью не может решить проблему, потому что принять закон – это первый шаг. Может быть, 50%, 30% вопроса решать. Но также это требует меритократического принципа, подхода в подборе кадров, те, которые госслужащие будут работать. Это очень важно, потому что принять закон – это одно, как Отто фон Бисмарк говорил, да, с хорошими законами, но плохими госслужащими невозможно управлять государством. А когда законы не совсем хорошие, но госслужащие грамотные, вполне возможно эффективно управлять. Поэтому, опять-таки, это в конце концов остается за знанием госслужащих. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, я сама госслужащий с 40-летним стажем, поэтому хочу вам сказать, что, наверное, закон все-таки не об индикаторах эффективности, да, а все-таки надо вот какие-то меры сначала принять о совершенствовании эффективности этой, а потом уже в рамках этой работы индикаторы, потому что это такое, это очень сложная проблематика. Я просто... Спасибо. Да, спасибо. Да, конечно. Да. Итак, а мы продолжаем общение. И следующий у нас Заславская Надежда Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова с докладом «Информационное обеспечение в цифровом обществе на примере государственного экологического управления». У меня вопрос, и следующему приготовиться Шаймулину. Здесь у нас, да, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, модераторы, добрый день. Подскажите, пожалуйста, слышно ли, все ли хорошо? По-моему, мне не получилось запустить презентацию, если я правильно вижу. Но я заблаговременно направляла, может быть, удастся это технически решить. Нет презентации, да? Ну, тогда пока, может быть, этот вопрос решается, я бы хотела поблагодарить и вообще за саму идею организации такого форума, который объединил и теоретиков, и практиков, и юристов, и не только юристов, что, конечно, очень важно для такой актуальной темы. И хотела бы поблагодарить за то, что предоставили возможность выступить, учитывая, что очень большое количество желающих это сделать. Я постараюсь быть краткой. Ознакомилась с программой, что позволило сделать следующие выводы. К сожалению, вот по заявленной мной тематике, это экологическая сфера, из такого большого количества выступлений всего лишь заявлено 3 доклада, это чуть меньше 3%, хотя и экологическая повестка дня, и цифровая являются, конечно же, очень актуальными. Поэтому вот это первый акцент и внимание, которое я хотела бы сделать, что расширять научный и практический интерес к вопросам цифровизации надо и не только в частном правовом аспекте, но, конечно, и в публичном, где вопросы охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности являются крайне важными.
Информация. То, о чем сегодня очень много говорили и чему посвящено было практически каждое выступление, наверное, составляет основу, да, и цифрового, и информационного общества. Основу составляет, конечно же, и то, таким неким маркером является, что эта информация в огромном количестве, просто в невозможным для осмысления без цифровых технологий. При том, что в действующем законодательстве действующее законодательство, к сожалению, оказалось не очень на данный момент готовым к такому переосмыслению и роли, и места информационных процессов в правовой системе. Если мы посмотрим например, в системе, используя те же самые справочные системы, например, «Консультант Плюс», и забьем в поисковике слово «информация» или «информационное обеспечение», что тоже достаточно популярное словосочетание, то увидим более 25 тысяч документов, среди них около 300 федеральных законов, которые используют эту терминологию. Но при этом, что это такое, да, в плане как системы именно, например, информационного обеспечения, практически ни один нормативный правовой акт ответов не дает. Почему в тему доклада вынесено на примере государственного экологического управления? Потому что в экологической сфере право на информацию, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды – это одно из конституционных основ. И экологического права, экологического законодательства. При этом на данный момент точно не определено, что же мы относим к экологической информации, что даже при внесенном недавно в федеральном закон об охране окружающей среды термины и его легальное определение, к сожалению, не представляется возможным установить ни критерии информации, которая относится к экологической с точки зрения права, да, и информации той, которую обязаны предоставить органы государственного экологического управления, и информации той, которую собственно, праве требовать граждане, да, то есть реализовывая свое конституционное право. Экологическая информация, наверное, как и многое другая информация в современном мире, может группироваться, подразделяться по разным критериям. И в нашей области знаний традиционно она делится на статистическую и стратегическую информацию. Но и, к сожалению, на данный момент правовых основ, которые позволяли бы ее использовать именно в цифровом пространстве, не установлено. Мы много сегодня говорим о технологиях, это, конечно, очень важно, но хотела бы, завершая свое выступление, обратить внимание на то, что у юристов два, по сути, фактора, которых мы можем пользоваться, а можно их назвать и факторами успеха. Это правотворчество, и в этом направлении предстоит еще очень большая работа. И, конечно же, правоприменение, о чем сегодня уже говорили многие выступающие. На этом завершаю. Спасибо большое за внимание и за предоставленную возможность выступить. Да, молодец. Спасибо. Тоже идеально уложились в регламент. Что называется, и тему при этом сумели раскрыть кратко, четко основное содержание своей темы. Да, то есть Спасибо большое. Да, сочетание этих двух качеств, это, конечно, украсило ваш доклад. Спасибо большое. Так, продолжаем. Значит, сейчас мы приглашаем к выступлению Шаймулин Рустам Камильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Оренбургского госуниверситета с темой «Отдельные аспекты цифровизации правовых основ борьбы с коррупцией». И Волков Владислав Эдуардович подготовится. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Там только внесу поправочку. Доцент кафедры теории государства и права конституционного права. Спасибо большое организаторам за приглашение. Наши встречи на Казанской Явле тоже являются определенного рода знаковыми. В свое время это было
В 2004 году министерство проводило здесь конференцию, и у нас была как раз-таки проблема информатизации и проблема молодежи. Еще в тот момент, то есть эта проблема всегда волнует, и год цифровизации, я думаю, тоже будет успешным в этом плане. Итак, с точки зрения юриспруденции, когда мы слушали доклады на пленарном заседании, практически все выступали как с многоаспектным таким подходом, как вся наша социально-правовая действительность является такой вот многообразной, и любая проблема, какая бы ни поднималась, всегда описывая какие-то положительные направления, положительные итоги в своем логическом развитии, завершении, можно сказать, и каждый выступающий всегда через запятую ставил частицу «но». То есть положительное развитие в общественных отношениях заключается в этом, но нужно учитывать угрозы, но нужно учитывать какие-то определенные негативные явления. Что это доказывает? Еще раз, и та классификация, которая там была приведена, либертарианском направлении и таком вот консервативном направлении, я поймал себя на мысли, что все-таки, наверное, я отношусь к тому самому консервативному крылу, направлению своих исследований. Почему? Потому что мы, так же, как и профессор Лазарев здесь отмечал, в любом случае будем сталкиваться с той самой диалектической основой нашего развития, которая изначально присуща обществу да и всем процессам. То есть как со знаком плюс, так и со знаком минус мы будем их с вами учитывать, отражать, на какой бы уровень информатизации бы мы не переходили. В частности, хочу заметить, в свое время, в 2008 году, когда мы отчасти вносили лепту в развитие первого национального плана противодействия коррупции, то все это, его формулировки заключались вот именно в классических использованиях с точки зрения юридической техники этих формулировок, что такое коррупция, что такое борьба с ней, какие правонарушения должны быть там включены и так далее. И на этом, в принципе, все разделы были завершены. Но в новом национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 год появляется новая глава. Это применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанных с использованием цифровых технологий. И каждому специальному субъекту, это вы можете сами ознакомиться, Генеральной прокуратуре в частности, далее Следственному комитету, МВД, ФСБ, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с участием Министерства труда и социальной защиты ставится определенная задача по учету тех самых уровней цифровизации, которые достигаются в общественных отношениях. В частности, прием сведений о доходах, расходах, автоматическое хранение, их также и использование цифровой валюты отдельно указывается в новом национальном плане противодействия коррупции, что доказывает, что обязательно учет этих достижений он должен быть, так сказать, указан. Интернет-ресурсы и так далее, все это, так сказать, указано. Минфин, Центробанк. И что мы из этого видим? О том, что так называемый Lex de Futuro, то есть праве будущего, которым мы в недавнем прошлом столкнулись именно в условиях пандемии, когда COVID-19, у нас стали использоваться широко цифровые технологии среди широких слоев населения с целью упорядочить это движение. То есть попытки внедрения так называемого QR-кода для посетителей торговых центров, пассажиров общественного транспорта в ряде городов, вот Москва, Казань и другие такие резонансные моменты. То есть когда шла блокировка электронных проездных билетов для лиц пенсионного возраста и так далее, показала определенное очертание будущего формата этих отношений. То есть, соответственно, анализируя опыт проходивших попыток использования цифровых технологий в условиях прошедшей пандемии, можно сказать, что основу существования и развития общественных отношений
показывает, что такие явления, как информатизация, интернетизация, цифровизация, являются лишь ступенью в ряде обработки и передачи информации, как описывали в своих трудах специалисты кибернетики. Ну, вот одна из таких схем ступени обработки и передачи информации, классическая, которая давалась кибернетиком Авдеевым в свое время, она, Рифкат Фаизович, он один из моих учителей в этом плане, показывает о том, что уровень развития, здесь это отмечалось, когда показывались там правила дорожного движения 150-летней давности и так далее, да, действительно, мы показываем лишь степень этой обработки. Но цифровизация не может осуществляться без законодательного регулирования, а оно само уже не может обходиться без цифровизации, в том числе и без цифрового законодательства. Любая автоматизация подразумевает не только формализацию, унификацию, стандартизацию, но и устранение бюрократических барьеров, что у нас и касается коррупции. В свое время мы ратифицировали Конвенцию ООН 2003 года, в 2006 году, затем наша, так сказать, фаза перешла на другой уровень. Вот. Но сам генезис представления о коррупции, он также, мы его можем сопоставить и сравнить с уровнем развития цифровизации. То есть мы можем провести аналогию. Почему? Потому что, как было показано на прошлой схеме, это бурный рост начинается у нас примерно в середине XIX века. Также и генезис представления о коррупции мы тоже можем сопоставить. Также начинается с середины XIX века. Это формулирование новых требований к качеству организации, функционирования институтов власти. Далее идет развертывание Да. К теме. Хорошо. Хорошо, мы наоборот перешли с 21 века. Да, хорошо. В 21 веке у нас идет цифровизация антикоррупционных самих институтов, это антикоррупционные стандарты, экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов, декларирование доходов и расходов и так далее. Но сами ведущие ученые-конституционалисты, да, ну, в частности, Сурен Адибекович Авакян, он вопрошал тоже, почему при таком уровне общественных отношений, достижений, которые мы, так сказать, наблюдаем, тем не менее у нас присутствует и сама коррупция, и коррупция в условиях цифровизации, так скажем. Да. Хорошо. Цифровизация, да, в области. Ну, что хотелось бы сказать, да, что хотелось бы сказать, завершая выступление. В свою очередь, само развитие институтов, вот антикоррупционные институты, также аналогично и других институтов общественных отношений, которые подверглись цифровизации, как мы сегодня в многочисленных докладах уже услышали, она показывает то, что диалектическое развитие, да, вот самих общественных отношений и также будет вбирать в себе как уровни положительного характера, так и отрицательного характера на свои, так сказать, уровни вот этих вот достижений определенных. Цифровизация. Вы, наверное, докторскую пишете, я думаю. Спасибо большое за пошло. Да, я поняла. Поэтому я чувствую углубленность в некоторых вопросах. Но сегодня мы не совсем коррупционные вот составляющие все изучаем, а только каким образом мы противодействовать коррупции в этих современных условиях можем. Я так понимаю. Конечно. Это вывод блестящий. Вот последний этот слайд был очень хорош. Поэтому я вам желаю успехов в этом деле. И, конечно, тут есть возможности и механизмы противодействия коррупции таким образом значительно расширяться могут. Да, спасибо. несомненно. Открытость – это главный там принцип для этого. Да, так же, как и в избирательном процессе мы наблюдаем вот принцип тайности, его да, соблюдение абсолютно. И так далее. Много раз Нет, таких... проблему абсолютно вы правильно поставили. Вот это последнее мне очень понравилось. Я думаю, что вы это разрабатывать будете дальше с интересом очень большим, почитаем об этом. Спасибо большое за пожелание. Успехов всем.
Благодарю за внимание, до свидания. Спасибо, всего доброго. Да, замечательно. Следующий у нас Волков Владислав Эдуардович, Самарский государственный университет, доцент кафедры государственного и административного права. И приготовиться, Ахмедшин у нас есть? Значит, поскольку вы не были записаны в число выступающих, просто вообще Очень быстро, регламент да. вот 5 Спасибо минут, большое. постарайтесь уложиться. Я попрошу прощения, только Самарского национального исследовательского университета, Самарского госуниверситета больше не существует. Помимо того, что, уважаемые друзья, я должен представиться, Волков Владислав Эдуардович, доцент Самарского университета и магистрант одновременно факультета математики и информатики того же университета, кандидат юридических наук. Мое краткое выступление будет посвящено юридическому измерению искусственного интеллекта, силе и слабости электронных лиц. Обычно работа юристов, связанные с искусственным интеллектом, сопровождаются констатацией его определяющего значения для научно-технического прогресса и судьбы человечества в целом. Часто предсказывается перспектива замещения человеческого разума машинным, что, несомненно, должно повлиять на содержание права, повлечь его трансформацию, машинизацию, ну а в перспективе и избавление от пороков человеческой природы. Интересно, что подобные ожидания не подтверждаются специалистами в области технических и естественных наук. В технической литературе искусственный интеллект описывается как набор информационных технологий, которые способны помочь человеку в решении конкретных прикладных задач, однако не наделяющих машины сверхспособностями в сравнении с людьми. Поэтому правовую характеристику искусственного интеллекта, с моей точки зрения, нужно начать с признания того, что сам по себе термин «интеллект» не имеет однозначного и единообразного определения. Подходы к его толкованию различаются в зависимости от принадлежности интерпретатора к той или иной философской школе. Кроме того, современная физиология в принципе пока не дает исчерпывающего представления о механизмах высшей нервной деятельности человека. И эти обстоятельства не позволяют, на наш взгляд, определить искусственный интеллект на основе аналогии с проявлениями разума в живой природе. И поэтому использование терминов машинное обучение, искусственный интеллект, нейронная сеть оправдано в публицистике или в технической литературе, но использование их для целей правового регулирования может привести к ошибочным аналогиям с человеческим интеллектом. Но антропоморфное понимание интеллекта уже свойственно не только обыденному сознанию, а укоренилось в терминологическом аппарате правовых актов. Легальное определение искусственного интеллекта исходит из его способности имитировать когнитивные способности человека и из сопоставления результатов работы искусственного интеллекта с результатами интеллектуальной деятельности людей. Причем результаты интеллектуальной деятельности человека рассматриваются лишь как минимально допустимые для системы искусственного интеллекта. При описании технологии машинного обучения национальной стратегии развития искусственного интеллекта утверждается, что нейронные сети организованы по аналогии с человеческим мозгом, хотя в организмах животного мира масштаб и принципы деятельности мозга, а также связи и функции нейронов в нервной системе до сих пор в полной мере не выяснены. Возможно, что искаженное понимание искусственного интеллекта в отечественной доктрине не в последнюю очередь обусловлено утратой действительно смысла терминологии при переводе англоязычного термина artificial intelligence. В английском языке это словосочетание не имеет антропоморфной окраски. Противоречивость терминологии в изучаемой области признается и в программных нормативных документах. Например, концепция регулирования отношений в сфере регулирования искусственного интеллекта и робототехники, правительственная концепция, исходит из факта отсутствия однозначности понимания терминов искусственный интеллект, робот, умный робот, робототехника. И для решения этих терминологических проблем предлагается допустить формулирование разных определений в зависимости от отрасли применения технологий искусственного интеллекта. А там, где необходимо, это уже сейчас предлагается использовать определение, содержащееся в документах по стандартизации. Однако избежать использования искаженного представления искусственного интеллекта, по-видимому, уже не удастся, поскольку в предварительном национальном стандарте информационные технологии, искусственный интеллект, термины и определения, принятым уже после утверждения концепции, использовано то же самое определение искусственного интеллекта, имеющее признаки необоснованного антропоморфизма. Дискуссионность терминологии вряд ли позволит создать прочную правовую базу для признания
искусственного интеллекта объектом правового регулирования. В лучшем случае можно говорить о правовом регулировании отношений по поводу отдельных информационных технологий, отнесенных к данной предметной области. Сейчас к ним могут быть отнесены компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи и поддержка принятия решений. Ограничение предмета правового регулирования перечисленными технологиями соответствует теоретической концепции разграничения сильного и слабого искусственного интеллекта. Современный уровень развития технологий соответствует характеристике слабого искусственного интеллекта. Он способен решать только узкоспециализированные прикладные задачи. А создание сильного искусственного интеллекта, способного подобно человеку мыслить, взаимодействовать, адаптироваться к изменяющимся условиям, на практике пока невозможно. И теоретическая возможность создания сильного искусственного интеллекта пока не доказана. Попытка нормативного регулирования отношений, не существующих в действительности, будет означать неоправданно расточительное использование ресурсов права, а его доктринальное обоснование вряд ли может выйти за пределы научных дискуссий. И последнее обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, состоит в том, что дискуссия о правосубъектности системы искусственного интеллекта, о которой мы сегодня слышали и к которой мы уже, наверное, привыкли, инициирована в основном в интересах их производителей. И наделение электронных лиц правами и обязанностями в наибольшей степени соответствует интересам крупных IT-компаний, которые заинтересованы в освобождении от ответственности за действия автономных систем и переложении этого бремени на пользователей, а еще лучше на самих носителей искусственного интеллекта. В последнем случае иллюзорность правового статуса электронного лица будет означать фактическую безответственность его создателей. Спасибо за внимание. Спасибо. Можно я спрошу? Скажите, пожалуйста, вы что-то сказали, что у вас написано, что, учебник, статья про информационную... Ну да, вот у меня буквально сегодня вышел учебное пособие «Цифровое право. Общая часть». Общая часть? Общая часть. А чего же вы как-то нас не проинформировали о вашем учебнике? Нам интересно посмотреть. Знаете, Кто у вас рецензенты? Скажите сразу. У меня рецензенты – это руководитель нашего Самарского регионального управления Роскомнадзора и, ученых, профессор Юдин Андрей Владимирович. Но да, возможно, они имеют локальную известность в самарской среде. У вас самарское информационное право. Спасибо. Вы нам пришлите его как-нибудь, ваш учебник, где найти данные? Да, хорошо, он находится в интернете, и я уже немножко обжегся с этим, потому что я направил статью для публикации. Он 22-го года прям? 22-го года, да? Да, он 2022 года. Угу. Доступен в интернете. Ну, выходные данные нам дайте этого учебника, мы посмотрим. Хорошо, спасибо. Можно найти в интернете по запросу «Цифровое право». Он там, по-моему, первым выходит. Ну, естественно, поскольку я считаю, что... Не, я не знаю, что естественно для вас. Для нас информационное пока. Естественно, он находится в системе отношений, связанных с информационным правом. Ага. Вы единственный автор, да? Да, я единственный автор. Да. Угу. Ну, мы найдем. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Да, в интернете dglo.ru можно ввести, и он там будет. Приходите завтра, да. Хорошо, спасибо. Так, Ахмедшин у нас нету, да, Ахмедшина? Сустина Татьяна Ильинична, пожалуйста. И Гашимову Теймуру. Гашимов здесь был? Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я ассистент кафедры правового обеспечения государственного управления экономики Российского университета транспорта. И сфера моего исследования научного – это правовое обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних. Я хотела бы начать с того, что на последних бачелорских чтениях, которые прошли, я в них участвовала, те дебаты и такие очень интересные диалоги, которые я там слышала, они навеяли меня на мысль в рамках моего исследования диссертационного, и по его итогам успела выйти моя статья, и мне ее вчера только передали в бумажном виде. Я бы хотела, Татьяна Анатольевна, вам ее подарить. Вот молодец. Это журнал «Ваковский. Вопросы ювенальной юстиции». Несмотря на то, что тема информационное право, я занимаюсь проблемами детей. И сегодня мой доклад «Типологизация несовершеннолетних как особых субъектов информационных». Очень быстро.
Дети — это особый субъект информационных отношений, и здесь не может быть никаких сомнений, так как в силу своего возраста, не обладая полной степенью дееспособности, с участием своих родителей, законных представителей, как законных представителей несовершеннолетних, дети осуществляют в полной мере свои права в информационной сфере. Но исследуя этот вопрос, мы понимаем, что и Семейный кодекс, и Уголовный кодекс, он характеризует ребенка как субъекта информационных отношений только с точки зрения возраста. Но этого на данный момент не является достаточным. Так, например, мы видим, что, например, Семейный кодекс определяет просто ребенка как лицо, достигшее возраста 18 лет. То же самое делает Уголовный кодекс, распределяя возрастные рамки до 14 лет, от 14 до 16, от 16 до 18 лет. Психология определяет более такую частую типологизацию возрастов детей, разделяя на... Я извиняюсь, я забыла переключить. 436 психология, разделяя на период новорожденности, грудной возраст, ясельный, преддошкольный возраст, дошкольный, младший школьный и подростковый. Но и этого недостаточно, потому что, например, в зависимости от степени цифровой зрелости ребенок в 8 лет может быть более зрелым, чем ребенок, например, в 12 лет. То есть мы говорим о том, что в зависимости от уровня образования, в зависимости от каких-то своих внутренних, в том числе и каких-то духовных, нравственных, в зависимости от своего воспитания, общества, где он проживает и где он растет, его уровень информационного развития может быть разный. Поэтому мы говорим о том, что необходимо помимо вот этой вот возрастной типологизации определить еще какую-то. И исследуя вот этот вопрос цифровой зрелости несовершеннолетних, нельзя ограничиваться одним возрастом. Следует более как-то персонифицированно подходить к этому вопросу. Таким образом, представляется возможным говорить не только о достижении ребенком определенного именно возраста, а о достижении определенного уровня его цифровой зрелости. Таким образом, выделяя типологизацию несовершеннолетних субъектов информационных правоотношений с точки зрения достижения определенного уровня цифровой зрелости. То есть ребенок должен осваивать определенные навыки при пользовании информационными технологиями. И вот определение степени осваивания информационных технологий будет давать ребенку, по сути, определяя его цифровую зрелость и уменьшая его информационную уязвимость. В условиях новой цифровой реальности, то есть мы видим сначала пандемия, отразилась очень серьезным образом на детях, переведя их очный формат обучения в дистанционный формат обучения. Нынешняя сложная политическая обстановка также затрагивает наших детей, поэтому именно вопрос цифровой зрелости и самостоятельного отсеивания детьми информации является очень важным, самостоятельной фильтрации. Все. Так. Да, но я немножечко так торопилась, поэтому сумбурно. Да. Ну, знаете что, я все равно молодец, Татьяна. Я вот хочу сказать, что у нас сегодня как-то эта тема не звучала. Я почему и мы тут с коллегами посоветовались и решили, что обязательно обозначить надо, что такое сегодня безопасность детей в интернете или вообще информационная безопасность. Вот она пишет диссертацию, я тоже смотрела, и на самом деле тема несовершеннолетние, дети. Там столько всяких категорий. И в рамках семейного права, в рамках гражданско-правовых отношений тоже не разобрались. И поэтому мы считаем, что вот информационная безопасность детей – это предмет, эти отношения и регулирование, это информационного права касается. Поэтому хоть вы там и экономист, наверное, да, но информационное право, учебник мы ваш посмотрим обязательно, пока не нашли. Ссылку пришлите. Вот. Да, юрист? Ну, тогда тем более. Спасибо большое. Присаживайтесь. Большое Мы спасибо. будем дальше успехов и в подготовке своей диссертации, и вообще в исследовании. И еще одна у нас есть тоже соискательница, да? Вот. Но она преподает уже. Выходите, пожалуйста, да? Ну,
Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь коротко осветить свою тему. Сейчас представлюсь. Да, Попова Татьяна Владиславовна, она преподаватель кафедры конституционного и административного права. Я просто обращаю внимание, что в тех вузах, где кафедры информационного права нет, это в самых разных форматах. И уголовное право, и административное, и конституционное, все. Поэтому сегодня у нас с вами будет публичное право. Ну, не сегодня, а вот уже прям закрываются все советы, и мы все в рамках публично-правовой научной специальности будем работать. И вот Южноуральский государственный университет, город Челябинск. Пожалуйста, Татьяна, тоже. Сразу прошу прощения, что я без презентации, но постараюсь коротко осветить тему, которая звучит следующим образом. Цифровое профилирование, новые возможности и угрозы в сфере частной жизни. И мне хотелось бы начать свой доклад коротко со статьи 2 Конституции. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И сегодня хотелось бы сказать, что эти слова, эти основные права и свободы звучат как нельзя актуально, потому что с развитием цифрового общества, колоссальным развитием цифровых технологий именно человек становится особо уязвим. И мы очень много можем сталкиваться на практике, что происходит бесконечная утечка информации, персональных данных. И эти вопросы, я считаю, наиболее актуальны. Так вот, возвращаясь к теме моего доклада, хотелось бы отметить, что все-таки необходимость персонализации человека в общественной жизни, его самореализация в сфере частной жизни, реализация его тайн как личных, так и семейных, также внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта и развитие цифровой среды, в том числе в органах госвласти, привели к необходимости созданию цифрового профиля. Цифровое профилирование, что оно из себя представляет? Это прежде всего процесс сбора и анализа информации о самом человеке или организации, в том числе обращающейся в сети интернет. Цифровой профиль может включать в себя и персональные данные, и личную и семейную тайну, в том числе информацию о личных характеристиках человека. Где же мы можем найти это определение и что представляет собой профилирование? Ну, прежде всего, это мы возьмем общий регламент Европейского Союза о защите персональных данных, в котором содержится определение профилирования. Сейчас коротко я зачитаю. Это любая форма автоматической обработки персональных данных, заключающихся в использовании персональных данных для оценки определенных личностных аспектов физического лица, в частности, для анализа или предугадывания аспектов его результативности в работе, его экономического положения, здоровья, личных преимуществ, предпочтений, интересов, надежности поведения и перемещений. То есть из этой формулировки мы можем сделать вывод, что в принципе вся информация, которую может собирать государство, в том числе это и цифровые следы, которые мы бесконечно оставляем, заходя на какие-то форумы, обращения на какие-то сайты, которые постоянно регистрируются в журналах учета входа и так далее. Это та информация, которую собирают органы госвласти, начиная от идентификации отпечатков, входах в различные системы, банковские структуры и так далее. Это считка лица и так далее, опознавательные программы. Все это будет стекаться в определенные данные. Но, может быть, к счастью или, как, может быть, к сожалению или к счастью, наверное, я считаю, мое мнение, пока к счастью, что в настоящее время в России профилирование оно не является инструментом управления данными, а скорее является, ну, можно так сказать, цифровым отпечатком, содержащим данные о человеке, организации, которые агрегированы пока, как правило, в системах органов госвласти. Но этот список будет постепенно расширяться, и так, я думаю, даже не постепенно, уже активно происходит расширение. И если мы составим такую своеобразную систему аккумулирования этих данных, то можно будет выделить 3 основных уровня. Первый уровень – это та информация о гражданине. Будем брать пока информацию о гражданине, пока юридические лица мы пока оставим, потому что поскольку мы речь ведем о частной жизни, то нам прежде всего интересен человек с его правами и свободами и, соответственно, необходимыми мерами защиты и охраны. Так вот, на первом уровне это будет стекаться та информация, которая содержится на официальных так называемых уровнях в информационных системах, предназначенных для идентификации сведений, которые именно в государственных системах содержатся.
Но это те сведения, которые мы можем встретить в Росреестре, в налоговых службах. Это та информация, которую, в принципе, человек может контролировать о себе. Он предоставляет информацию, к примеру, он купил объект недвижимости, подал необходимые данные. Какие данные он подал? Это персональные данные, когда мы проходим регистрацию, мы предоставляем для идентификации паспортные данные, которые проходят также регистрацию. Дальше, допустим, сведения об объекте недвижимости, сведения о стоимости и так далее, и так далее. Ну, дальше не буду перечислять, назовем, что это государственная информационная система, и заострим внимание, что человек на этом этапе, он может контролировать информацию о себе, которую он предоставляет операторам. Второй уровень, это составляет определенный накапливаемый массив информации о человеке, которая проистекает из информационно-коммуникационных сетей, в том числе и сети интернет. Так вот, здесь нужно отметить, что здесь сведения собираются в основном автоматически, так же, как, ну, допустим, и при использовании вхождения в различные системы поисковые, плюс та информация, которая происходит путем передачи с мобильных устройств. К примеру, что у нас может телефон или смартфон передавать? Да, это на самом деле очень много информации. Это точка геолокации, где мы сейчас находимся. Это периодичность посещения определенных мест. Это, допустим, какая-то покупательская способность, стоимостные и частота определенных покупок, посещение определенных магазинов, каких-то общественных мест. И это именно все данные, которые будут аккумулироваться о человеке, здесь они уже имеют личностные характеристики. Здесь мы можем составить и психологический портрет человека. Допустим, с точки зрения маркетологии мы можем предсказать его покупательское поведение, правильно? Мы можем вследствие, допустим, объединения по общим совокупным признакам определенных потенциальных покупателей спрогнозировать продажи, произвести в отношении, допустим, этой группы сегментарной какой-то агрессивный маркетинг с навязыванием, правильно, товаров, услуг. Но я наверняка думаю, что каждый из нас с этим сталкивался. Еще в этом же контексте хотела бы отметить, что такой момент, который, наверное, можно будет обрисовать как и проблему, которую, в принципе, нам тоже предстоит решить и на правовом уровне. Это, я бы как сказала, что, может быть, это правовой информационный нигилизм, а может быть, это просто информационная неряшливость. Я имею в виду то, что, подписывая различные соглашения пользовательские, какие-то договоры и так далее, мы не всегда читаем условия, ставя в чекбоксах или, как называемых квадратиках, галочки и даем свое согласие распространять и использовать, обрабатывать наши персональные данные. И в рамках своего диссертационного исследования я проводила опрос нескольких групп, и, вы знаете, для меня было очень удивительно, что практически 70% населения, ну, будем считать как рядовые пользователи, они никогда не читают пользовательских соглашений. Мало того, что более удивительно было, подписывая различные микрозаймы, кредитные договоры и так далее, будем называть, что повседневный, да, такой обывательский уровень граждан, они также не читают и оперируют, что очень мелким текстом, не понимаем и так далее. Я считаю, что кроме того, что как человеку самому о себе позаботиться, в дальнейшем никто так никакое государство не сможет, наверное, предоставить те меры и средства охраны его именно личных и персональных данных. Поэтому, как, скажем, дело рук утопающих, самих утопающих. Вот. И дальше, возвращаясь к уровням информации, которая будет накапливаться и составлять цифровой профиль граждан, тут, значит, так называемые данные, которые агрегируемые и генерируемые из первых двух групп. То есть первое — это, допустим, в государственных системах, второе — с телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а третий — вот эти все два первых уровня, с них будут считываться данные. И на основе их будет произведено своеобразное программирование. То есть это
будет совершенно новые, сгенерированные персональные данные. И что в этом самое такое страшное представляет угрозу, что на этом уровне человек абсолютно не может контролировать информацию, и он даже иногда может и не знать, что в отношении его совершен какой-то мониторинг, и его персональные данные обработаны и куда-то ушли. Вот, допустим, то есть мы рассмотрели основные вот такие моменты, да, и хотелось бы отметить, что в России, я уже сказала, что это действует на грани эксперимента. Значит, у нас существует национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», где цифровые профили, они упомянуты в качестве одного из элементов. И в связи с этим до конца 2024 года предполагается создание платформы идентификации, включающей в себя такие инструменты, как биометрическая идентификация, облачная идентификация, электронная подпись и в том числе, как я уже сказала, цифровые профили граждан и юридических лиц. Дальше. Да, заканчиваю. Ну, значит, основные моменты мы рассмотрели. Хочется тогда быстренько сказать основные угрозы, которые возникают в связи с именно возникновением вот этого цифрового профилирования и кратенько пути решения. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что все эти данные у нас циркулируют в цифровой среде, и просто я сейчас тезисно перечислю, какие новые угрозы возникли именно с применением цифровых технологий, использованием персональных данных. Первое – это непредсказуемость цифровой среды, то есть ненадежность программного обеспечения. Дальше следующая угроза – постоянный рост использования цифровых разнообразных платформ с разнообразными разработчиками. Дальше одна из угроз – скрытая деятельность криминальных операторов. Дальше бесконтактный и безакцептный сбор данных граждан, который происходит, он тоже представляет собой угрозу. Это имеется в виду система городских систем видеонаблюдения, все то, что я уже упоминала. Дальше новые формы мошенничества, в том числе кибермошенничества. И принудительное вовлечение граждан в цифровую среду. Это необходимость покупать какие-то новые, постоянно развивающиеся программные средства, устройства, обновлять эти программные обеспечения. И хотелось бы еще в качестве одной угрозы последней упомянуть цифровая дискриминация. Сейчас мне вот прям 3 секунды я скажу, что, например, допустим, в Китае уже действительно действует такая система социального доверия, социального кредита граждан. Так вот, каждый гражданин, ему присвоен код и балльная система. И за определенные поступки ему либо начисляются баллы, либо они снимаются. Тут идут как и социальная сфера, то есть это участие, допустим, в каких-то референдумах, высказывания против властей, это идет благотворительность, донорство, помощь родителям и так далее, и так далее. Также это идет, допустим, судебная история, кредитная история. Вот. К чему я хочу сказать, что все вот это приводит, в принципе, самое страшное, к дискриминации граждан. Дело в том, что человек, который съехал, можно сказать, в категорию неблагонадежных, он лишается определенных благ, в том числе предоставляемых государственными органами, в том числе услуги. Вот. И как бы не хотелось, чтобы у нас это все было на подобном уровне, да, что все-таки человек, ему нужно давать все-таки свободу для творчества, и это все-таки не цифровая машина. Ну и я думаю, что все-таки человек останется личностью, а государство найдет средства, чтобы защитить. Спасибо за внимание. Ну, блестящей защиты желаем тоже, потому что выступление великолепное, мы довольны все. И на такой еще ноте, с одной стороны, надо быть внимательными и осторожными, а с другой стороны, государство защитит, мы просто даже и сказать уже больше нечего. Вы знаете, уважаемые коллеги, дорогие товарищи, мы с вами справились практически с невыполнимой, на первый взгляд, задачей. Вот в 13:30 казалось, что нельзя, там 104 человека в списке, и все как бы дайте слово просят. Значит, людям есть чего сказать, это очень хорошо. И эта тема волнует, это еще лучше, потому что тут у нас настолько разные как бы темы были, с одной стороны, вот такие микротемы, аспекты, какие-то
точки зрения разные. А с другой стороны, то, что вот такая насыщенность программы, она просто, ну, я не знаю, ее потом осмыслить даже надо, как удалось организаторам такое сделать, я даже не знаю. Привлечь такое внимание огромное, не только юристов, экономистов, финансистов, конституционное право тоже присутствует, да, и цивилисты. В общем, с точки зрения различных специальностей, и научных, и правовых, в общем, тут очень, конечно, у нас получилось огромное количество всего. И мы, я думаю, с этой задачей вот на данный момент, у нас было дольше время предусмотрено даже, потому что мы боялись, что не справимся. Вот эта оптимизация, она, конечно, произошла в первую очередь за счет того, что так много было задумано. Но практически всех тем, конечно, коснуться нельзя, но самых значимых мы с вами коснулись, мы поставили какие-то, многие поставили проблемы, и мы попытались даже, сделав выводы, дать какие-то свои предложения, связанные с реализацией этих вопросов. На мой взгляд, секция «Цифровые технологии в системе публично-правовых отношений», государственно-правовых отношений, она, вот, по-моему, себя зарекомендовала очень хорошо. Я думаю, что у нас это все получилось. Ну, прекрасные модераторы, все специалисты в своих областях и в отдельных вопросах. Но мы очень рады тому, что у нас есть слушатели, у нас есть аудитория и дистанционно, и вот в режиме в таком, это вообще приятнейшее общение, потому что сегодня, ну, последние 2 года редко нам удавалось так вот собирать. И, конечно, организаторам огромное спасибо. Я думаю, что запись велась выступлений, и те предложения, которые направлены на развитие, совершенствование законодательства, обязательно найдет отражение и в резолюциях, и в тех документах, которые по результатам конференции форума будут готовиться. А на самом деле, что самое важное еще, мы с вами проложили путь этой конференции на дальнейшее, ну вот будущее ее. Я думаю, что оно перспективно, я думаю, что вот этот форсайт, такой взгляд в будущее у многих выступлениях присутствовал. И этому форуму жить и развиваться, и десятилетия науки, с одной стороны, которая объявлена президентом, а я с интересом узнала, что 22-й год в Татарстане – это год цифровизации еще такой, да, вот эта цифровая политика, то внимание, которое уделяется. Но я давно говорила, что Татарстан – это один из локомотивов вот у нас в государстве, среди субъектов федерации. Очень многое, что они делают, это потом находит свое воплощение в дальнейших делах и решениях. Ну, поэтому в добрый путь этому форуму, а всем огромных успехов, хорошего настроения, чтобы все у вас получалось, и главное, чтобы как можно больше было здоровья, чтобы нас как можно меньше касались вот те проблемы, которые сегодня еще, к сожалению, есть, но я надеюсь, что все берегите себя. Спасибо. Не расходимся, коллеги, давайте сделаем общую фотографию. Наши недруги, ну, приложили все усилия, чтобы это все дело расстроить. И, в общем, были и отключения, и внеплановые отключения, и плановые отключения, и атаки. Обычные граждане как пользовались своими услугами
информационными в обычной человеческой жизни, так они и продолжили в прозрачном режиме пользоваться. Мы борцы с матрицей. Да, вот чтобы мы остались людьми, как human beings, ну, как человеки, вот для этого нужны мы. Первый кибериммунный тонкий клиент на базе операционной системы Касперский ОС для защищенного подключения к виртуальным рабочим столам. Надежный и отказоустойчивый. Компаниям важно безопасное подключение к корпоративной среде из любой точки. Активируйте тонкости кибериммунитета. Мегафон построил облако, каким оно должно быть, потому что ты хочешь быть уверен в технологиях, которые используешь. Мы создали распределенную сеть вычислительных ресурсов и доставки контента, чтобы ты и твои клиенты имели стабильный доступ к данным.
Мы сертифицировали облако по российским и международным стандартам, потому что тебе выгодно выбирать безопасность. Мы обеспечиваем персональный подход к поддержке клиентов, построению сети и кибербезопасности, чтобы ты имел все условия для внедрения и развития инноваций. Мегафон начинается с тебя.